Ձայնը բարձրացրեք մի հատ։ На двух площадках в режиме онлайн с Ереваном Совет Лазаревского клуба принял решение отказаться от поездки российской делегации, которая была запланирована на вчерашний вечер по известным причинам. Речь шла не только о запрете мне на въезд в Армению, но и вполне возможно каких-то еще провокациях. Мы не хотели никому доставлять удовольствие. И мы очень рассчитываем на то, что благодаря любезности МИА «Россия сегодня» и Russia Today у нас есть сегодня такая возможность здесь в Москве собраться в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в этом зале, который называется «Президентский». Я хочу поприветствовать наших друзей и коллег в Ереване. Мы видим на экране Баку Сарковича Саакяна, президента Нагорно-Карабахской республики. И я очень надеюсь, что все мы сегодня сумеем в течение нескольких часов нашего заседания сказать о том, что нам дорого, что мы видим в прошлом, и что мы видим в настоящем, и на что мы рассчитываем в будущем, когда говорим и думаем о русско-армянских отношениях. Я хотел обратить ваше внимание на то, что мы собрались в самый решающий момент. Вы, конечно, знаете, что в Армении оживленно и очень бурно обсуждаются разного рода проекты мирного договора с Азербайджаном. В понедельник, 31 октября, должна состояться встреча трехсторонняя в моем родном городе Сочи. Встретится президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вот именно в этот момент, когда мы начинаем свою работу, происходит важное совещание в рамках УДКБ, созванное по инициативе Армении в связи с ее обращением. И насколько мне известно, в 13 часов к участникам совещания присоединится президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемый Андрей Руденко, который предполагал сегодня участвовать в работе нашего круглого стола, пожалуйста. Мы приветствуем наших друзей в Москве. К сожалению, так получилось, что в новинку происходит собрание одновременно и в Москве, и в Ереване. То, что было сделано по отношению к Константину Федоровичу, можно по-разному оценивать, но самое главное, что это глупость, политическая глупость. Это более важно, чем остальные эмоциональные определения. Мы до последнего времени имели четкую архитектуру внешних отношений Армении. Были союзнические отношения с Россией, это нам ни в коей мере не мешало иметь дружеские отношения с Евросоюзом, с Соединенными Штатами Америки, с Китаем, с Ираном. Мы начали еще в начале 90-х годов переговоры с Турцией о том, чтобы открыть дороги, признать дипломатическим путем друг друга и так далее. То есть все эти процессы шли. Сейчас все изменилось. Изменилось не только из-за Армении. 3 крупных изменения произошли. Мы проиграли войну, бездарно проиграли войну. Началось сближение России, Турции и Азербайджана. И
крупное противостояние между Россией и Европой. Это ставит перед нами новые задачи. Я думаю, что сегодня мы должны определить, для того, чтобы говорить с союзниками, нужно иметь четко поставленные задачи, какие задачи ты перед собой ставишь. Перед Арменией стоят следующие задачи. Это вопрос Арцаха, вопрос безопасности, причем безопасность должна в основном обеспечиваться своими силами, то есть это вопрос восстановления нашей армии. Вопрос договоров. Я, забегая вперед, хочу сказать, что я считаю, что сейчас мирный договор подписывать под дулом пистолета просто не имеет смысла. Вопрос территории. Вопрос анклава вообще глупо рассматривать. В советское время были придуманы такие механизмы, чтобы удерживать одну нацию против другой. Вообще нужно отказаться от этого. Вопрос Сюника, вопрос коридора. Я, может быть, скажу то, с чем многие не согласятся. Я не только против коридора, но против вообще того, чтобы открыть дорогу до Нахичевана, Азербайджан. Армения находится полностью в блокаде, и все эти дороги через Турцию, дорогу Нахичевана, дорогу через Азербайджан, эти все дороги должны открыться одновременно. И причем каждая дорога должна быть суверенной дорогой того государства, через которое проходит. То есть комплекс вопросов. Эти все вопросы, я думаю, сегодня наши товарищи и в Москве, и в Ереване обсудят. И если у нас будет четко поставленная задача, что хотим мы, в этом случае можно также понять, а чем могут помочь нам наши русские друзья, а в чем у нас, какая разница между позициями. Сейчас мы начинаем вот это собрание. Здесь у нас записано... Да, я скажу, что здесь у нас 80 человек приблизительно, и, насколько знаю, в Москве 45. По онлайну к нам соединяется также Бако Саакян из Карабаха, из Арцаха. Мы договорились, Константин Федорович, что первое выступление будет вашим. То, что вы сказали, это считать выступлением или дать вам слово? Уважаемый Вазген Михайлович, я хочу тем, кто в студии, быть может, не знаком с Вазгеном Михайловичем Манукяном, это первый премьер-министр Республики Армения, министр обороны в прошлом, уважаемый всеми в Армении, да и Пожалуйста. Так и было предусмотрено, дорогие товарищи, слово даю бывшему президенту Арцаха Бако Саакяну. Спасибо. Уважаемые участники конференции, приветствую всех с очередным, можно сказать, юбилейным пятым заседанием Лазаревского клуба. Клуб стал важной площадкой, где на высоком профессиональном уровне рассматриваются актуальные темы, связанные практически со всеми сферами жизнедеятельности государства и общества, внешней и внутренней политики. Деятельность Лазаревского клуба – это весьма эффективное связывающее звено между братскими армянским и российским народами. Острота переживаемого момента на фоне происходящих в мире процессов требует от нас использовать эту постоянную площадку для обстоятельного анализа существующих реалий, выработки всесторонне взвешенных подходов по их оценке и определению соответствующих задач.
Я более чем уверен, что ни у кого из присутствующих нет никаких сомнений, что здесь участвуют люди, которые не только являются сторонниками дальнейшего упрочения армяно-российского сотрудничества, но и сами являются активными участниками этого процесса, каждый в силу своих возможностей. Хотел бы также особо отметить, что не было ни одного заседания, где не затрагивался бы Арцах, темы и вопросы, связанные с его прошлым, настоящим и будущим. И это совершенно объективно. Ведь Карабах играл, играет и будет играть одну из ключевых ролей в истории и геополитике Закавказья, армянского народа и государственности. Трудно переоценить роль Арцаха в обеспечении военно-стратегического баланса в регионе, формировании безопасной и предсказуемой геополитической конфигурации также и для Российской Федерации. Дорогие друзья, сегодня мы переживаем переломный этап в истории. Наши страны и народы сталкиваются с глубинными угрозами безопасности. Мы оказались перед серьезным выбором. Либо с учетом быстро меняющегося миропорядка внести существенные корректировки в нашу жизнедеятельность, либо, не замечая происходящих перемен, скатываться на уготованные для нас другими центрами сил и позиции. Это будет иметь опасные последствия. Ведь можно без преувеличения сказать, что на кону наше общее будущее. Для недопущения таких последствий и нейтрализации угроз необходимо проводить ярко выраженную принципиальную и максимально активную политику. В данном контексте особо показательным предстает политика Турции, ее действия до и после 44-дневной войны 2020 года, навязанной Азербайджаном Нагорно-Карабахской республике. Турция, член НАТО, абсолютно не скрывала и до сих пор четко заявляет о том, что именно она стояла рядом с Азербайджаном, активно поддерживала его в агрессии против Арцаха. Маленький Нагорный Карабах с населением 150 тысяч человек, который провозгласил свою независимую государственность в строгом соответствии с нормами и принципами международного права, строил демократическое и правовое общество, оказался один на один со странами с совокупной численностью населения 95 миллионов человек, с членом НАТО и тысячами международных террористов и головорезов, при полном бездействии международного сообщества и стран, своевременной реакции которых с таким нетерпением ждал народ кровоточащего Арцаха. Говорить об этом приходится с большой болью. Сейчас Арцах тяжело ранен, а у наших врагов нескрываемое искушение окончательно уничтожить карабахскую армянскую государственность с тем, чтобы осуществить свои экспансионистские и человеконенавистнические планы. Очевидно, что силы, которые хотят передела геополитического ландшафта Кавказа, вытеснения отсюда России и демонтажа армянской государственности в качестве ключевого компонента для достижения успеха рассматривают уничтожение Нагорного Карабаха. Так было в прошлом, то же самое мы видим и сейчас. Допустить этого нельзя, и пока есть возможность, необходимо совместными усилиями предпринимать соответствующие шаги. Надо исключить ошибки и просчеты, которые будут иметь необратимые последствия. Надо прекратить заигрывание, представляющие прямую угрозу нашим национальным интересам. И хорошо, что в наших обществах есть люди, а их большинство,
которые знают подлинную цену и искренне дорожат дружбой между нашими народами. Особо хочу отметить роль Константина Федоровича Затулина. Он, как истинный патриот своей страны, делает очень многое, защищая ее интересы, вносит достойный вклад в укрепление российско-армянских отношений. Я хочу воспользоваться возможностью и еще раз поблагодарить Константина Затулина за его активную позицию. Уважаемые присутствующие, хотел бы пожелать всем участникам активной и плодотворной работы. Думаю, обсуждения, которые будут иметь здесь место, внесут свою лепту в дело объективного анализа складывающейся обстановки в нашем регионе и в мире в целом, помогут выработать правильные и адекватные подходы в их оценке и реализации. В истории у нас уже были тяжелые времена, когда наши братские народы рука об руку, даже будучи в численном меньшинстве и практически в безнадежном положении, благодаря мужеству, самоотверженности, братству и непоколебимой вере одерживали славные победы, вдохновляя своим подвигом будущие поколения. И я уверен, что нынешнее время не станет в этом смысле исключением. Благодарю за внимание. Спасибо. Константин Федорович, у нас есть проблема, я хочу обсудить с вами. Здесь у меня список людей, список тех, кто хочет выступить, 19 человек. Но, естественно, и у вас должен быть список. Как мы будем определять, через или каким образом мы будем предоставлять голоса? Владимир Николаевич, я как раз хотел предложить, чтобы мы попеременно заслушивали выступления из Москвы, из Еревана, из Армении, из России. И мне кажется, что все нас уважаемые члены клуба и приглашенные простят, если мы будем налагать ограничения. 7-10 минут – это, наверное, достаточно для того, чтобы выразить мысль. Я Договорились. призываю, иначе мы, конечно, не успеем полностью удовлетворить всех желающих. И если вы не возражаете, хочу сейчас предоставить слово члену совета нашего клуба Станиславу Николаевичу Тарасову для его сообщения. Я обращаю ваше внимание на то, что мы назвали темой нашего заседания историческое прошлое и настоящее не российско-армянских, а русско-армянских отношений. Тут не совсем точно сказано на экране название нашего заседания. Это очень важно, при том, что первый же выступающий Бако Саакович Саакян, конечно же, погрузил нас в тревоги сегодняшнего дня, и мы все в этих тревогах. Мы обязательно обсудим все, что касается современности, но, может быть, для начала напомним друг другу, как развивались русско-армянские отношения, когда они, собственно говоря, в новую эпоху проявили себя и в какой форме. Это было бы важно, мне кажется, не только для нас. Поэтому, пожалуйста, Станислав Николаевич. А следующим будет выступать представитель из Еревана, кого вы определите. Пожалуйста. Президент, я рад предоставленной возможности выступить с небольшим сообщением. В моем сообщении не будет никакой сенсации, но я предпринимаю попытку обратить внимание на проблемы, которые мне представляются наиболее актуальными. Потому что мы живем в очень сложную эпоху турбулентности, все меняется на постсоветском пространстве, начинаются новые процессы этнической идентичности, причем это происходит на фоне исторического материала. То есть период, когда исторические знания были просто как познавательным процессом
сейчас становится орудием большой политики. И сейчас на основе исторических знаний вырабатывают даже очень серьезные решения. Причем, если говорить о Кавказе, Закавказье в целом, то как получается, что многие проблемы, в том числе и карабахские проблемы, просто анализировать, да и ситуацию, в которой оказался регион, анализировать просто на базе 150-200 лет данных просто невозможно. Просто невозможно. Тогда это диагностика поверхностная. Собственно говоря, страдает вся наша публицистика, наша историография. Далее я объясню, почему я так думаю. Вы знаете, что вообще история наших отношений насчитывает очень много веков, и это в глубь уходит в тысячелетий. Но я хочу сфокусировать внимание на таких важных аспектах геополитики, когда создавалась матрица этих отношений, последствия, которые дают о себе знать. Я имею в виду, это периоды правления Петра Великого и Екатерины. И ту политику, которую осуществляли два государства, вернее, два народа именно в этот момент. Ну а сегодня небольшая такая вводная познавательная часть, без претензий на какое-либо открытие, конечно. Все как раз начинается, это первый этап, когда начинается с момента образования русского государства, восточных славян в конце IX века, когда между древнерусскими и армянскими народами возникают и развиваются разнообразные экономические и торговые отношения. Специфика этого процесса: армяне тогда имели свою государственность. И Киевская Русь тоже обладала признаками широкой государственности. То есть это были такие равноправные отношения, и появление в этот период армянских, скажем так, поселений на территории Киевской Руси объяснялось прежде всего такими, ну, это были торговые фактории, это заинтересованность в развитии торгово-экономических связей, потому что Киев и Двин находились на торгово-экономическими центрами, являлись торгово-экономическими центрами Востока и Европы. Затем утверждение христианской веры, в общем-то, тоже открыло более широкие возможности, хотя вы знаете, что до 1700 года, когда Петр I принял свой указ о веротерпимости, армянам не разрешалось строить на территории России даже свои церкви, а он это отменил, и тогда стали появляться армянской церкви, а, собственно говоря, раз появляется церковь, это значит, есть священник, есть посетители, есть кому слушать эти службы. А так, в общем-то, в целом вот этот период, мы, что касается Киевской Руси, то известные, например, фреска, представители русской церкви в Киеве в 1657 году еще провели совместное совещание, а изображение святых Георгия Просветителя и святой Репсиме встречается на фресках даже Спаса на Нередице. В Киеве, в Новгороде делись о армянской церкви. Кстати говоря, это вот тоже один из серьезных моментов. И не случайно в повести временных лет, кстати говоря, где рассказывается о разделенных землях между сыновьями Ноя, упоминается в основном географическое разделение Армении на Великую и Малую. Ну, кстати, именно с этого момента летописного свода, а также других сводов 12-13 веков, прослеживаются материалы по Армении, содержат интересные сведения, относящиеся к Армении и русско-армянским связям. То есть в крупных российских городских центрах уже сложились армянские колонии, и это было очень важно, потому что образовался интерес к армянскому языку. Кстати говоря, вот русский хронограф, человек вычислил 512 года, перечисляет среди языцев множество. Упоминается также армянский язык, который использовался в России. Можно также констатировать, что начиная где-то с 16 и 17 веках, Русь или Россия, еще тогда доимперская и так далее, располагали очень серьезными информацией, знания друг от друга и армянского народа. Здесь интересный момент, вот кто следил, я уверен, что многие из вас, наверное, читали историческую переписку, донесения различных посольских приказов, общение армянского духовенства с русскими царями и так далее. Нас поражает следующее, мне поразило другое, что мы, оказывается, Россия в Закавказье
а в частности по Персии, Турции, получал в основном сведения из армянских источников, это армянские купцы, это армянское духовенство и так далее. Мы смотрели на определенный момент с глазами армян. Мы имеем, в отличие, кстати, правда, здесь Грузия еще конкурирует, но мы имеем очень серьезный такой взгляд на эти процессы, и очень хорошо русские цари очень хорошо ориентировались по ситуации, где заслуга армян, безусловно, велика, огромная. Тем более, что здесь еще я хочу обратить внимание на еще один момент, который, на мой взгляд, мало обращает внимание наши историки. Дело в том, что вот контакт, когда во второй половине XIV века Армения утратила свою государственность, Тамерлан, затем Иран и Турция, раздел, падение Киликии, когда утратили свою государственность, армяне, началось переселенческое движение. Но армяне пришли, появились в России с совершенно иной психологией, ментальностью. У них за плечами была великая история, великая государственность, великие империи. Они считали себя историческим таким библейским народом. И они столкнулись с русским государством, которое только становление, только расширялось в этой эпохе. Так далее, особенно при Петре Первом у нас только появляются признаки имперской геополитики, мы начинаем прорываться на восток и так далее. И это очень, очень принципиально важно. Вот как себя чувствовали армяне в российских городах и так далее. Они, в общем-то, выступали путеводителями, то есть они водили за руку русских царей по региону. И собственно, делалось это вполне сознательно. Почему? Потому что с одной стороны, был прагматический взгляд России на армян, потому что репутация предприимчивых, талантливейших людей, контролирующих торговлю с восточными странами, в том числе и с Индией. С другой стороны, желание заручиться и поддержкой, привлечь к себе это армянский народ, для того, чтобы активизировать торговлю, экономику. То есть это так называемая инновация этническая, которая царская продолжала. Ну и с этой стороны проекты двух сторон по отношению друг к другу. Так, вот интересный момент, который я фиксирую для себя, что армяне, развивая отношения с Москвой, вплоть даже эпохи, включая эпохи Петра Первого, вынашивали идею воссоздания своей государственности. Это проект. Да. В то время как царское самодержавие, это Петр I, к восстановлению, созданию государственности этнической другой, были не готовы. Мы готовы были, мы привыкли, имели опыт присоединения государств, Астраханской, Казанской, ханства и так далее. Но воссоздание государственности на территории Закавказья, мы к этому факту были не готовы. Хотя всячески поощряли отношения, поощряли пророссийско настроенные настроения армян. Но самое главное еще в другом, кто из армян, какой части проявил наибольшую активность, такую наибольшую пассионарность. Вот Баку Саакович абсолютно прав. Я согласен, что наиболее пассионарные проявляли себя армяне Нагорного Карабаха. И тут все тоже много покрыто тайной, и много в истории, в историографии не прописано. Вот, я, например, задумался, а как возник этот карабахский проект в геополитическом смысле слова. Вот недавно историк Макарова, это она в Волгограде живет, она защитила кандидатскую диссертацию, где, в общем-то, работала, использовала материалы Ватиканского архива. Это была переписка между Ватиканом, Борисом Годуновым и иранским шахом о каких-то геополитических переменах, где было выяснено следующее, что иранский Ватикан первый предпринял шаги, поощряющие, стимулировал иранского шаха для участия в антитурецкой коалиции, а шах обращался к призывам к Европе и так далее, создать, кстати говоря, поддержать процесс меликов. Это, они так и появились на Нагорном Карабахе. Вот 5 меликов, это, кстати говоря, продукция Ватикана. Это просматривают в документах. А вот в документах нашего посольского приказа этот эпизод отсутствует. А вот те, кто видел эти документы, иногда складывается впечатление, что с мясом вырванные страницы, это не моя точка зрения, это Макаровой, что кто-то влез в эти документы, когда это произошло, сказать сложно. Но вот эта переписка
один из документов, который сейчас публично опубликован, где шах Ирана предлагает Борису Годунову, он называет его белым царем, предлагает ему подарить вечный подарок. Это Дербент, Баку и Решт. Только в знак поддержки, чтобы поддержали его в борьбе с Османской империей. То есть здесь формируется так называемая антиосманская коалиция. Ну, и более того, что почему это сделано, Бориса Годунова называют впервые белым царем. Почему? Потому что Бориса Годунова в Иране воспринимали как наследника чингизидов. Это новый такой период. Второй момент, с этим с эпизодом чингизидов я столкнулся, когда в документах по миссии генерала Ермолова в Персию в 1818 году, и когда Аббас Мирза, наследник престола, его отказался принимать для того, чтобы заставить его выполнить эти ритуалы. Это надеть халат, там, снять сапоги и прочее, прочее. Долгое время. И потом все же Ермолов, белые чулки, согласился, в общем-то, выполнить ритуал. Но когда он появился на приеме Аббаса Мирза, он, в общем-то, отказался выполнять этот ритуал, за что Аббас Мирза ему на прекрасном французском языке, он хорошо образованный был человеком, обвинил его в нарушении традиций, и Ермолов ответил, что ему, когда твои каджары пасли баранов, мои предки управляли этой землей. Это Ермолов, в общем-то, проходил по Иесру как наследник чингизидов. Кстати говоря, вместе с многими генералами, они вот те, которые приняли и родословно свои вели от так называемых чингизидов. Насколько это правдоподобно или нет, но аргумент присутствие российской интересов Российской империи в разных упаковках, с одной стороны поддержка христианства, с другой стороны борьба так называемая за чингизово наследование, это, кстати говоря, аргументы эти широко использовались. Да, еще один момент серьезный, как реагировала в это время армяне Арцаха, Карабаха. У них появился персидский проект создания государственности. Есть документы серьезные, иранские историки об этом пишут, и наши историки современные доказывают, что Иран в период шаха Аббаса планировал создание христианской государственности на территории Закавказья, воссоздание христианства. И шел этот процесс через Карабах. Почему? Потому что карабахские армяне, это в основном выходцы из Армении, из Ирана были. Это, кстати говоря, другая часть, это Ереванское ханство, это в основном были выходцы, беженцы и составляли этническую часть из Османской империи. Вот чем именно, по-моему, здесь складывается определенное своеобразие. И именно Нагорный Карабах стал проповедовать, понимая, что есть шансы для воссоздания армянской государственности. Причем под армянской государственностью в данном случае имелось в виду на базе Карабахского ханства. И они послали, в общем-то, была, если сохранить, большая переписка армянского духовенства, об этом хорошо известно, я не хочу повторять, где они предлагали различные свои проекты. В этом смысле, вот здесь самое интересное, здесь сложилась интересная геополитическая ситуация, при которой тоже не описана история, или она подается, с моей точки, по-моему, достаточно фальсифицирована. Вот, например, поход, под влиянием Петра Великого, персидский поход 1712 года и так далее. Вот если посмотреть азербайджанскую историографию, да и недавнюю советскую историографию, этот поход изображается как империалистический захват, проявление империалистических таких тенденций в российской политике. А ведь все было совершенно иначе. Петр I совершил поход по просьбе иранского шаха. У нас были особые отношения с Ираном, и где мы, в общем, занимали какие-то определенные населенные пункты, помогая Ирану выйти из Османской империи. Я чуть забегая вперед, даже хочу сказать, что после Гюлистанского мира 1913 года, когда Карабах пошел в состав русского государства, в 1815 году персидский посол в Санкт-Петербурге, прибывший, спрашивал Александра I, когда вы вернете Карабах. То есть они не верили, что Россия, Карабах перешел в состав российского государства. Они думали, что это обычная игра, обычная традиция, когда Персия шах передавал под владение российских самодержцев какие-то части своей территории во временное управление, и что эта война, в общем-то, закончится, и Карабах тоже, собственно говоря, тоже вернут. Но произошло интересные вещи, что Петр I, в общем-то, у него не было ресурсов, таких, чтобы, в общем-то, воссоздать эту государственность. Второе, он отказался
наносить удар и подрывать могущество иранского шаха, потому что сложили особые традиции. Кстати говоря, вот это вот очень интересный момент, почему сначала процесс создания армянской государственности на основе Карабаха сначала осуществлялся через Иран, попытки, а потом вдруг произошла переориентация полностью, я имею в виду и конец проблем Петра I, и Екатерины II, переориентация все же на Турцию. От Карабахского проекта, в общем-то, в этом варианте отказались. Да, сейчас я заканчиваю. Это проект. Здесь сталкиваются два, и Петр I, и Екатерина II. Кстати говоря, Екатерина действительно рассматривала проект создания государства, но только в интересном такой ипостаси. Был проект воссоздания передачи грузинским царям, Картле и Кахете, передачи управления под управление территории Армении, в том числе и Карабаха, считает, что в Карабахе нет устоявшейся династии, в Армении тоже. Или же вводить туда, так называемую, военную свою администрацию, держать под своим покровительством, на что у России ресурсов просто не хватало. То есть практически образовались вот два таких проекта, где и Петр, и Екатерина вместе. Они предлагали, во-первых, поощряли переселение армян из Карабаха, в том числе и из Закавказья, на территорию России. И, кстати, предоставляем благоприятные условия, используя их очень, считая, что это инвестиционный такой материал, что мы будем развивать экономику. А с другой стороны, это вызывало определенное недовольство в самом Карабахе, и отсюда появились элементарные проблемы. Что касается Екатерины, через Потемкина, Суворова, известная переписка, готовила армянский проект, но они хотели даже оккупировать Ереванское ханство как плацдарм против Османской империи. То есть они отказались от проекта Карабахского, переориентация была на Турцию. Вот что происходит, да? Вот когда вы начинаете сравнивать эти события, когда шла битва за торговые коммуникации, битва за выход в Индию, шелковый путь знаменитый и так далее, то сейчас вот невольно ассоциация, что эта матрица начинает воссоздаваться сегодня. Мы видим тот же один пояс, один путь, мы также видим битву за коридоры коммуникационные, мы также видим, в общем-то, Россия мечется между Ираном и Турцией и так далее. Она не знает, вот сейчас с Ираном у нас более-менее нормальные отношения. Иран начинает сейчас проявляет активность в связи с предполагаемым подписанием договора, он грозится оккупировать Нахичевань даже, и даже оккупировать, ввести свои войска на территории Карабаха. Обратите внимание, как воссоздается матрица. Они полагают, что Россия, в общем-то, проиграла эту партию Эрдогану и Алиеву, и в данном случае этот вакуум нужно каким-то образом заполнять. Вот такая матрица, в общем-то, она вылезает наружу. Спасибо, Станислав Николаевич. Все, заканчиваю. Да, я приношу извинения, но мы сами уже предложили регламент, Да, и наши друзья в Ереване тоже должны получить слово. Балген Михайлович, пожалуйста, Станислав Николаевич нас вернул к событиям далекого прошлого. Мы, конечно, вернемся к настоящему. Я уверен, что сейчас это произойдет. Пожалуйста, Да, Ереван. я предлагаю выступающим снимать часы, ставить перед собой и через 10 минут самое больше закругляться и заканчивать. Да, всем. Потому что очень много интересного было сказано и очень много интересного будет сказано, так, чтобы успели всех прослушать. Я окружен двумя генералами, и слово предоставляю одному из генералов, Котанджану Айку. Я постараюсь уложиться в 10 минут. Доклад называется «Упреждение стратегического перехвата у России региона Южного Кавказа, безопасность и развитие Российской Федерации и Республики Армении на перспективу». Дорогие друзья, в результате порученного мне советом нашего клуба непрерывного разведанализа по открытым источникам считаю долгом обратить внимание коллег из центров принятия решений на экспертное подтверждение реальности угрозы вытеснения России с Южного Кавказа. Поддерживая тревожные прогнозы уважаемых коллег по динамике вызовов, угрожающих взаимной безопасности наших братских народов, позволю себе сосредоточиться на масштабных
и в то же время практически реализуемых в среднесрочной перспективе возможностях преодоления рассматриваемых экзистенциальных угроз. В сложившихся условиях приобретает особую значимость применение совокупности разработок в области стратегической безопасности, подготовленных с учетом безальтернативного союзнического взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Армения и включающих политологический прогноз, практически полностью сбывшийся. Это означает, что разработанные рекомендации по преодолению спрогнозированного глобального кризиса и защите национальных интересов безопасности сегодня как никогда актуальны и востребованы. Речь идет о разработке моих коллег, рассчитанных на 20-25-летнюю перспективу безопасности и развития государств, ныне стоящих на пороге ядерной войны. Как мы знаем, армянское государство, обладая преимуществами перезагрузки, ресета, пользовалось статусом участника сферки часов на пересечении интересов безопасности и развития Российской Федерации, Соединенных Штатов и Республики Армения на функционирующей в Ереване стратегической научно-экспертной платформе. Именно Институт Минобороны РА, пользуясь статусом Института национальных стратегических исследований, как сестринской организации Национального университета обороны США, приобрел привилегию непрерывно обновлять инструментарий стратегического консалтинга высшего руководства государств-партнеров и союзников на 20-25-летнюю перспективу. В частности, институт был задуман как уникальный на всем постсоветском пространстве государственный мозговой центр с непрерывно инновируемым научно-экспертным инструментарием в системе наведения мостов между стратегическими интересами Российской Федерации, США на Южном Кавказе в рамках единственной в своем роде для того же постсоветского пространства комплементарной внешнеполитической модели Армении. Представляю вашему вниманию разработанные в указанном формате и требующие корректирующего обновления две рекомендации, подготовленные соответственно 5 и 6 лет назад на среднесрочную перспективу в 20-25 лет с апробацией в научно-экспертном совете ОДКБ под председательством генерал-полковника чрезвычайного и полномочного посла Бардюжи, МГИМО МИД РФ, Китайского института международных стратегических исследований МИД Китайской Народной Республики и Школе государства Гарвардского университета. Следует обратить внимание на разницу длительности расчетных шкал, среднесрочных прогнозов со стороны находящихся на пороге мировой ядерной катастрофы России. У России это 6 лет, у Соединенных Штатов 20-25 лет. Сегодня представляете теперь уже к принятию решений на уровне Совета национальной безопасности Российской Федерации под председательством многоуважаемого президента России Владимира Владимировича Путина. Во-первых, проект создания комплекса совместных предприятий ВПК по модернизации 102-й военной базы в Гюмри, одобренный в 2017 году президентом Российской Федерации Путиным. Истоки данного замысла, как докладывалось на 4-м заседании нашего Лазаревского клуба, были сформулированы армянскими и российскими экспертами по итогам совместного посещения президентами России и Армении 102-й военной базы в 2013 году в процессе проведения регионального российско-армянского бизнес-форума в Гюмри. В результате подключения к реализации замысла высшего руководства России и Армении группы высококвалифицированных молодых ученых Института национальных стратегических исследований Минобороны Армении и российских коллег, привлеченных под эгидой научно-экспертного совета ОДКБ, был разработан проект
базирующийся на договорах о дружбе и сотрудничестве Ширакского Марса с его побратимами Ульяновской и Ростовской областями. С учетом модернизации вооруженных сил государств, оспаривающих российские стратегические интересы на Южном Кавказе, в том числе Турции, запуск совместных российско-армянских предприятий ВПК в Гюмри востребован как никогда срочно. Во-вторых, в условиях гибридной войны против Российской Федерации приобретает особую важность российско-китайское стратегическое взаимодействие, удобной альтернативной площадкой для которого может послужить именно Армения. В частности, нами был предложен и может быть обновлен и применен геоэкономический проект синтеза двух интеграционных инициатив: «Один пояс, один путь Китая» и мультимодального международного транзитного коридора Персидский залив, Черное море, сухопутно-морским транзитом по маршруту Китай, Индия, Иран, Армения, Грузия, Южная Европа. Разработка осуществлена в результате многоэтапных совместных обсуждений в процессе встречных рабочих визитов в Армению и в Китайскую Народную Республику армянских и китайских стратегических аналитиков. В процессе разработки данного геоэкономического проекта он апробирован экспертами ИНСИ, МОЭРА и Китайского института международных стратегических исследований МИД КНР на международных научных конференциях в Сиане, в Шанхае, Пекине, Тегеране и Ереване. Замысел отражения интересов Российской Федерации рассматривался на заседаниях межпарламентских комиссий Совета Федерации Российской Федерации и Национального собрания Республики Армения с точки зрения долевого участия России в трансконтинентальном транзите в статусе участника в коллективном управлении проектом. Особого внимания заслуживает дополнительная политико-дипломатическая проработка достаточно толерантного отношения Запада к армяно-иранскому экономическому сотрудничеству в условиях нахождения Республики Армения под угрозой эскалации Азербайджаном и Турцией геноцидной агрессии, признание тремя государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ геноцида армян в Османской империи, высокой потребности европейских стран в альтернативном транзитном маршруте на основе интеграции инициатив «Пояс и путь» и «Север-Юг» и актуальности подключения ресурсов диаспоры мирового армянства. Важно заметить, что армяно-китайский проект «Стратегические ориентиры вовлечения ЭРА в китайскую инициативу «Пояс и дорога» доложен Центральному военному совету Китайской Народной Республики, руководимому председателем КНР Си Цзиньпином. Лазаревский клуб, будучи заинтересованным в защите интересов безопасности и развития армяно-российского братства в условиях эскалации международных конфликтов вокруг Украины, Армении и Нагорного Карабаха с угрозой вытеснения России с Южного Кавказа, имеет все основания для обращения внимания многоуважаемого президента Российской Федерации на научно-экспертную валидность выше приведенного консалтинга. Свидетельством этому может стать ссылка нашего сообщества на прогноз политологов по угрозе ядерной катастрофы, разработанный по вышеотмеченной методологии политологами ИНСИ МОЭРА и представленный послам России и Соединенных Штатов в Республике Армения под эгидой Ассоциации политической науки в марте 2018 года. Напомним, что апробировав результаты данного прогноза в компетентных научно-экспертных кругах Москвы и Вашингтона, мы имели честь обратиться к президентам Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки с призывом предпринять все необходимые шаги для возврата к политике перезагрузки. В
подтверждение как валидности, так и актуальности нашего заключения свидетельствует недавнее тревожное обзванивание министром обороны России Шойгу, министров обороны Соединенных Штатов, Великобритании, Турции и Франции по готовящемуся популистским режимом Зеленского провоцированию ядерной катастрофы путем применения грязной бомбы. Благодарю за внимание. Спасибо, ваш большое, черед. уважаемый генерал-лейтенант Этанжан выступал, член совета нашего Лазаревского клуба. Не сочтите это выступлением, но просто хочу процитировать документ и короткую часть выступления вчера президента Российской Федерации на Валдайском клубе. Как вы знаете, стал достоянием гласности документ, который называется «Вашингтонская декларация. Обязательства сторон на трехсторонних переговорах» от 27 сентября этого года. Пункт, касающийся Карабаха. Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха и проведет обсуждение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Представители обеспечат прозрачность обсуждений международному сообществу. Стороны также будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также для обеспечения защиты групп меньшинств на Горном Карабахе. Это все, что в этой декларации связано с темой Нагорного Карабаха. А вот что сказал вчера в ходе выступления, ответов на вопросы, президент Российской Федерации на Валдайском клубе. Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и говорили, давайте двигаться к нормализации. 5 районов вокруг Карабаха отдайте, а для связи с Карабахом 2 района. Вам это было бы хорошим шагом, но армянское руководство пошло другим путем. Теперь наша позиция заключается в том, что мирный договор нужен и делимитация нужна. Вопрос, какой вариант избрать, это выбор Армении, мы не можем, не собираемся ничего диктовать. Если Вашингтонский договор предусматривает суверенитет Азербайджана над Карабахом и власти Армении с этим согласны, пожалуйста. Если армянское руководство считает, что Карабаху нужен суверенитет, пожалуйста, поговорим об этом. Армения наш союзник, мы будем исходить из интересов нашего союзника. Я хотел бы передать слово уважаемому Арамаису Альбертовичу Камалову, академику Российской академии наук, руководителю медицинского центра Московского университета, но, что может быть особенно важно, президенту фонда «Наследие и прогресс», который как раз в течение многих лет занимается развитием связей между Россией и Арменией, русскими и армянскими народами. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поприветствовать всех членов клуба здесь, в России, в Армении. Конечно, мы планировали нашу встречу провести в Ереване, но по определенным обстоятельствам эта ситуация изменилась. И, кстати говоря, и посвященные, так сказать, вопросы того настоящего, которое связано с Россией и Арменией, наверное, сегодня приобретает еще больше интерес, потому что Станислав Николаевич очень подробно рассказал и мог бы еще долго говорить о наших связях российских и армянских на протяжении веков, но сегодняшняя ситуация привела к тому, что есть все проблемы, с которыми мы столкнулись, а по сути, я должен об этом сказать, для нас всех было это неожиданностью, и, честно говоря, немножко вызывает какое-то недоумение то, что вот Константин Федорович, он лишен возможности посещать Армению, и что самое, наверное, абсурдное, звучит в том, что деятельность человека ведет к ухудшению отношений между Россией и Арменией. Кстати говоря, хотел бы обратить внимание, что это, наверное, единственный наш политик, единственный член Государственной Думы, государственный деятель, настоящий патриот России и патриот Армении, который постоянно и последовательно отстаивал права Армении, права Нагорного Карабаха, Арцаха,
на самоопределение и возможности жить на своей исторической родине. Я думаю, что это какое-то, в общем-то, ошибочное решение властей Армении. Мне кажется, не было никаких предпосылок для подобных решений, и я рассматриваю это как, в общем-то, не только отношение к Константину Федоровичу, но и, наверное, ко всем нам, нашей диаспоральной силы, которая находится в Армении, как и вообще к России в целом. И, честно говоря, немножечко удивляет тот факт, что мы, конечно, забываем о том, что происходило буквально совсем недавно, и те события, которые привели к той ситуации, в которой Армения находится сегодня. И, знаете, говорят о том, что сложно помочь Армении без участия самих армян, проживающих, конечно, в Армении. Поэтому я считаю, что определенные шаги, которые мы делаем и помогаем для того, чтобы создать те предпосылки для Армении, для устойчивого развития и для безопасности, конечно, требуют обоюдного решения. Вы знаете, возвращаясь к Константину Федоровичу, я хочу сказать, что, конечно, мы все многие знаем его, так сказать, действительно те достижения, и 95-й год, и его инициатива по признанию геноцида армян в Госдуме, и многие другие, так сказать, его шаги, но как врач я хочу сказать, несколько вспомнить о другом. Мы, наверное, совсем недавно все помним о той пандемии, в которой мы находились, COVID-19, и когда весь мир был заинтересован и думал о своих гражданах, граждане Нагорного Карабаха, они были брошены. И Константин Федорович решил очень сложную задачу, и мы вместе стояли бок о бок вместе с ним, и потом посылали этот груз на самолете, это вакцины, которые были посланы на Нагорный Карабах. Никто не брал на себя ту ответственность, но взял на себя Константин Федорович. Что это говорит? Это говорит о его глубокой гуманитарной заинтересованности, так сказать, помочь людям, которые находятся там. И вообще, когда мы говорим о конструкции всей Армении как таковой, да, мы понимаем, что сегодня Армении ставится, так сказать, несколько другая формула, где Арцах выводится за рамки понимания Армении. Но, к сожалению, этот процесс очень опасен. Почему? Потому что в любой конструкции есть опора. И мне кажется, опора для Армении это действительно является Нагорный Карабах, Арцах. И без нее эта конструкция под названием Армения может разрушиться, рассыпаться. Потому что не будет того стержня, казалось бы, маленького, может быть, независимого и так далее, но тем не менее очень важного для Армении и в историческом плане. Я об этом как раз Станислав Николаевич говорил, анализируя ту, так сказать, хронологию событий, которая связывает и Россию, и Нагорный Карабах с Персией и с теми региональными игроками того периода времени. Но что самое интересное, мне кажется, очень важное, вы обозначили Вашингтонскую декларацию, она действительно определяет это потеря Карабаха и присоединение к Азербайджану, и что еще более опасно для Армении, это вывод российских войск из армянской территории, из Карабаха. Это неминуемо приведет к нарушению этого баланса геополитического, который в первую очередь опасен для Армении. И получается, что Запад Армению, знаете, отдает в заклание для решения главного вопроса, это, так сказать, нивелирование российского и иранского влияния на Кавказе. Да, второй игрок и очень важный, и, мне кажется, союзник Армении – это Иран. И неминуемо с ухудшением отношений с Россией будет происходить ухудшение отношений с Ираном. Потому что Иран четко понимает, что это игра в том числе и против этого государства. И Армения, к сожалению, включается в этот процесс вместо того, чтобы думать о своей безопасности, о своем геополитическом развитии в этом регионе, где Россия и Иран могли бы быть самыми верными и самыми, так сказать, надежными партнерами в данной ситуации. И мне кажется, хочу я сказать о том, что
народ Армении, он немножко находится, мне так кажется, в какой-то повестке, наверное, не совсем правильной, поэтому, наверное, роль России преподносится немножечко с другой стороны. И постоянно говорят о том, что вот, так сказать, Россия чуть ли не является дестабилизирующим фактором на Кавказе, что абсолютно неверно. И вот эта повестка, она, так сказать, в общем-то, все больше и больше начинает присутствовать в армянской общественности. Поэтому мне кажется, что это очень тоже важный вопрос. И вот, мне кажется, Лазаревский клуб, и вот участие многих представителей разных профессий, разных гуманитарных направлений заинтересованы в том, чтобы российско-армянские отношения только укреплялись бы. И мы многие организации, многие люди постараются решить эти вопросы. И мне кажется, что, конечно, Армении и властям Армении сегодня надо очень четко понять, что без России, к сожалению, не будет будущего для армянского народа, для армянской государственности. Мне кажется, вот я бы хотел бы подчеркнуть именно вот эти моменты. Спасибо. Спасибо большое, Армаис Альбертович. Я совсем согласен, кроме того, что вы сказали, что я чуть ли не единственный, кто вообще разделяет чувства к Армении в Государственной Думе. Это не так. Уверяю вас, большинство депутатов Государственной Думы с уважением относятся к Армении. Другое дело, что далеко не все выражают это так часто публично, как это делаю я, и, может быть, не имеют такого опыта связи с Арменией. Я очень прошу, я вот сейчас, обращаясь к участникам в Ереване, в Москве, хотел поблагодарить тех людей, организаций, партий, депутатов Национального собрания Армении, которые проявили солидарность, высказали мне письменно или устно слова поддержки. Мы опубликовали некоторые такие обращения в телеграм-канале, но я меньше всего хочу, чтобы мы сегодня, обсуждая такие вопросы русско-армянских связей, все свели к этому эпизоду. И я заранее благодарю всех, кто разделяет солидарность со мной, но я думаю, что мы давайте эту тему больше не поднимать, чтобы успеть сказать о другом. Пожалуйста, Вазген Михайлович. Я предоставляю слово Сафаряну Араму. Спасибо большое, Вазген Михайлович. Уважаемый Константин Федорович, уважаемый президиум, дорогие друзья, соратники, единомышленники, для меня честь сегодня здесь выступать. От имени Евразийского экспертного клуба, который объединяет 49 ведущих представителей разных отраслей науки Армении, выражаю свою поддержку и симпатию Константину Федоровичу Затулину и продолжаю считать, как и несколько лет назад, Лазаревский клуб незаменимой площадкой для актуального освещения, обсуждения армяно-российской тематики, и считаю, что на данном этапе этот клуб может играть очень важное значение в разработке путей улучшения, качественного улучшения состояния этих отношений. С вашего позволения, я буду говорить 7 минут потезисно, чтобы уложиться в регламент и чтобы аудитория не устала. Мы на протяжении последних нескольких лет мы систематически ведем работу текущими политическими, экономическими, социологическими исследованиями и печатаем наши наработки в армянских и российских средствах массовой информации. Так вот, мы считаем, что армяно-российские отношения на современном этапе, они состоят из двух частей. Первое – это официальные межгосударственные отношения, а второе – это весь комплекс межэтнических, межкультурных, межцивилизационных отношений, которые сегодня выступают как единое целое, Так вот, в государственных отношениях вроде все нормально, и мы об этом знаем. Очень быстрыми темпами развивается армянский экспорт готовой продукции в Россию, увеличились объемы импорта из Российской Федерации. Мы знаем, что
после нескольких лет спада, в первые 7 месяцев этого года резко увеличились трансферты из России в Армению, и это хороший показатель, это примерно 5% ВВП Армении, который будет составлять в этом году. Мы знаем, что Россия продолжает быть ведущим экономическим партнером Армении, ведущим хозяйственником, ведущим инвестором в армянскую экономику. Российские официальные лица, государственные деятели говорят, что регулярно проводятся различные мероприятия с участием высших и высоких государственных чиновников двух стран, и план выполняется нормально, особенно волноваться нечему. Это первое, и это правильно. Второе, я бы хотел сказать о сути наших двусторонних отношений. Мы, изучив общественное настроение за последние 8-9 месяцев, пришли к выводу, что у нас сокращается число сторонников Армяно-Российского Союза и людей, которые с симпатией относятся к Российской Федерации. Группа сторонников России в армянском обществе продолжает быть самой большой. Но она меньше, чем 10 лет тому назад, и она меньше, чем 5 лет тому назад. Мы понимаем, что здесь идет нехороший процесс, который в среднесрочной перспективе, я об этом еще скажу, может иметь очень нехорошие результаты во время реверса внешнеполитических каких-то шагов, предпринимаемых Арменией. Мы должны понимать, что армянское общество имеет реальный водораздел в вопросе пророссийскости и антироссийскости в следующих вопросах. Как они относятся, например, к армяно-российским русским отношениям после 1828 года, когда Восточная Армения была присоединена к России? Как мы относимся к деятельности России, которая на протяжении 100 лет вернула армян в Восточную Армению и создала ее край с мощным армянским населением? Как человек относится к советскому прошлому Армении, считает ли это он оккупацией со стороны России или благом для армянского народа, что дало возможность развиваться науке, культуре, образованию и так далее. Как мы относимся к общему цивилизационному пространству? Что мы думаем о Великой Победе? Это наша общая победа с русскими и другими народами бывшего Советского Союза? Или это безвыходная ситуация колониальной маленькой Армении, которая воевала для чужих интересов и так далее, и так далее. Вот где проходит водораздел реальный внутри армянского общества, и об этих ценностях нужно больше думать, когда мы говорим о развитии и будущем двусторонних отношений. Мы понимаем, что среди взрослого населения 60 и больше лет практически нет альтернативы сторонникам Армяно-Российского Союза. Люди понимают, и это 80% примерно, люди понимают всю сложность этих отношений, люди понимают, что без России и Армении будет крайне трудно выбираться из ситуации, которая сейчас сложилась и которая еще будет усугубляться на протяжении ближайших лет. Дальше идет поколение от 45 и 60, которые хотя и смутно, но имеют какие-то воспоминания от Советского Союза и считают, что это было благом для армянского народа, и, к сожалению, многие ценные завоевания этого времени утрачены и утеряны за последние 30 лет. Вот дальше идет проблема, дальше идет поколение, которое не видело Советского Союза, где эмоциональный пласт в основном отсутствует, и эти люди хотят с практической, прагматической точки зрения посмотреть на будущее наших отношений, а как вы сами понимаете, в прагматической плоскости мы не очень выигрываем от куда более богатых американцев и европейцев. Здесь есть проблемы, и особенно большая проблема – это студенческая молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Наши исследования показывают, что подавляющее большинство равнодушно к армяно-российским отношениям. Снимая пласт эмоций, снимая пласт цивилизационной принадлежности к общей судьбе,
мы получаем поколение, которое ориентировано или на Запад, или считает, что национальная ограниченность лучше, чем, значит, непонятная дружба за непонятные ценности. Что мы можем сделать? Вот я вижу, здесь сидят самые уважаемые люди в стране, у которого за плечами большой опыт деятельности в направлении укрепления, углубления армяно-российских отношений. Но посмотрите, сколько среди нас молодых людей. Разве это достаточно? Я думаю, очень серьезно надо было бы подумать и о том, чтобы во время всех этих круглых столов, семинаров, конференций приглашать достаточно много, в большей степени молодых людей в возрасте до 30 лет, которые способны говорить членораздельно, которые готовы, имеют возможность объяснять свою позицию, научить, приобщить их к ценностным шкалам армяно-российской дружбы. Я думаю, что мы в этом направлении, конечно, делается. И знаю заслуги наших ведущих вузов, и знаю заслуги крупных общественных организаций и площадок, но, как вы видите, этого всего недостаточно, потому что мы имеем то, что имеем. Это уже не секрет. То, что есть в армянском обществе, и то, что в борьбе за умы мы не всегда выигрываем, и что борьба за умы представляется как важнейшая часть идеологической, идейной работы, которую надо кому-то сделать, чтобы не потерять тот пласт, на котором держится все здание армяно-российского стратегического союза, нужно что-то делать более быстрыми темпами, лучше и в куда больших объемах. Еще раз повторюсь, я абсолютно уверен, что пророссийски настроенная общественная, политическая элита в Армении в численном количестве, она состоятельна и она достаточна для того, чтобы достойно работать в направлении углубления. Другое дело, что мы плохо структурированы, мы плохо объединяем наши усилия, нас не всегда слышно в большом хаосе борьбы сторонников и противников России, и мы поэтому не всегда выигрываем внутриполитические баталии. И еще об одном хочу сказать. На прошлом заседании, в прошлом году я говорил о том, что мы не хотели бы сделать Армению площадкой борьбы и войны за геополитические пристрастия. Мы не хотели бы, чтобы Армения стала ареной площадки войны, площадкой войны между русофобами и русофилами. Это нам абсолютно ни к чему. Мы этого не хотели и не хотим, потому что в этом нет никакого рационального смысла. Однако мы не смогли уберечь нашу маленькую страну от этого большого искушения, и сегодня имеем то, что имеем. Мне кажется, что наша задача сегодня более глубокая, тонкая и такая чувствительная, чем на протяжении последних нескольких лет. Прогнозы Евразийского экспертного клуба о том, что нашему союзу с Россией угрожают некоторые очень серьезные угрозы и вызовы как изнутри, так и снаружи, в большинстве своем оправдали, что дает нам право работать на этой почве в ближайшие годы. Хочется сказать, что если бы этот потенциал, который сегодня мы видим в этом зале, регулярно использовался бы в наших делах, дела обстояли бы куда лучше. Спасибо за внимание. Благодарю Арама Веленовича Сафаряна за его прекрасное и тревожное выступление. Поймал себя на совпадении с ним во многих его мыслях и заявлениях. И хотел бы сейчас предоставить слово уважаемому Владимиру Николаевичу Казимирову, члену Совета нашего клуба, чрезвычайному полномочному послу, хорошо известному в России и в Армении, посреднику, представителю Нагорно-Карабахскому регулированию на протяжении многих лет, в прошлом председателю Совета ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации. Да, здрасте. О, спасибо большое. Я сейчас, да, я все знаю, я сейчас позвоню своему приятелю. Сердечно Прошу, приветствую могу ли я дать участников телефон, вы напрямую ему будете звонить, сегодняшней встречи и в Ереване, вам помочь, и в Москве. я его попрошу.
Хорошо? почему мы собрались здесь, в Москве, а не в Ереване, На Лазаревском по-моему, большинству из них, из присутствующих уже известно. Тут дело такое, что я бы так ушла бы, а так нет. мне кажется, что Вот, так что можете зайти в Элит Плаза, там кофе то можно выпить. решение, которое, так сказать, как бы от имени Простите, национального собрания, так сказать, ну, парламента, иначе говоря, Армении подписал тот, кто отвечает там за, так сказать, внешние политические связи, так сказать, с другими странами, а не руководитель парламента. Это тоже уже мелкая вроде бы деталь, но тоже характерная, так сказать, что председатель парламента, так сказать, оказался в стороне от этого дела. И другое. Но он потом подтвердил, что он на этой стороне находится. Он потом провел пресс-конференцию. Да, уже, да. Ну, я, наверное, не во всех деталях, так сказать, в курсе дела, почему... Да бог с ним, бог с ним. Да. Но, во всяком случае, каких-то сомнений в том, что этот шаг, довольно подлый сам по себе шаг, так сказать, согласован, вряд ли мог быть осуществлен без согласования с премьер-министром Армении. Вот это у меня лично сомнений особых не возникает. Жаль, что нынешний премьер-министр, так сказать, разменивается на такие, так сказать, ходы. Теперь я как-то связан с этой тематикой необычно. Дело в том, что я занимался посреднической работой на протяжении, и то только, так сказать, первой Карабахской войны, но если считать ее первой, условно говоря, 91-й, 94-й год, это как даже 96-й, я до 96-го года занимался, это, так сказать, условно говоря, первое, потому что до этого тоже были столкновения, так сказать, раньше еще. И вот моя связь была только с первой Карабахской войной. Со второй Карабахской войной, я условно называю ее второй, это 20-й год, 27 сентября 2020 года началась вторая война, так сказать, вокруг Карабаха. Там я никакой роли не играл, я уже, так сказать, ну, с 2000 года я находился. Мы это почувствовали по результатам почувствовали. Да. Но, так сказать, тут возникает какой вопрос для меня, существенный вопрос. Как в делах посреднических, которыми приходилось мне заниматься на протяжении многих лет, как там проявлялись какие-то элементы, которые в конечном итоге как-то сказываются и во второй Карабахской войне, в которой я никакого участия не принимал. Вот одно из таких явлений – это нарушение договоренностей, которые имели место в те 90-е годы, так сказать, между сторонами конфликта. Там так сложилось дело, что со стороны, так сказать, Армении и со стороны Нагорного Карабаха было по два случая, когда армяне, те или иные, так сказать, карабахские, простите, ереванские, что ли, и карабахские, что-то делали такое, что не вязалось с посреднической ролью нашей, посреднической ролью России, так сказать. Так? Кстати говоря, так сказать, наверное, многие знают, или, может быть, не все знают это, что посредничеством в этом конфликте занималась и Минская группа, хотя мы с ней немало расходились, потому что мы в роли российского, в части российского посредничества
Для нас не было, так сказать, задачи более важной, чем достичь прекращения огня и военных действий. Это для нас был вопрос номер один, или даже вопрос номер 0, так сказать. Без этого нельзя было ничего другого делать больше. Вот. Но посредническая работа вещь довольно противная, понимаете, потому что я, конечно, вызывал и недоумение, и непонимание, так сказать, и как у азербайджанцев, так и у армян, так сказать, были случаи, конкретные случаи, когда, так сказать, меня мои какие-то действия, мои какие-то предложения, так сказать, опротестовывались либо в Баку, либо в Ереване, ну, реже, кстати говоря, в Степанакерте, реже. Вот такая была ситуация. Да, и мы тогда молчаливо, но вели между собой учет разного рода нарушений, так сказать, то, что не соблюдалось. Мы это не оглашали, но тем не менее, так сказать, какой-то, так сказать, кондуит вели, так сказать, так, по этим делам. И что характерно, я вам говорю, армяне и карабахские, и ереванские, так сказать, по 2 раза, так сказать, ошибались в своих реакциях, так сказать, на посреднические предложения. А как Азербайджан? Азербайджан около 20 раз. Причем я не беру вещи там, где, так сказать, какие-то спорные моменты возникали, или виноваты, так сказать, обе стороны, так сказать, участвующие в конфликте были в этом виноваты. Эти случаи мы как бы отодвигали их в сторону, потому что там трудно разобраться до конца, так сказать, кто же виноват в этом инциденте, так сказать, так. А так вот, значит, за азербайджанцами, так сказать, они набрали примерно 20, около 20 случаев таких вот нарушений. Причем нарушения-то разные, понимаете, это не всегда отказ или полный срыв, так сказать, договоренности. Это могут быть и такие случаи, скажем, первая резолюция Совета Безопасности 822, принятая 30, по-моему, апреля, да? 30 апреля 1993 года. Там что, значит, в мае, уже, так сказать, спустя примерно 2, даже больше, чем 2 недели после этой резолюции, видя, что, так сказать, стороны не реагируют должным образом на это, на решение Совета Безопасности ООН, между прочим, так? Тогда мы, так сказать, договорились и вовлекли в это дело и американцев, и даже турок, и, значит, Россия, США, Турция и Италия. Италия тогда была председателем, так сказать, ну вот посреднической работы, возглавляли, так сказать, они Минскую группу, так грубо говоря, так сказать, так. Послали эти предложения уже в мае месяце, где-то в 20-х числах мая, послали сторонам, так сказать, так. Ереван и Баку, и Степанакерт быстро ответили согласием своим, так сказать, с нашим предложением, что надо, так сказать, выполнять решение вот этого Совета Безопасности ООН. А Баку, так сказать, никакой реакции не осуществил, отмолчался. Так сказать, ну, ясное дело, что, так сказать, мы, конечно, не могли, так сказать, осуществить то, с чем одна из сторон, так сказать, конфликта не согласована. И так было и раньше, и в дальнейшем. И с 853-й резолюции, с 874-й, с 884-й, так сказать, все они были приняты на протяжении 93-го года, так сказать, так, то последняя была принята в ноябре, 12 по-моему, ноября 94-го года. 93-го года, простите, 93-го года. Вот такая была картина. А вот то обстоятельство, о котором я перед этим упомянул, там, за армянами по 2 случая, так сказать, так, а за Азербайджаном около 20,
он достаточно убедительно говорит и о том, что произошло во время Второй Карабахской войны. Почему? Потому что там тоже, помните, начиналось это, военные действия возникли как бы по неизвестно по чьей инициативе, то ли армян, то ли азербайджанцев, то ли карабахцев там и так далее, и так далее. Но суть-то дела ясна. Ильхам Алиев на протяжении многих лет подряд, так сказать, говорил о том, что они перейдут к использованию силы для разрешения этого конфликта. Жаль, что, так сказать, наши армянские друзья не реагировали на это должным образом, не все, так сказать, подготовили, просчитались в этом смысле и оказались бессильными против натиска Ильхама Алиева и его команды, так сказать, вот в сентябре, после 27 сентября 2020 года, так сказать, так. Я не хотел бы отнимать больше времени у товарищей, но это характерно, что, так сказать, вот роль инициатора применения силы в этом конфликте, конечно, остается за Азербайджаном. Вот, пожалуй, то, что я хотел сказать. Спасибо большое, уважаемый Вазген Микаилович. В качестве жеста доброй воли и в наказание за нарушение регламента мы хотели бы дать слово сразу двум участникам из Еревана. С большим удовольствием. Больше желающих выступить. Да. Мы просим, пожалуйста. Да, и фактически после этого начнется перерыв, да? Я бы предложил его задержать, этот перерыв. Все-таки мы чуть позже начали, может быть, мы еще немножко поработаем. Тогда а потом давайте решим двое вопрос перерыва. и от нашей стороны, и один из вашей, один от вас. Это уже будет 30 минут. Потом посмотрим. Я хочу предоставить депутату Национального собрания фракции Армении Ваге Акупян. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, уважаемые гости, я рад возможности принять участие в сегодняшней дискуссии. К сожалению, на данном этапе очень сложно говорить о чем-то положительном, и я поэтому в основном буду говорить о проблемах и вызовах, с которым мы сталкиваемся сегодня. А проблем на самом деле очень много, от глобальной геополитической напряженности до внутренней ситуации в Армении. Я должен был обязательно коснуться темы, связанной с Константином Федоровичем, но по следу его совету не буду об этом говорить, назову это просто политическим хулиганством и должен отметить, что, к сожалению, это не первый случай, когда лицам и деятелям, защищающим интересы Армении и Арцаха, запрещается въезд в нашу страну. Но вернемся к проблемам. Как известно, напряженная геополитическая ситуация в первую очередь относится к стратегическому партнеру Армении и Российской Федерации. И теперешнее противостояние России с Западом, ситуация на Украине и санкции, антироссийская политика, проявляющаяся во всех сферах, не могут не требовать значительных ресурсов даже от такой державы, как Россия. Здесь, в Ереване, мы с большим вниманием следим за этим геополитическим развитием, исходя из того, что в первую очередь, как я уже упомянул, эти события напрямую связаны со стратегическим партнером Армении. И помимо этого напряжение Запад-Россия уже прямо проецируется, уже давно прямо проецируется на наш регион. По логике вещей, в подобной напряженной ситуации союзнические отношения должны укрепляться как никогда, а отношения между странами должны выходить на новый уровень. Но, к сожалению, в армяно-российских отношениях мы наблюдаем прямо противоположный процесс. Изо дня в день в отношениях между нашими государствами возникают новые неприятные реалии, создающие новые проблемы как для двустороннего взаимодействия, так и для каждой из сторон в отдельности. Хочется быть уверенным, что армяно-российская дружба преодолеет и это испытание, опираясь на традиционные отношения двух наших народов. Но для преодоления проблем важно еще и говорить о них и пытаться найти решение. Сегодняшнее мероприятие является хорошей площадкой для того, чтобы максимально открыто и честно
говорить о проблемах в армяно-российских отношениях. Тем более, что с момента создания Лазаревский клуб взял на себя миссию говорить правду и открыто обсуждать даже самые острые вопросы. Уважаемые коллеги, в результате событий, произошедших в Армении в 2018 году, было сформировано правительство, ключевые деятели которого давно известны своими антироссийскими настроениями. К сожалению, их антироссийская позиция в короткие сроки напрямую отразилась и на внешней политике Армении в различных ее проявлениях. Я не хочу сейчас говорить об этом, нет нужды приводить примеры, я уверен, что все очень хорошо помнят. После обострения ситуации на Украине и начала спецоперации антироссийские настроения армянских властей вышли на совершенно иной уровень. Параллельно со значительными усилиями посредничества Москвы в армяно-азербайджанском конфликте сформировалась также западная платформа, в рамках которой достигнутые договоренности часто прямо противоречат интересам Армении и Арцаха. А в их основе лежит четкая цель уменьшить роль России в регионе. И власти Армении действуют по этой логике. Это ни для кого, думаю, не новость. Но я не думаю, что нынешние власти Армении единственные, кто несет ответственность за эту нездоровую ситуацию, которая наблюдается сегодня в армяно-российских отношениях. Я постараюсь быть максимально искренним и уверен, что нам сегодня эта искренность необходима. Исходя из этого, думаю, следует поговорить о месседжах, о шагах, реализованных или наоборот нереализованных Москвой, которые иногда прямо или косвенно способствовали и способствуют углублению существующих проблем в двухсторонних отношениях. Мы не должны избегать разговоров о том, что в этом быстро развивающем мире необходима ежедневная кропотливая работа, и нельзя отставать от процессов. Простой пример, не могу об этом не сказать. Давайте попробуем сравнить работу дипломатических представительств других стран, аккредитованных в Ереване, особенно дипломатических миссий стран, играющих роль в происходящих процессах, и работу посольства России, как по активности, так и по содержанию. Тут комментарий излишне просто. Я и многие в Армении уверены, что армяно-российские отношения не могут определяться позицией действующих властей. Наше партнерство и память о многолетнем сосуществовании являются достаточно прочным и устойчивым фундаментом отношений, и думаю, что такой подход должен стать приоритетом и в политике Москвы в отношении Армении. Если тот или иной шаг, заявление или решение России понятны властям Армении, то армянское общество нуждается в ответах на вопросы. Я хочу выделить некоторые важные вопросы. Вопросы, связанные с невыполнением Азербайджаном обязательств, взятых на себя заявлением, принятым при посредничестве президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года. В первую очередь это касается гуманитарных вопросов, возвращения пленных и задержанных лиц. Второе, захват новых территорий в Карабахе с азербайджанской стороны вразрез с принятыми 9 ноября обязательствами. Вопросы, связанные с будущим Арцаха и позицией Москвы по карабахскому вопросу, с учетом как проблем безопасности, так и проблем, связанных с деоккупацией карабахских территорий, с реализацией права народа Карабаха на самоопределение. Вопросы, связанные с позицией Москвы и адресными оценками относительно вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении. Вопросы, связанные с внешней составляющей системы безопасности Армении и ее эффективностью. Поверьте, перечень этих вопросов можно продолжить. Я хочу отметить еще один частный случай. Например, трудно понять действия миротворческого контингента Российской Федерации в апреле 2022 года, года запретившего депутатам Надсобрания Армении въезд в Карабах. Эти вопросы, на которые необходим ответ, и армянское общество сегодня ожидает реакции из России, особенно на фоне преобладания российской пропагандистской атмосферы, достигшей неописуемых масштабов. Уважаемые участники конференции, я искренне верю, что два наших государства и народа с честью преодолеют существующие трудности и испытания, но мы должны работать в этом направлении, и мы должны уже начать эту работу сегодня, если не вчера.
Наши двусторонние отношения никоим образом не могут быть обусловлены позициями действующих властей. Более того, как бы ни важны были политические интересы, уверен, что союзнические отношения наших государств и народов не позволят игнорировать красные линии друг друга. Да, сегодня тяжелые времена и для Армении, и для Российской Федерации, тяжелые времена в глобальном масштабе для мира. Чтобы выйти из этого с минимальными потерями, нам нужно работать вместе, повторюсь. Армяно-российские союзнические отношения одинаково важны как для Армении, так и для России. Именно с этим осознанием мы и должны пытаться находить правильные совместные решения. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Вая. Я думаю, что вопросы подняты и вам, и со стороны Константина Федоровича, и будет обсуждаться также со стороны московских наших друзей. Теперь слово депутату Национального собрания Теваняну Андранику. Спасибо, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я приветствую всех участников в Москве и в Ереване. В нестандартной ситуации проводим наши мероприятия, но такие времена. Мое выступление имеет заглавие. Вашингтонский документ как новый Мюнхенский сговор против Карабаха и Армении. Об армяно-российских отношениях было сказано очень много, от тостов до реальных оценок, в том числе и критических. Реальность же такова, что армяно-российские союзнические отношения всегда имели естественную почву, ибо зиждутся на основе реальных национальных интересов наших народов и стран. Но, к сожалению, потенциал этих отношений не всегда используется в полной мере, и в этом виноваты обе стороны. Главная проблема с российской стороны – это проблема коммуникации Кремля с армянским обществом, а более конкретно – практически полное отсутствие этой коммуникации. Традиционно для Кремля главным партнером в Армении всегда были действующие власти. С представителями других сил и тем более с представителями общества российские власти общались по остаточному принципу. В отличие от представителей западных стран, которые по равноправному принципу общаются со всеми представителями общества и политического класса страны. Нужно сказать, что следствие такой политики заметно на примере не только Армении, но и других стран Содружества. Это одна из причин возникновения майданной ситуации в постсоветских странах. А если добавить к этому эффективную работу Запада в данных странах, то удивляться тому, почему так легко удается организовывать так называемые цветные революции, не придется. Меня удивляет то, что непрерывно повторяющиеся процессы во всех этих странах по одному примитивному сценарию не учат никого не только в этих странах, но также и в Москве. Но на кого мы после этого жалуемся? Армяно-российские отношения после 2018 года. Хотя цветную революцию в Армении, в Москве назвали бархатной, чтобы не обидеть новые власти Армении, Пашинян не счел, что этим жестом можно будет сохранить наши прежние отношения, ибо главные сценаристы этих процессов не простили бы ему такого шага. Вот почему новые армянские власти шаг за шагом начали демонтаж российско-армянских отношений. Арест генерального секретаря ОДКБ летом 2018 года не было случайностью. Пашинян постепенно начал усиливать свой антироссийский вектор, потому что спешили его внешние кураторы. После визита Джона Болтона в Закавказье в 2018 году стало понятно, какова будет дорожная карта действий Пашиняна. Болтон в 2018 году указал Пашиняну, когда и как нужно отказаться от стратегических отношений с Россией и Ираном. Взамен налаживать отношения с Турцией и Азербайджаном даже за счет изменения армянских архетипов мышления и исторической памяти. Нужно сказать, что урок от Болтона Пашинян усвоил полностью, даже можно сказать, перевыполнил все его планы.
Следствием этого стало намеренное уничтожение всего переговорного процесса по Карабаху, что в свою очередь открыл двери для агрессии Азербайджана в 2020 году. Поражение в этой войне было логичным следствием того, что начиная с 2018 года Пашинян и его команда методично ломали армию, дискредитируя практически весь его офицерский состав. Его действия были схожи с действиями большевиков в 1917 году, когда целенаправленно разрушалась вера в армию, которая к тому же воевала. То же самое произошло в преддверии распада СССР. Везде и всегда работали по одной и той же методичке. Поражение в войне изменило военно-политический баланс сил в регионе. Армения благодаря Пашиняну утратила ту роль, которую играла в регионе до 2018 года. В этой войне мы потеряли не только земли, но и прежний статус Карабаха, а веру людей в армию в Армении еще долго придется восстанавливать. Мы могли потерять и весь Карабах лишь благодаря действиям России лично президента Путина удалось остановить этот катастрофический сценарий. Сегодня перед нами стоит задача предотвращения поствоенных негативных процессов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию и в Армении, и в регионе в целом. Важнейшим для этого документа является соглашение 9 ноября 2020 года, которое мы должны претворить в жизнь. Нам нужно найти новые точки соприкосновения с соседями, особенно с Азербайджаном. Только переговорный процесс в треугольнике Москва-Ереван-Баку может привести к общему знаменателю в регионе, к налаживанию взаимовыгодных экономических, культурных, да и человеческих отношений. Без этого новый и продолжительный мир в регионе невозможен. Разблокировка транспортных коммуникаций между нашими странами станет той экономической базой, на основе которой можно будет построить мирное будущее нашего региона. В другой модели взаимоотношений, в которые будут втянуты другие страны, дело только осложнится, и, как показывает практика, в таких ситуациях так называемое мирное соглашение ведет дело к войне, а не к миру. В 20 веке мы убедились в этом, когда великие державы подписали в 1938 в Мюнхене мирное соглашение, после чего растоптали Чехословакию, а через год началась мировая война. Мы не хотим повторить судьбу Чехословакии, да и Азербайджану будет жарко от таких экспериментов, ибо перенос конфликта мирных держав на регион принесет беду не только нам, но и всем нашим соседям. К тому же есть конкретные вопросы, которые просто невозможно решить без помощи Москвы. Например, процесс делимитации и демаркации границы в реальности можно провести только на основе советских карт. А таких карт в Брюсселе и в Вашингтоне нет. К тому же этот процесс не должен ущемлять права граждан и тем более безопасность. Азербайджанские войска должны быть выведены с территории Армении, если Баку действительно хочет открытия коммуникации между Нахичеваном и остальной частью Азербайджана. Если мы искренне хотим открыть новую эру между нашими странами и достичь мира в регионе, то зачем сбрасывается мысль о необходимости коридора через Сюникскую область Армении? Открытию всех транспортных коммуникаций мы говорим «да», а коридорное мышление – это не только нарушение соглашения с 9 ноября 2020 года, но и означает, что наши соседи будут использовать только этот путь, а открытие всех остальных коммуникаций станет фикцией. А без реальной разблокировки транспортных коммуникаций невозможно создать мирную основу в регионе. Естественно и понятно, что безопасность этих коммуникаций Россия возьмет на себя, ибо стабильный и мирный Кавказ, кроме армян, грузин и азербайджанцев, не меньше нужно также и России, как и Ирану. Касательно статуса Карабаха. Понятно, что карабахские армяне не могут жить в безопасности в составе Азербайджана. Поэтому Вашингтонский документ для нас категорически неприемлем. Сегодня решение этого вопроса нужно оставить на будущее, сохраняя тот статус-кво, который был на момент подписания соглашения от 9 ноября 2020 года. Нужно отметить, что армяно-азербайджанский мирный процесс невозможен без возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц. В этом вопросе нам могут помочь не только в Москве,
но и в других столицах. Здесь большую роль могут сыграть также международные гуманитарные организации. Теперь о будущем армяно-российских отношений. Сегодня армяно-российские отношения переживают тяжелые времена. В Ереване власть находится в руках антинациональных сил, и естественно, что в таких условиях власти объявили Константина Федоровича Затулина персоной нон-грата. Это чистая провокация. Это решение наглядно показывает истинную сущность этих властей и то состояние страха, в котором они находятся. Подавляющее большинство наших граждан знает Затулина как истинного патриота своей страны и вместе с тем политика-гуманиста, который на всех российских информационных площадках защищает интересы Армении и Карабаха. Этот шаг Пашиняна еще раз наглядно показал всем, насколько он оторван от интересов Армении и Карабаха. Я уже вижу, как аплодируют этому шагу все наши противники и недруги. Можно также утверждать, что Пашинян своими антироссийскими действиями уже забронировал свое место на Западе рядом с Тихановской. Позволит ли наш народ одурачить себя? Сегодня кураторы Пашиняна поставили задачу любой ценой открыть его руками второй фронт против России. Соседняя Грузия отказалась это сделать, несмотря на мощнейшее давление. Честь и хвала нашим соседям-грузинам. Не допустим этого и мы. Один человек не может поставить свои личные интересы превышение интересов целого народа, как и поставить под вопрос безопасность нашего народа и государства. Сегодняшнее испытание армяно-российских отношений должно быть уроком для всех нас, ибо в такой ситуации виноваты не только мы, но и Россия. Искренние разборки оставим на потом, до лучших времен. Сегодня обозначим ситуацию и пути выхода из него. И как говорил один из наших философов-песенников Дживани, плохие дни придут и уйдут, а мы останемся для наших дальнейших предназначений. Спасибо за внимание. Спасибо большое выступавшим в Ереване. Мое предложение, Вазген Микаилович, состоит, я сейчас предоставлю слово, как мы договаривались, участнику в Москве, но мое предложение состоит в том, чтобы доработать до 12 по Москве или часа по ереванскому времени, а после этого сделать перерыв с учетом того, что мы все-таки начали с некоторой задержкой, если вы не возражаете. То есть после участника, которого я сейчас назову, выступит представитель из Еревана и, наверное, наш представитель. Ну, сколько мы успеем до этого времени. Я сейчас хотел бы предоставить слово Андронику Мавсесовичу Миграняну. Его нет нужды представлять, профессор МГИМО. Андроник Мавсесович Мигранян. Спасибо, Константин Федорович. Вы даже не представляете, какие у меня личные соображения и переживания, и обиды на Пашиняна из-за того, что он объявил Константина Федоровича персоной нон-грата. Дело в том, что мы всю неделю занимались моей проблемой вместе с российским МИДом, если я поеду, впустят ли меня или нет, потому что уже несколько месяцев в телеграм-каналах и в разных армянских источниках крутится мысль, что мою фамилию включили в черный список невъездных. И мы вчера собирались это окончательно проверить в Ереванском аэропорту, когда мы бы прилетели, и нам точно сказали бы, ну, в присутствии российского посла или посольского представителя, и вообще российский МИД пытался своими каналами прояснить эту ситуацию. Но, к сожалению, как говорят, суббота пришла раньше, чем пятница, и поэтому вот моя ситуация оказалась подвешенной. Но до следующего раза, когда действительно будет реальная возможность в аэропорту проверить, потому что все попытки выяснить все-таки, в каком я статусе нахожусь у армянских спецслужб и армянских властных структур, оказались не... Ну,
Я благодарен, но вообще-то Константин Федорович и Маргарита должны быть благодарны, что хоть они получили официальные, по-моему, сообщения, да? И Маргарита тоже получила официальные. Я знаю, что она выразила как бы солидарность, как только стало известно о том, что мне пришла эта бумага, и тут же сообщила, что ей запрещен въезд. Но ей был запрещен въезд, как я понял, еще летом. Получила ли она Бумагу. Да, этого я не знаю, но я могу сказать, что в тот же день, 25 октября, посольство Российской Федерации в Ереване вручило две ноты. Одну по моему поводу, другую по поводу Симонян. Это я знаю точно, но ответа пока нет. Спасибо. Вот такую неофициальную информацию о том, что мне тоже запрещен въезд, я получил тоже летом. Но у меня, в общем-то, так и не было возможности в этом разобраться. Ну, ладно, бог с ним. Летние, а мы осенние. Вообще, я человек, который, ну, сколько, с 88 года начал заниматься и карабахскими проблемами, так как активисты армяне, ну, там, азербайджанцы и так далее, на разных уровнях общались, занимались этим делом, а потом уже и в Армении. То есть есть определенная история, 35-40 лет, и мне всегда казалось, что я знаю все, что происходит в Армении, и армянскую позицию, знаю все, что происходит в России по этим вопросам, и российскую позицию. Но сейчас первый раз, когда я не совсем понимаю, вот, что в Армении происходит и какова армянская позиция, и, честно говоря, по некоторым вопросам я не знаю, какова и российская позиция. Конечно, у меня целый ряд вопросов было бы представителю российского МИДа, если бы он здесь присутствовал, но я так понимаю, что его нет, и нет ответственного человека, который мог бы компетентно ответить на целый ряд вопросов. Сейчас идет заседание ОДКБ, как раз то, которое разбирается обращение Армении и обсуждается возможность направления наблюдателей. Да. Но в связи с этим у меня есть целый ряд вопросов. Я не очень понимаю и разбираясь в заявлениях армянского официального правительства и официальных, значит, лиц, поэтому я хотел бы задать несколько вопросов моим друзьям в Москве, вот, Вазген, дорогой, тебе там и вот остальным, кто сможет ответить, может быть, на мои вопросы, потому что, читая армянский YouTube и телеграм-каналы, и, в общем-то, армянский интернет, я постоянно натыкаюсь на утверждение целого сонма так называемых политологов и экспертов, которые говорят, что они являются официальными близкими людьми армянских властей, и они постоянно продвигают вот эту идею, что все, что происходит в Армении сейчас, из 2020 года, это результат армяно-турецко-азербайджанского сговора по расчленению Армении. Вот является ли, вот я хотел бы задать вопрос, является ли это официальная позиция армянских властей, является ли это просто привластных структур людей, которые формулируют это, и какой отпор получает это со стороны других людей, которые... Сказали армяно-турецко-азербайджанский, русско-турецко-азербайджанский сговор по расчленению Армении. Это вот первый вопрос, который меня очень волнует. Да, Андроник, я сразу могу ответить на это. Если это позиция официальной Армении, то тогда непонятно, что делает Армения, ну, во всяких структурах, которые вроде бы в таком случае ну, должны были бы быть совершенно неуместны для армянского руководства. Потом, это ли является причиной, что армяне чувствуют себя незащищенными, и вот сегодня на наших глазах происходит парадигмальное изменение вектора армянской политики. Вот 200 лет вот считалось, что все было хорошо, когда мы были с Россией, а теперь
такая интерпретация, что 200 лет все было плохо, что связано было с Россией, сплошные поражения, потери и так далее. И сегодня вот, наконец, Америка и Европа придут и все изменят. Можно положиться только на них, потому что только они могут гарантировать безопасность Армении. И вообще, есть ли понимание и просчитано ли, что это будет означать и какие могут быть последствия вот такого парадигмального изменения вектора армянской политики? Второй вопрос, который меня волнует и интересует, честно говоря, вот я бы здесь задал бы вопрос представителю российского МИДа, если бы он был бы здесь, или вообще целый ряд, уже даже можно сказать 2 года после войны, непрерывно Алиев говорил, что нет никакого карабахского вопроса, этот вопрос закрыт. И вдруг мы неожиданно, да, но надо сказать, я сам время от времени ссылался на путинское выступление после войны, когда он в такой аккуратной форме сказал, что вообще-то, чтобы карабахцы вернулись и жили в Карабахе, надо, чтобы они чувствовали себя защищенными. И вспомнил он историю с Южной Осетией и Абхазией. Пока они не получили своего статуса, у них не было чувства, собственно говоря. Но это было сказано в такой... После этого фактически российская дипломатия практически никак не ставила на место Алиева, что, парень, а как это не было этой проблемы, если 30 лет твой отец, ты и все остальные вели переговоры? А вокруг чего вы вели переговоры эти 30 лет? И вдруг неожиданно в такой очень рельефной форме я слышу это вчера и на Валдайском форуме у нашего президента. А до этого я ссылался на вот эти немножко такие, ну, в общем-то, сформулированные иносказательно, можно сказать, что да, для российской стороны этот вопрос не закрыт. Как мне говорил наш замечательный дипломат, кстати, он, Константин Федорович, приветствовал вас и выражал свое там жуткое расстройство, сожаление и так далее, что как с вами поступили. Эдик Налбондян, он меня как раз попросил передать вот это и сказать, что он бы с удовольствием, но у него как раз по этим вопросам, вот, видимо, какая-то занятость и так далее. Он говорил, что Лавров вроде бы в каких-то случаях, в какой-то форме тоже выражал эту мысль, что тема карабахского статуса не закрыта для России. Но это все так где-то витало, непонятно, но ни разу не было твердо сказано, как вчера было это сказано президентом России. Но, слава Богу, теперь у меня вопрос. Я часто говорил, и вот недавно на телевидении тоже говорил, что пусть, если со мной не согласны Пашинян или его сторонники, или, может быть, вот сегодня участники могут сказать, я считаю, что вот российских, значит, миротворцев, так как это я говорил на телевидении, на Первом канале российском, я могу сейчас... Это был нож в спину Пашиняна и его команды, потому что они-то 20 лет говорили, что Карабах это обуза, Карабах надо сбросить, и вот надо же, все вроде бы так хорошо получалось, и тут в последнюю минуту русские миротворцы и приостановили этот процесс. Все-таки есть у армянского правительства сегодня позиция, высказана ли она армянскому обществу, что мы сдаем Карабах. Это не наша земля. И мы напрасно потратили столько сил, усилий, жизней человеческих. Правда, надо сказать, что когда президент России хотел сразу приостановить эти военные действия, как раз
сам премьер-министр армянский сказал, что ну как он мог остановить, тогда его бы снесли бы, надо было побольше людей, значит, убить, этот страх углубить в армянском обществе, чтобы армянское общество в плену этого страха и вообще подавленности, раздавленности было готово принять любые чудовищные действия, к которым могли бы прибегнуть нынешние армянские власти. Третий вопрос, который меня, конечно, да, и поэтому это очень важно. Понимаете, о статусе Карабаха, если Армения отказывается от обсуждения статуса Карабаха, и Армения готова сдать по Вашингтонскому этому документу, но, извините, Россия-то самостоятельно не может этот вопрос обсуждать без Армении. Хотя я думаю, что если Карабах и Россия договорятся, то, может быть, и можно без Армении. Зачем тогда такая Армения нужна Карабаху? Да. Да, это один вопрос, который меня очень волнует, потому что я говорю, это первый случай, когда за 35 лет, как я занимаюсь всеми этими вопросами, я не понимаю, что происходит. В конце концов, вы можете призвать к тому, чтобы армянские власти армянскому обществу внятно и ясно сказали, какова у них позиция. Второй вопрос. Конечно, меня, не могу не сказать, меня безумно расстроила российская позиция на Совете Безопасности. Я прекрасно знаю, замечательный дипломат Небензя Василий, там, и, конечно, но мне было действительно грустно и не очень понятно, вот из Еревана прозвучали эти тоже вопросы. Но как это? Индийский представитель может сказать, что в сложившейся ситуации проникновение на 8 километров, 3 километра, там, я не знаю, в 3 местах Армении, это агрессия, это индийский представитель говорит. Об этом говорят, значит, французы, об этом говорят американцы, которые не являются союзниками Армении. Они не являются членами совместных военно-политических организаций. А российский представитель делает вид, как будто вообще это к нему не относится никак, и к России вообще этот вопрос не относится. И с таким, поэтому мы дождались, когда Европа уже посылает каких-то наблюдателей, когда все возмущены, когда на российском телевидении, что было возмутительно, вот ко мне обращаются и говорят, Андрей Масович, послушайте, что там говорят. Во время приезда Пелоси, тут говорят, когда Пелоси говорит, ну да, вот это не, даже Пелоси говорит, это нехорошо, когда на территории суверенного государства Азербайджан вторгается. А здесь якобы эксперты говорят, да, она же дура, ничего не понимает, это в Карабахе происходит, а к Армении это не имеет никакого отношения. Я не поверил сначала, а потом действительно, вот мне, Лосик меня прислал, и на Первом канале «Время» покажет. Это Шурыгин и Кузичев, и Шурыгин. Да, но бедный журналист спрашивает Шурыгина как эксперта, а так говорит, ну, им же надо географию учиться, они же ни хрена не знают в географии. Вот. Ну, в общем, как бы то ни было, это вызвало довольно, ну, в данном случае я говорю о другом. О России в этом вопросе. Я надеюсь, сегодня вот на этом заседании это должна быть четкая позиция. Чего? Я не понимаю. Азербайджан должен отвести, как у России была четкая позиция. Раз мы признали Азербайджан в тех границах, значит, тут ничего не сделаешь. Карабах является частью Азербайджана официально, хотя вокруг этого ведутся переговоры, потому что карабахский народ заявил о собственном самоопределении. То есть это была... И Армения не обижалась на Россию, потому что... А теперь что? Россия
боится, что Алиев обидится, если скажет, слушайте, но хорошо, но вы там сбрендили, сказав, что нет карабахской проблемы, а теперь что, нет азербайджанского вторжения в Армению? Но это же всем очевидно, весь мир об этом знает. И последний вопрос, который чрезвычайно важен, в этом я тоже перестал что-нибудь понимать. Кто хочет этот Зангезурский коридор? Потому что в армянском интернете эти все бредовые, значит, утверждения, почему я, опять же, здесь, если был бы наш медовский представитель, мы бы спросили, так в чем дело? Россия первым был противником плана Гоббела, а так как сейчас начинают представлять якобы российскую позицию, этот коридор должен отсечь Армению от Ирана. И Армения теряет контроль над собственной территорией. Это одна сторона. Вторая. Я читаю, вот мне Тигран прислал, Саркисян, Аверчука, вот этот документ, где говорится, этот коридор будет построен, потому в обход уже Армении через Иран строится. Тогда для меня вопрос. А зачем тогда нужен этот Зангезурский коридор через Армению? Если этот коридор, мало того, якобы это будет частью север... Какое отношение этот коридор имеет к север-юг, к этим коммуникациям? Это бред полностью. Мало того, все эти север-юг по другим направлениям, они уже есть. Если вообще север-юг что-то надо сделать, это кусок грузинской железной дороги. Грузия уже столько лет наказывает не Абхазию, не Россию, наказывает Армению. Так вот, если есть, и если у этих людей в Ереване есть хорошие отношения с Западом и с Америкой, так надавите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу. Потому что это чудовищное наказывается Армения ни за что, ни про что. Вот это коридор. А потом через Армению, пожалуйста, дорога в Иран. А что такое вот этот коридор? Я после Аверчука читаю, главное, он, по-моему, сам, бедный парень, запутался, и концы с концами у него не сходятся. Да, это все равно будет, но все-таки надо, чтобы это тоже было, и этот был, и тот был коридор. Кто в этом заинтересован? Я не вижу никакого интереса и никакой пользы от этой дороги для России. Никакого интереса и никакой пользы нет для Армении. Только две страны в этом заинтересованы, Турция и Азербайджан. Что мы будем работать на улучшение ситуации и создание благоприятных условий для реализации плана Великого Турана? Ну, приехали. Я не знаю, я не думаю, что... Может, кто-то думает, что это в интересах России. Я так не думаю. Я считаю, что люди, которые так думают, они преступники просто. Все, на этом я хотел бы закончить. Я хотел бы получить какое-то разъяснение с армянской стороны. Или от Пашиняна, конечно, если он освободится от этого совещания, придет и даст ответ. Или от тех людей, которые имеют экспертное мнение и знание, что на самом деле происходит по этим трем вопросам. Спасибо, Андроник Мавсесович. Я извиняюсь за то, что мы здесь, в Москве, опять превысили регламент. Я думаю, важно было услышать. Я так понимаю, что вопросы у Андроника Мавсесовича не только к Пашиняну, но и к России. Он это несколько раз подчеркнул. Да. А что касается Пашиняна, хочу вам сказать, что вот пришло сообщение, что премьер Пашинян заявил, что он согласен на то, что в Сочи мы готовы обсудить, и согласен на урегулирование, на принципах, которые Россия озвучила. Но Россия это на самом деле озвучила два варианта. Сказала, от вас зависит, вы согласны только на статус Карабаха, или вы согласны с тем, что Карабах будет в составе Азербайджана, это ваше решение. То есть, сказав о том, что мы согласны на принципы, предложенные Россией, премьер Армении в очередной раз переложил ответственность на Россию.
Так же, как вообще переложил ее с Карабахом. Я думаю, что это заметно невооруженным глазом. Пожалуйста, Вазген Михайлович. Во-первых, я Андроника впервые вижу, когда он задает вопросы. Он любит отвечать на вопросы. Он знает все в мире и теперь спрашивает Первый раз нас. в моей жизни, это правда. Андроник, то, что ты говоришь, и то, что говорят, что Россия, Азербайджан и Турция объединились против Армении, верно, об этом говорят. То, что Арцах это давеска и мешает нам жить, об этом тоже говорят. Сама власть об этих, она провоцирует эти вещи. Иногда говорит прямо, вот наши друзья из Национального собрания могут точно сказать словами, как он это говорит. Но фактически в этом является политика нынешней Армении, это точно. С другой стороны, я согласен с тобой, что Россия все время подливает в этот вагон. Это позиция армянских властей, но армянские власти хитрят и вот явно не хотят это сформулировать. Вот как раз только что Константин Федорович сказал. Нет, точно так же они отвечают на эти вопросы. То есть они сперва говорят, что да, Карабах для нас давеска, потом начинают обвинять, что предыдущие продали Карабах наш и так далее, и так далее. То есть это мелкое жульничество. И в это мелкое жульничество Россия своими словами или делами, или не делами все время как будто подталкивает в этом направлении, и поэтому очень легко убеждать простых людей, что они правы. Так что здесь очень много вопросов также к России. Иногда такое впечатление, будто Россия нарочно хочет, чтобы в Армении создавалось такое настроение. Россия тоже должна нам ответить, почему она это делает. А как она делает, вот ты только что сказал, опять. Некоторые вопросы, связанные с Россией, ты сказал уже. Из Национального собрания кто-нибудь хочет сказать? А? Ну, наверное, ладно, потом, да. Да, и Сейрян Оганян, бывший министр обороны, генерал, он ответит на эти вопросы, но по очереди у нас Тавадян Ашот, после него. Предоставим слово. Спасибо, Вазген Михайлович. Уважаемые товарищи, в этот тяжелый период, конечно, очень сложно говорить об экономических проблемах, но они прямо взаимосвязаны с политическими проблемами. Я на некоторых из них, на наиболее ключевых остановлюсь. Добавлю все-таки одну фразу, которая меня тоже как живо задела, как гражданина Армении. Дело в том, что действительно это мнение превалирует, что делает Россия. И в двух словах я скажу, как это сказывается. Вот Азербайджан, Турция – это партнеры, а Армения, конечно же, союзники. Но Азербайджан и Турция – это партнеры первого сорта, а Армения – союзник третьего сорта. И соответствующее к ним отношение все-таки имеется. Вот такое мнение есть. Я думаю, что эта позиция ни к чему хорошему не приведет. Теперь об экономике, очень коротко. О вызовах экономических, которые прямо влияют на развитие нашей страны, потому что чем слабее это экономически, тем сложнее решать политические вопросы. Да, мы вступили в Евразийский экономический союз, правильно сделали. После этого сразу же наш экспорт вырос с 1,7 миллиона до 2,6 миллиардов долларов. На заседании парламента соответствующим эти данные были представлены. Кстати, заседание вел Эдуард Шармазанов достаточно успешно. Это все мы очень быстро там утвердили. Теперь первый вызов. Первый вызов – это статья 4 договора о Евразийском экономическом союзе, который указывает, что необходимо модернизировать, кооперировать с нашей экономикой. Происходит ли это? К сожалению, на словах да, на деле нет. Есть, конечно, Совет по промышленной политике, есть заявление Мишустина в Армении, что необходимо это сделать, но пока соответствующей программы нет, не будет, товарищи и присутствующие здесь депутаты, это у нас не произойдет. Второй вызов, он скорее чисто армянский.
политике, это по валютной политике. Нам кажется, да, вот что происходит с Трампом, но это хорошо. Вот тут противоречие между интересами правительства и интересами народа и государства. А в чем противоречие заключается? Да, 1000 драм, если это было раньше $2,2, сейчас почти $2,5. Ох, как хорошо, у нас резко увеличился валовый внутренний продукт, бюджет, да, и экспорт, но при этом большая опасность для реального роста экономики и для сокращения безработицы, которая у нас имеет двузначное значение. Да, все время рисует, но если меньше 10% не будет, то у нас проблемы все время останутся. Третья серьезнейшая проблема – это проблема миграции, которая сейчас приняла двусторонний характер. Вот это серьезный вызов. Хочу я коснуться отдельно вопроса миграции из Арцаха. Эти проблемы, к сожалению, не решаются. И если мы эти проблемы не решим, может быть, политикам ничего не останется после этого решать. Четвертая проблема – это проблема коррупции. К сожалению, международные организации, которые, конечно, явно субъективно относятся к России, очень высоко оценивают уровень коррупции в наших странах, особенно в России. Хорошо, ну как они оценивают, это их дело, но дело в том, что уровень коррупции, это приводит к тому, что наша продукция становится неконкурентоспособной. 10% она дорожает из-за этого фактора. Третья ключевая проблема – это договор вроде бы есть о Евразийском экономическом союзе, там договариваются, там по макроэкономическим показателям только общие слова. А если только общие слова, то решается все административно, это приводит к торговым войнам. Слава богу, до Армении не доходит. Ну, своих войн у нас хватает. Следующий пункт, весьма важный, тут Андрей Мигранян это задел, насчет логистики. У меня был недавно телемост с грузинскими товарищами, и я вспомнил эту фразу английскую, да, вот есть вечные интересы, вот они очень успешно этим пользуются, и весьма успешно сравнивают и славянские народы между собой. Но дело в том, что этот вопрос, я добавил одним словом, есть вечные экономические интересы. И грузинские товарищи со мной согласились. Не надо, если силовыми методами, этот вопрос вряд ли решится. Убеждать, да. А почему же им не предоставить те же преференции, которые имеются де-факто, которые имеют члены Евразийского экономического союза? Да? Беспошлинный вывоз товаров, потом возможность решать свои задачи, так и внутренние, скажем, получать цены на газ. Это малая цифра, но сразу решит большие проблемы. Что получит Россия? Прямой выход к своему партнеру Турции, пожалуйста, мы не против, к Ирану, ну и, конечно же, к своему вечному союзнику Армении. Так, ну и следующий вопрос, чтобы так я только не было бы обвинения в сторону российской стороны. Да, вот мы придумали такой фокус, да, вот 150 тысяч. Если кто платит, так сразу получается, ну, делает внедрение, сразу получает гражданство Армении. Вы члены де-факто, товарищи, и не только де юре, являетесь членом Евразийского экономического союза. Не делайте такие вызовы для нас. Рядом 80-миллионная Турция. Если вы хотите действительно этот принцип применить, примените в первую очередь, естественно, к России, как ведущему члену Евразийского экономического союза. В конце я хочу сказать два слова. Да, денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика должны быть пересмотрены именно в направлении усиления нашего экспортного потенциала и, подчеркну, военного потенциала. Как это сделать? В этом направлении мы работаем, и в удобное время для удобного правительства данные будут представлены. Спасибо за внимание. Уложиться по времени. Приз за лаконичность, да. Так, Вазген Михайлович, вы нам даете слово? Да, или- да, конечно, по очереди идем. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я позволю себе взять слово и сказать то, что считал нужным сказать, тем более, что представителя Министерства иностранных дел здесь, в Москве, среди нас нет. Я уже объяснил причины, по которым заместитель министра иностранных дел одномоментно не может быть и здесь, и на встрече в рамках УДКБ. Я депутат Государственной Думы, конечно, не сотрудник МИДа, но я попробую, по крайней мере, ответить в духе откровенности на те вопросы, которые были поставлены, в том числе и в выступлении Андроника Мавсесовича. Но прежде всего, я думаю, что все, что я скажу, будет легче и искренне восприниматься, если я начну с того, что на протяжении многих лет
интересуясь происходящим, бывая в Нагорном Карабахе, по этой причине, через какое-то время, лишившись возможности быть в Азербайджане, куда я, в общем, не особо стремился, тем не менее, запрет такой в 2010 году из-за посещения Карабаха последовал. Я, конечно, пришел к определенному мнению в том, что касается формулы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Я неоднократно, это можно удостоверить, это все опубликовано, свою точку зрения высказывал. Она не является оригинальной. Вот вчера, к моему большому удовлетворению, я узнал, что она полностью совпадает с точкой зрения президента Российской Федерации, потому что на протяжении всех этих лет, начиная с первого посещения Карабаха в 1994 году, я пришел к выводу, что невозможно без унижения, репрессий, катастрофы и очень может быть нового издания геноцида заставить армян Нагорного Карабаха жить в составе Азербайджана без тех гарантий, которые для их жизни и существования предоставил бы статус, независимость Нагорно-Карабахской республики, ими созданной. Я оставляю в стороне вопрос, по каким причинам, мне известно объяснение, Армения так и не признала Нагорно-Карабахскую республику. Считалось, что это стеснит возможности Армении в ходе самого урегулирования. А на определенном этапе, напомню, Армения взяла на себя вообще представительство интересов Нагорного Карабаха, и он выпал из переговорного процесса. Что, на мой взгляд, конечно, как это ни объясняй, было ошибочно со стороны армян. Но первый вывод о том, что независимость Нагорно-Карабахской республики, армян Нагорного Карабаха, это просто обязательные условия любого урегулирования, я сделал еще тогда, в 1994 году. Второй вывод, который я сделал, конечно, заключался в том, что для того, чтобы эта независимость не была поводом к постоянным столкновениям, попыткам реванша, кровопролитию и жертвам, для того, чтобы она вросла в ткань жизни народов на Кавказе и в какой-то перспективе привела к какому-то замирению, конечно, нужен жест со стороны Армении, или точнее Нагорного Карабаха, который заключался бы в передаче Азербайджану тех самых районов по периметру бывшей Нагорно-Карабахской автономной области или Нагорно-Карабахской республики, которые в ходе военных действий, продолжавшихся до 1994 года, были заняты армянской стороной. За исключением коридорных Кельбаджарского и Лачинского вопросов, районов, которые, как бы судьба которых должна быть была определена, но по всей вероятности они должны были бы гарантировать взаимосвязь Армении с Нагорным Карабахом. И я говорил о том, что на самом деле мы сталкиваемся на постсоветском пространстве в ходе распада Советского Союза и в процессе этого распада с несколькими конфликтами: грузино-абхазским, приднестровским, юго-осетинским, карабахским. Но вот как раз в силу сложившейся конфигурации линий противостояния карабахский вопрос кажется наиболее доходчивым образом возможно урегулировать. Тем более, что и международные посредники, представленные в Минской группе, в отличие от всех других конфликтов, где они занимали диаметрально разные позиции, я имею в виду страны, которые были вовлечены в Минскую группу, то есть США, Франция и Россия, здесь сходились, в общем, в том, что это как раз нормальный пакет. Я рассматривал это как пакет. Я знаю, что были под впечатлением от неуступчивости Азербайджана предложение отложить вопрос о независимости Карабаха, провести референдум
там и даже формула референдума, по которой соотношение азербайджанских участников и армянских участников этого референдума должно было соответствовать пропорциям населения Карабаха на момент начала конфликта, то есть 75 на 25%. Но мне казалось, что вот это откладывание вопроса о статусе уже создает некую проблему, потому что стороны не доверяют друг другу. Они не доверяют друг другу, и кровь, пролитая в ходе всех этих событий и в зоне Нагорного Карабаха, и вообще в ходе событий, которые сопровождали все это и предшествовали этому, в том числе в Сумгаите, в Баку и так далее, она просто вынуждает договариваться сразу по всему пакету. Это была моя позиция на протяжении всех этих лет. Да, совершенно верно. И именно такая позиция, насколько я понимаю, встречала понимание и шла к своему осуществлению. Но она, как известно, не была осуществлена. И причина этому отказ, о котором я тоже знаю, в последний момент Азербайджана от парафирования подобного рода формулы. Мы можем дальше обсуждать и находить ответ, почему Азербайджан повел себя именно так, а не иначе. Есть разные объяснения, я сейчас не хочу в это уходить, хотя это интересная тема. Так вот, исходя из этого, я уверен, что война 2020 года, ответственность, за которую должен взять, безусловно, на себя Азербайджан, это была его инициатива, поддержанная, конечно, Турцией. Виновником того, что произошло в результате, несомненно, я имею в виду поражение, является армянская сторона, потому что к тому времени, мы знаем, правительство Пашиняна предпочло внутренние интересы, свои партийные интересы, интересам общенациональным, потому что Карабах, как мы выяснили, был обузой для той политической группировки, которая одержала верх в 2018 году в Ереване. Карабах был, как они считали, опорой оппозиции, родиной тех самых вождей оппозиции, прежних руководителей Республики Армения. И он был на подозрении. Это одна история. Вторая история, это, конечно, некомпетентность в том, что касается вооруженных сил, руководства вооруженными силами. И, безусловно, фрустрация вообще военных солдат и офицеров, которая была допущена в ходе самих военных действий. И до этого, и после этого. То есть просто унижение той армии, которой Армения гордилась, которая считалась, безусловно, самой сильной, гарантом, так сказать, статус-кво в зоне конфликта. Но я был бы неискренним, если бы сказал, что я не вижу ошибок Российской Федерации, связанных с всей этой историей. И я не сейчас пришел к этому выводу. Я добился того, что, несмотря на всякие трудности, моя точка зрения была опубликована в декабре месяце в «Комсомольской правде», хоть и с определенным редактированием вышла моя статья «По ком звонит колокол?». По ком звонит колокол, если твой союзник проигрывает войну? По тебе в том числе. Из этого следует, на самом деле, что Россия должна была употребить максимум усилий для того, чтобы эта война не произошла. Эту войну нельзя было допускать. Это претензии к нашему разведывательному сообществу, это претензии к нашему политическому руководству, это претензии к тем, кто недооценил последствия этих военных действий, а считать, что мы были абсолютно неожиданно для нас было возобновление этой военных действий, но мне кажется, тогда это еще хуже, чем думать, что мы приняли сознательное решение на первом этапе, значит, остаться в стороне. Мы писали об этом, да и потом это говорили все вокруг. Все вокруг, в том числе и те самые американцы, которые заранее предупреждали о том, что
надо гражданам Соединенных Штатов убраться с этой территории, чтобы не пострадать. Все это было, и вот это, да, мы, безусловно, сыграли роль и отчасти реабилитировали себя тем, что, во-первых, на протяжении всей этой войны добивались того, чтобы военные действия были прекращены, советовали правительству Армении раньше, чем азербайджанские вооруженные силы оказались в Шуше, остановить военные действия. Об этом президент Российской Федерации сказал к неудовольствию армянской стороны публично, тот самый момент. А затем, отыграли немножко ситуацию тем, что добились ввода своих миротворцев в Карабах и добились того, что за скобками миротворческой операции остались турки, которые очень набивались в состав этого миротворческого контингента. Вот это все было достаточно ювелирной работой, проделанной, безусловно, прежде всего президентом Российской Федерации. Но что я хочу сказать в принципе по поводу этих ошибок или этих недостатков нашей линии, который привел в том числе к этому результату. Во-первых, я хочу сказать, что, как я выучил в свое время, будучи сочинцем, давно знакомым с правилами поведения на воде, на всех наших сочинских пляжах висят плакаты «Дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих». Если в Армении пришла к власти, подтверждено несколькими выборами, та политическая сила, которая вот подобным образом относится к задачам, стоящим перед всей страной, как можно перекладывать ответственность за все происшедшее на Российскую Федерацию? Вы разберитесь, естественно, с тем, что там происходит. Я это говорю сейчас не тем, кто собрался сейчас в Ереване. Я знаю, что там собрались наши друзья и люди, которые боролись со всем этим на всех этапах. Но факт остается фактом. Бороться боролись, но добиться поддержки большинства не смогли, добиться своей правды не смогли. Это факт. И второе обстоятельство я должен признать. Мне бы очень хотелось, чтобы политика Российской Федерации, да вообще политика любого государства была прямолинейной, открытой, справедливой. В общем, мне бы хотелось, как идеалисту, чтобы во всех случаях никакой обратной стороны на нашей вышивке, никаких узелков там бы не было. Но можем ли мы предъявлять претензии президенту Российской Федерации за то, что он вынужден, понимая сегодняшнее положение в мире, маневрировать и учитывать тот факт хотя бы, что мы не с 2018 года, а с 2014 года, если не раньше, состоим в прямой и непосредственной конфронтации со всем западным миром. 4 года до бархатной революции и 6 лет до начала войны в Карабахе. И в этой ситуации президент Российской Федерации, если бы он был идеалистом, просто идеалистом прекраснодушным, то, наверное, мы бы его очень любили. Мы очень любили идеалистов в нашей стране, но недолго. Идеалистом был, например, Михаил Сергеевич Горбачев. Так. Чем он закончил в нашем собственном представлении как политический деятель? Безусловно, президент Российской Федерации, я надеюсь, он справедливый человек, я верю в это, но он не может быть идеалистом, он обязан быть прежде всего прагматиком. Мы вынуждены, да, в этом нас упрекают, и сегодня было сказано, что у нас есть некий сговор там, с Азербайджаном и Турцией. Правда, я никогда не поверю, что у нас есть план, как сейчас говорят, раздела Армении. Вот в этом у нас точно нет никакого сговора ни с Азербайджаном, ни с Турцией. У нас есть попытка удержать Азербайджан и Турцию от того, чтобы они оказались в западном лагере и создали нам очень большие трудности на юге. Такого рода попытка осуществляется на наших глазах.
через экономические взаимоотношения, через преференции Турции, через провозглашение Турции хабом, через строительство на наши же деньги атомной электростанции в Аккую и так далее. Да просто-напросто корабли, которые плывут в Черное море, они в сегодняшней ситуации, пока проливы на протяжении нескольких сотен лет мы отобрать не смогли, остаются в турецкой юрисдикции. И мы вынуждены это учитывать. И я думаю, что здравые люди в Армении тоже должны это понимать. Конечно же, с началом особенно вот этой специальной военной операции, которая уже превратилась в отечественную войну за выживание Российской Федерации, мы вынуждены делать так, чтобы не отягощать свои проблемы созданием каких-то вторых фронтов. В чем сейчас вспышка вот этих претензий к России, в которых я лично убедился, потому что я побывал в Армении почти в одно время с Нэнси Пелоси. 16-18 сентября я был в Армении, не делал никаких заявлений, просто изучал ситуацию, встречался с людьми, с которыми я могу доверять и мнение которых для меня важно. Вспышка заключается в том, что Россия допустила продвижение азербайджанских войск на 8-5-3 километра вдоль армянской территории и немедленно не объявила войну Азербайджану, немедленно не отправила туда военные силы. Я знаю еще, что во мнении некоторых экзальтированных людей Россия не сделала. Ну, не сбросила, например, там, ядерную бомбу на Баку немедленно, как только 8 километров эти были пройдены по армянской территории. Значит, на самом деле, да, это я готов признать, и я об этом сказал, между прочим, в тот самый момент, когда это происходило, и даже попал с этими словами на телевидение, говорил о том, что нам надо ясно, недвусмысленно заявить, что речь идет об агрессии. Вот этого действительно до конца сделано не было. Да. Этого не было сделано, но плен к чему? То есть Россия не только не всемогущая, она делает ошибки, исходя из чего? В том числе вот в тактике своей, исходя из того, что надеется использовать вот эту свою вегетарианство, свое заявление, для того, чтобы кулуарно, неформально добиваться от азербайджанской и турецкой стороны понимания. Вот я задавал вопрос, который задавали вы. А в чем состоит нынешняя позиция России по урегулированию мирному договору и так далее? Получил заверение от Министерства иностранных дел, я им задавал вопрос, от ведущих руководителей, что да, мы за мирный договор, но при этом за выведение за скобки мирного договора и упоминание о том, что проблема Нагорного Карабаха остается на столе и надо продолжать ее обсуждать. Я так понимаю, что все здравые люди в Армении, в том числе и те, кто сегодня выступал в Ереване, придерживаются же такой точки зрения. Более того, Вазген Микаэль сказал, что вообще сейчас не время мирный договор заключать, а вообще вот этот вопрос, связанный с статусом Нагорного Карабаха, в силу сегодняшних трудностей Армении, нужно как можно отложить дальше. Зафиксировать его, но не решать сейчас, потому что сейчас невыгодный для Армении момент. Действительно невыгодный. Россия, в том числе как союзник Армении, отвлечена на события с Украиной, конфронтацию с Западом. Значит, все это, на мой взгляд, совершенно очевидно при желании. Но то, что было сказано мне, не было сказано до вчерашнего дня публично. Публично не от депутата Государственной Думы, который там то ли пользуется, то ли не пользуется влиянием в Российской Федерации и в своей Государственной Думе. А не было сказано на том уровне, на котором это должно быть представлено как позиция государства. Это говорилось, из этого исходили наши переговорщики, они эту позицию не меняли, но в интересах не обострения с другой стороной, для сохранения своей функции посредника, вот в интересах сохранения, так сказать, возможности посредничать, мы вроде как не обостряли вокруг этого. На мой взгляд, тактически это ошибочная линия, потому что, как мы видим, мы этого не обостряли, за это время стороны нашли другого посредника. Нашли другого посредника, который вот теперь в этой Вашингтонской декларации диктует, как бы вместе с ним, диктует принципы урегулирования.
Нет, это насчет куда они денутся, это тоже обычная обида, что вот мы думали, куда они денутся. На самом деле, в сегодняшней, может быть, когда-то так думали, но в сегодняшней ситуации есть представление о том, что да, они могут деться. И надо бы это предотвратить. И понятно, что сейчас Запад на самом деле стремится во что бы то ни стало вытеснить Россию из переговорного процесса. Я об этом тоже говорил и писал, о том, что Запад работает по модели Кэмп-Дэвида, когда в течение многих лет по Ближнему Востоку идут переговоры, где Советский Союз и Соединенные Штаты являются главными посредниками, а потом на определенном этапе, чувствуя предрасположенность тогдашнего египетского президента Садата, Киссинджер ломает эту схему и в Кэмп-Дэвиде заключает сделку Кэмп-Дэвидскую между Египтом и Израилем, забывая при этом про интересы Палестины, Сирии, оставляя их по боку. Идет на эту сделку Садат. Абсолютно идентичная история. Я только советую тем людям в Армении или в Египте, которые идут на такого рода сделки, вспомнить, чем это закончилось лично для тех, кто подписывал эти соглашения. Для Садата, например. Вот последнее, что я хотел бы сказать. Значит, были вопросы по поводу того, кто же хочет коридор. Мне кажется, что это один из тех вопросов, где тоже существует мифология. Мифология, которой подвержены не только некоторые наши официальные лица, там Аверчук или еще кто-то, но и многие в Армении. Я не буду называть одного из довольно важных армянских олигархов и политических деятелей, который лично мне объяснял, что да, возникла уникальная возможность, чтобы вообще все Закавказье вернулось к России, чтобы наладилось сотрудничество между Арменией и Азербайджаном. Сколько можно быть Армении осажденной крепостью? Сейчас мы проложим коммуникации в разные стороны, начнется экономическое процветание, он очень воодушевлен, он заработал деньги, а поскольку он заработал деньги, он считает, что человек, который заработал деньги, он по определению самый умный, он гораздо умнее тех, которые деньги не заработали. Поэтому вот мы сейчас это все начнем, а иначе опять будет вся та же история. И это говорил не азербайджанец, это говорил армянин, который, я уверен, желает добра в Армении, просто у него такой взгляд на вещи. И у нас тоже возникает иногда, особенно у тех людей, которые впервые касаются этой проблемы, впечатление, что вообще проблему это на самом деле можно снять. Но это же старая история. Вы же помните историю с секретарем ЦК КПСС Медведевым, который приехал в Степанакерт, когда еще Советский Союз был жив, а там шли манифестации и крики шли «Миацум, Миацум», да? Тогда был лозунг объединения с Арменией. Обернулся к сопровождавшему и говорит: ну что же вы, товарищ, люди ЦУМ просят, а вы, дайте им ЦУМ. Это не анекдот. Это так и было. Значит, вот то же самое иногда возникает у некоторых наших деятелей, которые думают, да легко решим все проблемы. Есть экономические интересы. Вот экономические интересы над всем, экономический детерминизм. Это заблуждение касается не только Армении. Это заблуждение касается гораздо более для нас серьезных, я говорю откровенно, вопросов, например, Украины. На протяжении всех лет 90-х там считалось, что если будет газовый консорциум, если будет по-прежнему у нас собственность на Украине, предприятия, там, которые российские инвесторы получат, они их получали. Сеть бензоколонок Лукойла. Ну так куда? Все вот это вот все, а это вот все, что остальное, это все приложится. Точно так же думал и Виктор Федорович Янукович. Он считал, что если у него газет, если в руках у него там пароходы, заводы, то газеты можно отдать этим нацикам. Образование можно им отдать. Все можно им отдать, а потому что мы все равно банкуем, мы все решаем. Они к нам прибегают и у нас денег просят. Так мы все решаем. Послушайте, если бы экономика все определяла, Советский Союз бы не распался. Просто не распался бы Советский Союз. Потому что был единый народохранитель. И здесь то же самое. Сколько вы ни говорите о том, что нам нужно создать условия для процветания, если не решены базовые вопросы безопасности существующих народов. Если мы не можем быть спокойны за жизнь людей в Карабахе, потому что страны, которые претендуют на Карабах, Азербайджан, во-первых,
а во-вторых, стоящая за ним Турция, просто не признали геноцид армян. Как можно доверять, если они не признали? Если бы они раскаялись, если прошли процесс, как в Германии, денацификации, можно на этом что-то строить. И то, как вы знаете, сейчас вдруг претензии возникли у Польши к Германии. А в отношении безоблачной жизни в составе Азербайджана для армян Нагорного Карабаха, как можно в это верить, если факты, во-первых, даже современные говорят о том, что, к сожалению, конфронтация, она проходит просто в очень ожесточенной форме. Я не буду там продолжать, там, убивали военнопленных армян, не убивали, или азербайджанских, это взаимные обвинения, да. Но на самом деле мы же знаем истории с теми, кто зарубил топором, а после этого его сделали национальным героем. Ну как можно в этой ситуации требовать от людей в Карабахе, чтобы они верили в то, что они будут жить, поживать и добра наживать, несмотря на то, что они не азербайджанцы в Азербайджане? Ну вот очень трудно их заставить в это поверить, и можно их понять. Поэтому гарантии должны быть. Гарантия – это статус Нагорного Карабаха. В общем, что касается, заканчиваю, вот этих надежд, которые распространяются, в том числе, очевидно, поощряются правительством и руководством парламента в Армении, надежд на то, что союз с Западом в сегодняшней ситуации позволит решить проблемы. Это что, первый раз в армянской истории, что ли, происходит? А что такое Севрский договор? Что такое история в Первой мировой войны и ее окончания? Когда дашнакское правительство, вообще говоря, уходило от любых контактов с победившими большевиками, потому что ориентировалось на то, что вот сейчас Америка нам поможет. Не будем подписывать. Потом вынуждены были подписать, когда катастрофа возникла. Да, Александропольский договор. Все совершенно верно. И тогда, это же не первый раз эта история уже происходит. Я не хочу оправдывать политику большевиков. У них опять же тоже из прагматических соображений они поддерживали кемалийскую Турцию, потому что если бы они ее не поддерживали, то белогвардейцы, которые там окопались, получили бы полную поддержку для своего реванша на юге. А им пришлось, этим белогвардейцам, эвакуироваться с острова Лемнос в Югославию, подальше от наших границ. Это был результат вот нашего тогдашнего флирта. Считаем ли мы на этом основании, что наш союз с Турцией – это для нас приоритет, и как бы в данном случае этот союз с Турцией, он на самом деле союз? Послушайте, но ведь мы же знаем, что несмотря на всю нашу поддержку и фактическую, решающую поддержку при возникновении этой новой Турции, Кемаля Ататюрка, прошло 20 лет, и турки ждали случая напасть на Советский Союз в момент, когда Советский Союз боролся с фашистской Германией. Падет Сталинград или не падет Сталинград? Мне не надо рассказывать, что этого не было. Мой отец сидел там, в Закавказье, и ждал нападения турок, как пограничник, как военный. И силы отвлекались на заслон для того, чтобы предотвратить, в случае чего, нападение Турции там, в Закавказье. Это после всех наших, медовых отношений, после того, как фигуры Фрунзе появились на памятнике Кемалю Ататюрку. Они же там есть, можно сейчас посмотреть. Поэтому, понимаете, есть люди у нас, безусловно, в том числе и, наверное, в руководстве. Надеюсь, что это не относится к президенту Путину. Мне кажется, по некоторым деталям, по словам, которые президент произносил, выступлениям его, я делаю вывод, что он понимает глубину этих противоречий. Если бы он не понимал глубину этих противоречий, в 2018 году он бы не приехал и не выступал бы на холме Цицинакаберт. Хотя его предупреждали, говорили. В 15-м, извините. В 15 году не приезжал бы и не говорил бы то, что он сказал. Ему говорили, ладно, вы приезжаете, были такие посылы, но только слово геноцид не произносите, а он же его произнес. И то, что потом случилось, этот всплеск конфронтации в русско-турецких отношениях, сбитый самолет, это именно тогда имеет корнями это его выступление. Сразу после этого в Турции провели съезд крымских татар и так далее, и так далее. Понятно, что у нас очень противоречивые отношения с Турцией, и, в общем, президент об этом тоже сказал. Но то, что он
как мне кажется, пытается вот в этой ситуации, да, лавировать. Мы не всемогущи, но мы, как мне кажется, должны сделать максимум. Мы в данном случае, я говорю про нас, для того, чтобы убедить в том числе и наши власти, и армянские власти, дальше идти по пути сотрудничества. Потому что это просто безальтернативно. То, что касается коридоров, я надеюсь, что это все зависит на самом деле все равно от Армении. Если Армения занимает позицию в этом вопросе, ну как может Россия или кто-либо навязать эти коридоры? Да, мы пытаемся там какие-то вопросы решить, но и может быть было бы хорошо, если бы были кругом-то, все бы торговали, любили друг друга и так далее. Но в ближайшее время, при нынешней ситуации, я не вижу перспективы для этого. Да. Да, я думаю, что вот здесь как раз и есть красные линии. Если будет со стороны Азербайджана по-прежнему желание пробить что-либо силой, то в этом случае мы должны этому препятствовать. И, кстати говоря, в этом вопросе как раз было бы желательно, чтобы друзья на Западе, они оказывали Армении поддержку и выступали бы против этого. Это, значит, французский легион в большинстве своем состоит из выходцев из Советского Союза на данный момент, поэтому это все равно одно и то же. Вот то, что я, как мне кажется, должен был сказать для объяснения, но опять же, мы же видим, что правительство Армении сегодня считается, что вот Армения заложник решений, которые принимает Россия по Нагорному Карабаху. На самом деле правительство Армении сбросило проблему Нагорного Карабаха на Россию. И где у нас гарантия после вот таких вашингтонских деклараций, что завтра нам не скажут: Азербайджан, мы в соответствии с договоренностью считаем, что вы не должны продлевать срок пребывания вашего контингента, Армения скажет: ну это не моя проблема вообще, мне это все равно. Вот в чем вопрос и вот в чем опасность ситуации. Прошу извинения за долгий разговор, но, как вы знаете, слишком было мало времени, чтобы сказать коротко. Вазген Михайлович, пожалуйста, что мы будем делать? Перерыв объявим? Сейчас объявим перерыв. После перерыва начнется вторая часть. Будут вести Арташис Гайгамян и Арам Саркисян. Сколько мы на перерыв? 20 минут хватит? 20 минут. 20 минут 20 достаточно, минут. да. Да. Все, уважаемые друзья, у нас кофе-брейк, у нас же есть, да? Все для этого предназначенное.
մենք պատրաստ ենք սկսել երկրորդ մասը։ Собираемся. Мы работаем где-то Вы уже до готовы? 3-3:15 по Еревану. Арам Гаспарович и Арташес Мамигович будут вести вторую часть нашего заседания из Еревана. Пожалуйста, мы можем приступать. У нас Спасибо. немножко Будем тянутся продолжать люди после нашу кофе-брейка, работу. но- да. И поскольку мы очень затянули время, я предлагаю всем выступать по 10 минут, не более. И первым выступающим из Еревана будет генерал-полковник Сарян Мушевич Оанян. Вы знаете его как руководителя фракции Аястан. Прошу, пожалуйста. Я хочу лично его поприветствовать. Я его все время вижу, у меня не было возможности это сделать. Я очень рад вас видеть, Серым. Многоуважаемый Константин Федорович, многоуважаемый Баку Саакович, я не знаю, он слышит или нет, уважаемые коллеги и друзья, я впервые участвую на таких заседаниях Лазаревского клуба, и для меня большая честь присутствовать и участвовать в дискуссии среди таких знатных людей. И прежде чем перейти к основному вопросу, который я подготовил, я хотел бы сказать, Константин Федорович, что вы для нас желательный человек, вы для нас хороший друг, и я хочу от имени нашей оппозиционной фракции Армения сказать слова глубокой признательности за то, что вы все время рядом с Арменией, рядом с Арцахом и так глубоко знаете наши вопросы и поднимаете и помогаете нам. И, естественно, мы рады были бы, если бы вы были бы сегодня у нас в Армении, и мы вместе в одной аудитории обсуждали бы. Напряженная геополитическая ситуация в мире, крайне накаленная обстановка в регионе нашей коллективной безопасности, события, происходящие в Армении и в Арцахе, придают еще больше актуальности встречам такого рода для обсуждения вопросов, касающихся будущего наших стран по продвижению сотрудничества и союзнических отношений между Россией и Арменией. Исторический факт, что, находясь в одном географическом расположении в центре Евразии с XIX века, в результате разных войн и событий Россия стала крупным игроком и гарантом безопасности на Южном Кавказе. Судьба армянского народа неразрывно связалась с Россией и с русским народом. Мы вместе отстаивали передовые ценности, передовые интересы наших народов, особенно ценности наших христианских достижений, обеспечивая мир и стабильность в нашем регионе. Сколько бы ни старались раскритиковать наше совместное существование, наш союз в СССР, со всеми его недостатками, неоспоримым фактом является и то, что наряду всех республик, входивших в его состав, Россия и Армения имели стабильное и последовательное развитие во всех областях, в сфере образования, науки, спорта, культуры, экономики, промышленности, а именно совместно строя государственность. В этот период формировалась мощная система взаимопомощи, которая смогла выдержать все испытания и одержала победу во всех вызовах и во всех войнах. И факт, что эта система взаимопомощи стала основой армяно-российского сотрудничества и на двухсторонней, и на многосторонней основе, особенно в области безопасности. И на некоторые вопросы я сегодня, на некоторых вопросах я остановлюсь, и те вопросы, которые были подняты, попробую ответить на них. И в этих условиях после распада СССР на основании созданной нашими военачальниками военной науки и были образованы наши национальные армии. Я с уверенностью констатирую, что в основе становления молодой армянской армии, а на территории Арцаха
повторяю, на территории Арцаха армии обороны лежат не только вековые воля и дух армянского народа и его отважных командиров, фидаинов, а именно и знания оперативного искусства и военного дела полководцев советских времен. Общая система строительства оборонной политики с учетом мирового международного опыта и опыта наших войн давали нам возможность стремительного развития вооруженных сил, а различные мероприятия по плану совместной оперативной и боевой подготовки, стратегические и тактические учения в рамках объединенной группировки войск сил, куда входит и 102-я российская военная база, имеющие особое значение также договор между Россией и Арменией о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года, дали прочную основу выполнения совместных оборонительных задач, взаимопонимание и на этот раз тоже формирование мощной системы взаимопомощи. Армения и Россия совместно стояли и в истоках развития военного компонента Организации договора коллективной безопасности, особенно создание коллективных сил оперативного реагирования, создание программ учебно-материальной базы и подготовки миротворческих сил, а также платформы работ начальников генштабов, то есть создание военного комитета. Уважаемые коллеги, вышеуказанное подтверждает, что армянская армия и армия обороны Арцаха, которая создана на основе добровольческих отрядов в 1992 году для защиты от азербайджанской агрессии, была готова и должна была противостоять 44-дневной войне 2020 года. Мнение о том, что мы не были готовы, мнение о том, что армия была наша слабая, это неправильное мнение, потому что мы развивались бок о бок, и я думаю, что мы на месте не топтали. В результате недальновидной, безграмотной политики нынешней власти Армении были испорчены наши двусторонние отношения. Был нанесен удар по авторитету ОДКБ. Сведен к нулю весь переговорный потенциал, переговорный процесс по Арцаху. Были дискредитированы такие ценности, как армия и его славные командиры. Война 2020 года поменяла всю военно-политическую обстановку и баланс сил в нашем регионе. Армения и Арцах смогли избежать катастроф исключительно в результате вмешательства Российской Федерации. Говорить о причинах этого сейчас не к месту, потому что в результате преступного бездействия властей Республики Армения череда поражений и неудач, также в российско-армянских отношениях, сегодня продолжается. И их полная картина проявится после смены власти, а ответственные лица будут привлечены к ответственности. Мы также знаем, что куда ведут главные виновники войны нашу республику и весь регион. Мы не виноваты, что пришли к власти люди, которые безграмотны в военном отношении, а также в руководстве государства. Не смогли вовремя выполнить работу перевода государства на военные рельсы, с мирного положения на военное положение, и оказать и быть мощной опорой, мощным тылом для вооруженных сил Армении. Уважаемые коллеги и друзья, очевидно, что геополитические вызовы заставляют нас переоценивать и выводить на новый уровень армяно-российские отношения, а также проводить важную работу по развитию и укреплению той системы, в которую мы входим. Это Организация договора коллективной безопасности. Если говорить о нашей совместной деятельности только об ошибках, ошибок у нас много, и над этим мы должны работать. И в этой связи считаю необходимым в будущем обратить внимание на следующие вопросы. Первое. Поддерживая интересы развития армяно-российского братства в условиях
эскалации международных конфликтов вокруг Украины, Армении и Арцаха с попыткой вытеснения России с нашего региона. Я думаю, что уместно тревожны те прогнозы коллег моих по динамике вызовов, угрожающих взаимной безопасности наших народов. И думаю, что все наши совместные усилия должны быть направлены для преодоления глобального кризиса и защиты национальных интересов. Мы отмечаем, что в нашем регионе должен быть мир. Мир является важным фактором для нашего региона. Но только предсказуемый партнер может принести мир в нашем регионе. Мир – желание каждого из нас и должен быть достойным. Должны быть условия перехода к мирному сосуществованию достойные. Когда вражеские государства, два вражеских государства становятся соседними и готовы мирно сосуществовать вместе. Но с одной стороны военная риторика Азербайджана и постоянные провокации на границе, с другой стороны неадекватные действия армянских властей никогда не приведут к прочному миру. Второе. Армения находится в сложной ситуации, и никакая власть не вправе ставить под угрозу безопасность и стабильность армянского государства. Руководство Армении должно понимать, что одновременная игра на нескольких площадках, поставив Армению в противостояние между силовыми центрами, а также пренебрежительное отношение к стратегическим партнерам может привести к плачевным исходам, особенно при попытке доминирования турецкого фактора в нашем регионе. И сегодня сознательное общество Армении понимает, что для нейтрализации внешних угроз необходима смена власти Армении, потому что нынешнее руководство Армении получило голоса избирателей и пришла к власти, чтобы обеспечить независимость и безопасность Арцаха, обеспечить мир и стабильность в нашем регионе, но принесла войну и поражение в этой войне. И череда этих уступок сегодня продолжается. И понятно, и куда ведут власти Армении судьбу Арцаха, уступив Азербайджану. То есть власть в Республике Армения сегодня нелегитимна. Третье. Только совместными усилиями и восстановлением наших взаимоотношений мы сможем создавать и международные гарантии для безопасности региона. В рамках ОДКБ поиски наиболее эффективных инструментов оценки и принятия решений, а именно организацию постоянного мониторинга в регионе на границах Армении может быть актуальным механизмом кризисного реагирования. То, что касается вопроса коридора, я неоднократно говорил и сегодня говорю следующее, что открытием этой дороги и открытием этого коридора будет нанесен огромный удар по экономике страны и по демографии Армении именно в этих регионах, регионе Сюникской области. Четвертое. Армения имеет возможность и обязана совместно с Российской Федерацией проведением стратегического оборонного пересмотра определять роль и задачи каждого ведомства в оборонной политике нашей страны, создавать условия быстрейшего восстановления боевой способности нашей собственной армии, как национального гаранта безопасности. А в первую очередь своими силами мы должны организовать оборону наших границ и вытеснять вооруженные силы Азербайджана с территории Армении. Никакие корабли не смогут подняться на наши горы. На наших горах должен стойко стоять наш армянский солдат, наш армянский воин вместе с нашим командиром. Пятое. Мы убеждены, что наилучшим и практическим форматом урегулирования армяно-азербайджанских отношений является формат
Армения, Россия, Азербайджан. Недопустимо любое другое вмешательство извне, при котором Арцах может оказаться в составе Азербайджана. Мнение нашей фракции, Арцах никогда не должен быть в составе Азербайджана. Я сегодня только что прочитал высказывание нашего премьер-министра, что Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном принципами, предложенными Россией, и готова подтвердить на это при встрече в ходе трехсторонней в Сочи. Тогда пусть премьер-министр Армении также внятно и громко скажет, что мы не согласны с мнением Вашингтонского документа. При этом Армения и Россия вместе с армией обороны Арцаха должны быть гарантом мира и стабильности в Арцахе, обеспечивая там дальнейшие условия самоопределения народа на своей исконной исторической земле. Хочу вам сказать и заверить, что армия обороны, о котором сегодня руководство Азербайджана говорит, что они должны выйти из территории Карабаха, была образована и создана только лишь на основе тех отрядов, которые должны были защищать Карабах. То есть на основе Карабахского. Принципом пребывания российского миротворческого контингента должен быть такой, что по истечении срока, если одна из сторон пожелает, то миротворцы должны оставаться, не допустив очередной геноцид армянского населения Арцаха. И на это должны быть направлены не только наши усилия, наших государств, а также усилия армянской диаспоры, в том числе и России. Уважаемые коллеги, завершая свою речь, хотел бы выразить свою искреннюю веру и надежду, что никаким внешним и внутренним силам не удастся вбить клин в российско-армянское отношение, поскольку многовековое союзничество наших братских народов доказывает, что мы сильны, когда едины. Нам необходимо восстановить взаимное доверие, совместно разработать план по решению возникающих вопросов, и это должно решаться на основе армяно-российских отношений. Спасибо большое. Константин Федорович, Большое спасибо. вам. Да, большое спасибо, Сейран Мушегович. Извините за личное отступление. Если о чем я сейчас с ностальгией вспоминаю, это о том, как мы с вами и Бако Сааковичем завтракали на горном слоне под мирным небом в Карабахе, мы и наши горы. Вот, И в том числе и вот, в Шуше. Да, вот об этом я сейчас вспоминаю, надеюсь, это время вернется. Сейчас я хотел бы предоставить слово Виктору Анатольевичу Надеину Раевскому, члену Совета нашего клуба, директору Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Пожалуйста. Спасибо, дорогие коллеги. Рад, что мы все-таки проводим заседание клуба, несмотря на абсолютно беспардонные выпады с армянской стороны в адрес Константина Федоровича. Не с армянской стороны, а со стороны Пашиняна. Да, со стороны Пашиняна, хотя так вообще обычно называют, якобы он выражает волю армянского народа. Есть большие сомнения в этом. Я хотел бы остановиться на некоторых аспектах вообще всей проблемы. О третьих игроках в этих проектах. Ну и прежде всего в тюркском проекте, так называемом. Условно я его так называю, но речь идет о старинной пантюркистской идее. Да, в свое время появилось такое желание создать великую империю, Великий Туран под названием от Адриатики до Тихого океана. Это втянуло Османскую империю в Первую мировую войну. Армянский клин мешал реализации проекта. Он отделял империю от остальных тюркских народов. Вот и приняли решение вырезать. Да еще армянские добровольцы
сражались в рядах русской армии, 12 тысяч, по крайней мере, это описывается в истории, мы в курсе этих событий. Ну и чем это кончилось, мы помним, это 1,5 миллиона вырезанных армян, вырезанные айсоры, порядка 300 тысяч, разные данные есть, никто точно не знает всех несчастных людей, которые попали под этот молох. Их не считали, их просто резали. Греков порядка 600 тысяч, тоже добавьте в эту же, как так сказать. Я не говорю про езидов, просто убивали, так положено. Мол, не мусульмане, не христиане, и все. Ну и что? Рухнула империя. Не помогло это. Пытались они еще и собственность эту армянскую, огромную, которая осталась после людей, которые взяли, бросили и ушли. Бросили свою собственность. 2500 церквей, порядка 4000 школ армянских. И эти развалины, они до сих пор там остались. Я уж не говорю о грудах костей в разного рода районах пути следования депортируемых армян. И не говорю о том, почему в Алеппо так много, во всей провинции армян осталось. Кто-то смог спастись, в Ливане в том числе, тогда была территория Османской империи. Но руководило этим османское правительство, министр внутренних дел непосредственно господин Талаат Паша, который возмущался тем, что почему не убрали все эти кости. Тут ходят дипломаты, консулы, Штаты еще тогда в войну не вступили, а тут все завалено костями. Выделил деньги, убирали. Слишком много их было. Куда-то нужно было девать армянских детишек, сирот, порядка 4000 собралось только в Алеппо. Маленьких распределить по турецким приютам, а тех, кто старше 4 лет, депортировать в Дейр-эз-Зор, пустыню. Что, собственно, и делалось. Это, так сказать, дело прошлого. 31 комиссия, присваивавшая, тюркизировавшая армянскую собственность, не успела справиться с задачей, и в республиканский период было создано еще 29 комиссий, которые довершили начатое. Практически весь турецкий капитализм, первоначальное накопление капитала строился на этой собственности. Но это история. Да, упоминали, что и во время Второй мировой войны скопили войска на границе с Советским Союзом, на Кавказе, 500 тысяч, полмиллионная армия. Потом, правда, когда турок взяли за горло, что называется, в 1944 году, маршала Чакмака, начальника генштаба, престарелого уже, обвинили, что он по своей инициативе это сделал, и отправили в отставку. Не получилось. Да и у Сталина не получилось. Атомная бомба помешала решить вопрос тех территорий, которые турки все обещали и обещали отдать, но так и не отдали Советскому Союзу. Это все страницы истории. Но ушел ли в прошлое тюркский проект? Нет, тюркский проект жив. И жив до сих пор. Это, пожалуйста, вам тюркский совет, как мы переводим на русский язык. Нет в турецком языке слова «тюркский». Тюркский совет должен правильно переводиться как турецкий совет. Организация тюркских государств то же самое должна правильно переводиться как организация турецких государств. Это понимание турок со школьной скамьи. Вспомните карту, которую Девлет Бахчели подарил Эрдогану во время встречи руководителей этих вот самых турецких государств. Да, там значительная часть территории России. Что делать? У нас 56% территории – это национальные автономии, большая часть из них тюркские. У нас живет 28 различных тюркских народов. Но, кстати сказать, правильно сказал в свое время спикер президента о том, что центр тюрков не у вас, у нас. Правильно, Алтай,
Многие спорят, какая из долин, Органикон или другая, да где она вообще находится, но тем не менее там, оттуда это все шло. Об одном не договорились. Договорились все о сотрудничестве военных ведомств, о сотрудничестве силовых структур, министерств, ведомств в разных регионах по разным проблемам. Все это действующие структуры, в том числе военное обучение, в том числе стран, входящих в ОДКБ. Их офицеров тоже турки охотно обучают. Турки многого добились. Многого добились действительно. 26 тысяч стипендий для обучения в турецких университетах уже реализованы. И это количество людей увеличивается. Турецкие лицеи, которым занимался Фетхуллах Гюлен, он первым призвал в 1992 году ехать учить турок в Азию. Что и сделали тысячи и тысячи добровольцев, иногда бесплатно, часто бесплатно. Оптимизм был такой, вот наконец-таки мы создадим эту великую империю. Вот сейчас решили выработать общий турецкий алфавит. Совсем недавно, неделю назад принято решение. Не так все просто, даже в самом близком как бы языке азербайджанском к турецкому, и то лишних 3 буквы. Так что проблема есть. Ну, правда, самый близкий язык – это язык гагаузов. В Молдавии, на Украине, они говорят на диалекте, стамбульском диалекте турецкого языка. Но это, так сказать, деталь. Таким образом, проект идет к реализации полной. И опять мешает армянский клин. Вот эти 2 армянских государства, как это говорилось ранее, сейчас что-то Карабах выпадает из этого числа. Именно они по-прежнему разрезают этот тюркский мир. И создание вот этого так называемого Зангезурского коридора, оно и приводит к ликвидации армянского клина. Да, будет обрезан кусок территории армянской. Конечно, войска ФСБ России, погранцы, должны охранять вот этот коридор через армянский Сумик. Но дело-то в том, что если читать заявление ноябрьское 2020 года, которое прекратило военный конфликт, да, там говорится о восстановлении всех связей, всех транспортных коридоров. Что такое всех? Азербайджан и Турция выделяют вот этот, Зангезурский и Лачинский. Все. Но ведь в советское время шла дорога через Грузию и Азербайджан в Россию из Армении. В советское время дорога шла от Еревана через Нахичевань, далее через армянский коридор, через армянскую территорию, вдоль границы с Ираном такая, там просто по-другому никак не получалось, потому что мощный, собственно говоря, горный массив отделяет Армению от Ирана. Да, можно построить дорогу. Создатель нашего института Арцруни Варткес, возглавлявший стройкомплекс Армении, хорошо знавший этот регион, считал возможным и очень реальным строительство прямой дороги из Армении в Иран. Но надо было пробить 26-километровый тоннель через этот горный массив. Дорогое удовольствие, которое вряд ли окупится при том объеме грузов, которые может Армения посылать через Иран. Но, в принципе, это возможно было. Кто вложится, какие огромные деньги нужны, но это тоже вопрос. Дорога, которая идет через Грузию и Азербайджан, пути разобраны, там и рельсов не осталось. Другие дороги то же самое. РЖД наша тоже постаралась в этом плане. Так же, как, собственно, и дорога вдоль иранской границы. Вот сейчас муссируется разговор, ладно, бог с ним, Зангезурский, а почему не через территорию Ирана пустить железную дорогу, шоссейную? Тогда вопрос отпадает. Вчера говорили мы на эту тему с армянскими товарищами. Герм Нацакян, кажется, его передача была. Да, теоретически это возможно, но все это требует больших капиталовложений.
И есть, конечно, и заинтересованные стороны, лица. Но если говорить об этих коридорах, то первое, и что самое важное, нужно восстанавливать все коридоры, в том числе через Грузию, в порты Черного моря, через Турцию, если уж речь идет об открытии всех. Все это может функционировать. Как? Кто будет охранять дорогу от армянской границы из Еревана через Нахичевань? Кусочек 500-километровый от армянской границы через Баку, ну далее, конечно, в Россию. Неужели Азербайджан способен обеспечить безопасность армянских пассажиров, которые, положим, из Еревана отправляются в Россию в пассажирских поездах, или армянских грузов? Ведь мы были свидетелями того, как все грузы, направлявшиеся в Армению после землетрясения в Армении, они, во-первых, грабились, во-вторых, продукты питания, направлявшиеся, специально загонялись так, чтобы они испортились в тупиках, а строительная техника просто выводилась из строя по пути исследования через азербайджанскую территорию. Тогда еще не независимого Азербайджана. И что, Азербайджан способен охранять эти дороги? Безусловно, нет. Да, конечно, погранвойска ФСБ России способны на то, чтобы обеспечить такую безопасность. Но вы только представьте себе грандиозный шум, который при постановке этого вопроса поднимется с той, с азербайджанской стороны. И далее безопасность самого Карабаха. А кто способен, кроме русских миротворцев, обеспечить возможность проживания армян в этом регионе? Никто. Никакая Франция, Америка или Европа не способны на это. Мы видели действия их миротворцев в других регионах. Ничего оно не дало. Поэтому даже ставить вопрос об этом глупо. Да, конечно, теоретически возможный вариант протектората России, не включение в состав, протектората России над Карабахом. Опять представьте себе, какой будет крик по этому поводу. Но других сил, которые способны обеспечить безопасность армян в Карабахе, нет. Не только в регионе, боюсь, и в мире. Так что непростые эти вопросы. Почему все это интересует еще наших западных бывших партнеров? Да потому что вообще само обеспечение пантюркистских планов, оно всегда интересовало Британию. Уже и империи-то нет, развалилась. И все равно вмешивается в тюркские дела. Вы посмотрите, целый год готовили события в Казахстане. В январе этого года произошедшее. Как? В Киеве было 2 места, где проходила, собственно говоря, подготовка всего процесса. MI6, Ми-6 британская там как раз открыла 2 свои точки. Долго готовили там, собиралась оппозиция, которая стянулась в Киев, и они, в общем, очень хорошо готовили долго, а по результатам видели довольно неплохо подготовили все это мероприятие, пригласив туда и оппозиционеров, Разахаблязовых и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, непосредственная агентура британской MI6, Ми-6. Это когда начались события, вспомните, кто поехал руководить, ну, сначала были народные выступления и так далее, а потом вступил в дело казахский джамаат. А кто руководил этими ячейками? По всем практически городам Казахстана выступили одновременно. Дикий Арман, или Арман Дикий, Арман Джумагельдиев, вор в законе, который очень плотно работал с турецкими такого же рода товарищами. Шума много было и с их стороны и так далее. Это сторонник Эрдогана, который постоянно выступал на митингах в его поддержку и так далее. Достаточно своеобразная личность. Он, правда, говорит, что нет, у нас нет воров в законе, у нас батыры есть. Ну, ладно, бог с ним, пусть батыры такие появились в наше время. Связь его с Ми-6
и с турецкой MIT тоже достаточно хорошо известно. Вот вам сторонние игроки, которые принимают здесь участие. Видите, насколько мощный комплекс проблем, которые стоят сейчас в урегулировании. И не надо Армении идти на односторонние уступки все время. Убежден в этом. Может быть, нынешние власти это осознают. Да, я был совершенно, честно вам скажу, поражен определенным размахом, которые достигли антикарабахские настроения в армянском электорате. Просто настрой антикарабахский, который постоянно вкладывался в головы и умы рядового армянского избирателя. Но ведь надо понимать главное. Для армянской идентичности важно что? Что ее всегда поддерживало? Первое, да, религия. Безусловно, вопросов нет. Второе, это, конечно, и понимание Карабаха. Карабах объединился. И, конечно, главное, геноцид армян. Требование признания и осуждения геноцида. И что? Признали или нет? Турция, Азербайджан, там тоже рыльце было в пушку, безусловно. Нет. До сих пор. Если не признано преступление, то сохраняется возможность его повторения. Вы скажете, да, 21 век невозможно. Почему нет? Только что был греко-турецкий конфликт, который продолжается. И что напомнил грекам господин Эрдоган? Он им напомнил резню в Смирне. После окончания Первой мировой войны, фактического окончания, когда шла греко-турецкая война, несколько десятков тысяч греков были в Измире нынешнем, тогдашней Смирне, вырезаны, сожжены греческие дома и так далее, но они восстановили. Прежние греческие дома я сам видел в Измире, это нормально, Измире по-русски, извините. И что получается? Да, фотографии отрубленных голов греческих и прочее. И Эрдоган об этом напоминает, что ждет греков, если они не будут решать те же вопросы шельфа, островов в пользу Турции. И что, мы можем говорить о том, что уроки извлечены? Нет, не извлечены. Да, десятки тысяч турок, турецких интеллектуалов выпустили очень интересное обращение. Армяне, простите нас. Десятки тысяч людей под этим подписались. А потом последовало антиармянское обращение интернет. 400 тысяч подписалось. Так что не готово национальное самосознание этих государств к осуждению преступлений прошлого. И полагаться на добрую волю при мощной антироссийской пропаганде в Азербайджане в том же, конечно, было бы большой глупостью, не наивностью, а скорее глупостью со стороны армян. К сожалению, ситуация обстоит именно так. И Армении надо эти исторические уроки оценивать, потому что иначе будущего не будет. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Арам Господович. Спасибо. Я еще раз обращаюсь ко всем выступающим. Много у нас записано, поэтому просьба уложиться в 10 минут. Сейчас слово предоставляю Эдуарду Шармазанову, бывшему вице-спикеру парламента Армении и очень известному хорошему политическому деятелю. Пожалуйста. Спасибо, господин Саркисян. Уважаемые коллеги, мир меняется на наших глазах. И вызовы и угрозы, которые стоят перед нашими государствами и народами, только увеличиваются. Говоря об исторических отношениях Армении и России, армян и русского народов, хочу отметить, что история – это наука не только о прошлом, но и в первую очередь о будущем. Эти связи доказали, что Армения и Россия являются союзниками. По моему личному убеждению, Армения и Россия являются безальтернативными союзниками. Союзниками естественными. И в основе этого союзничества лежит христианская идеология.
восточно-христианской идеологии. Но говоря об угрозах, хочу отметить, что для Армении, армянского народа, для армянского Арцаха главной угрозой являются тандем Турции и Азербайджана. И настолько для нас ясно, что Армяно-Российский союз не может иметь альтернативы, настолько понятно армянскому обществу, что Россия и Азербайджан, Россия и Турция не могут быть союзниками. Не мне учить Россию, с кем дружить, а с кем нет, но история доказала, что Турция и Россия на Кавказе являются не союзниками, не хочу сказать врагами, но соперниками точно. И надо учесть уроки из истории не только нам, но и нашим российским друзьям. Уважаемые коллеги, сегодня мы затронули несколько тем. Но нам надо понять, что произошло в 2018 году у нас в республике. Некоторые наши коллеги говорят, что в 2018 году в Армении произошла бархатная революция. Да никакая не бархатная революция здесь не произошла. Здесь произошел государственный переворот, цветная революция при поддержке геополитических центров. Цель этого переворота огласил в 2018 году Болтон, советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности. Он сказал, что армянский народ должен отказаться от исторических стереотипов. А под историческими стереотипами, что мы подразумеваем? Это признание геноцида армян, это армянский Арцах, это традиционные ценности, это сильная государственность и Армяно-Российский союз. И команда Пашиняна, которая пришла к власти в 2018 году, за эти 4,5 года делает то, что ему указал Болтон. Они умыли руки от Арцаха, они делают все возможное против традиционных ценностей, против армянской государственности и Армяно-Российского союза. Но мы должны понять, есть ли у нас красные линии или нет. У армянской и у российских сторон. До 44-дневной войны у России были красные линии. Это неприменение силы и угроза неприменения силы и право народа Арцаха на самоопределение. Это 2 из 3 принципов. После 44-дневной войны я хочу понять, эти принципы, которые неоднократно заявляли, оглашали президент Российской Федерации Владимир Путин, остались или нет? Для нас красной линией является армянская государственность, для меня лично, независимость Армении, установление территориальной целостности для нашей республики и право народа Арцаха на полное самоопределение. Реализация права народа Арцаха на полное самоопределение. Это красные линии. Что касается союза Армении и Запада. Я не думаю, что в этом зале есть люди, которые будущее армянского народа, будущего армянской государственности связывают с Западом. Я официально заявляю, что Армяно-Российский союз не имеет альтернативы. Будущее Армения – это развитие союзнических отношений во всех направлениях с союзником России. Но армянское общество должно понять, а Россия и Турция могут быть союзниками или нет. Заявляю, для Армении, для армянского народа, уважаемые друзья, главной угрозой являются, у нас 3 угрозы. Это Турция, Азербайджан и нынешние власти Армении. После
три угрозы. Это Эрдоган, Алиев и команда Пашиняна. И в заключение хочу еще раз отметить. Говоря о Вашингтонском документе, это полный антиармянский документ. Полный антиармянский, антиарцахский документ. И тот, кто пойдет на это, он предаст интересы армянской государственности. Но хочу еще раз заметить, что для меня неприемлем ни один документ, который ставит под вопрос и игнорирует право народа Арцаха на полное самоопределение. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, слово предоставляется лидеру Демократической партии Армении, экс-депутату Национального собрания Республики Армения Ряда Созывов, убежденному приверженцу углубления Российско-Армянского стратегического союза Араму Гаспаровичу Саркисяну. Мы российской стороне сейчас не предоставили слово, пользуясь прецедентом, сделанным уважаемым Константином Федоровичем Затулиным, когда он после 30-минутного выступления нашего друга из России 2 выступления предоставил армянской стороне. Спасибо. Я поддерживаю такой поход от армянской стороны. Спасибо. Спасибо. Поскольку я очень солидарен со многими предложениями, которые здесь были высказаны, я не буду повторяться, и даже по Арцаху, по проблеме Арцаха совершенно известна наша позиция. Я хочу выступить с несколько, может быть, даже неожиданным, так сказать, предложением, поскольку это может быть спорным, но я считаю, что мы сейчас должны думать о будущем наших стран, о том, каким образом мы должны будем обеспечить безопасность, полную безопасность наших 2 стран. Я абсолютно уверен, что в этой связи и Армения, и Россия просто должны будут думать сообща над этой проблемой. Поэтому, полагаю, в свете последних событий, которые произошли на наших глазах, наконец-то, я надеюсь на это, клятвенные заверения в преданности наконец-то потеряли ценностную стоимость. Поскольку сейчас только конкретные действия при реализации отражают смысл договоренностей. Вынужден отметить, предложения, которые содержатся в моем выступлении, могут быть обсуждены и, может быть, и приняты при наличии адекватной власти в Армении. Очевидно, что при нынешнем раздерганном состоянии системы миропорядка, проявлениях идеологии и циничного прагматизма, мы обязаны разработать новую модель сохранения и развития наших стран. В моем представлении, при выборе парадигмы, условия диктуют оперативная обстановка на всех фронтах противостояния, геополитические реалии, сузившие возможность дипломатического маневрирования и компромиссного консенсуса. Возможно, опять же, я говорю, предложение спорное, но все-таки я бы хотел иметь дискуссию на эту тему. Пока тезисно обосную ее суть. Итак, при нынешней чрезвычайной ситуации и Россия, а тем более Армения, могут сохранить свой суверенитет, перейдя на рельсы вынужденной милитаризации. Разумеется, у России есть все основания считать себя близкой к самодостаточности, имея развитый военно-промышленный комплекс, в том числе космическую отрасль. Однако в связке с Арменией при защите южных рубежей придется кардинально изменить обустройство системы безопасности и экономического базиса. В данном контексте милитаризация – это комплексная программа сохранения цивилизационной ипостаси нации и завоевания своего места в новой классификации миросистемы. Милитаризация для наших стран – вынужденная мера для обеспечения безопасности при развалившейся системе паритетного миропорядка до тех пор, пока мир не выйдет из зоны турбулентности и не определит новые условия совместного проживания на планете Земля. Милитаризация – это не вызов, а призыв к трезвости. Не подготовка к войне, а предотвращение войны. Истина стара – убедить маниакально настроенного на экспансию соседа жить
в долгосрочном мире с вами, есть лишь один способ. Наглядно представить ему средства возможного нанесения ему невосполнимого урона. При этом, чтобы не ввязываться в разорительную гонку вооружений, необходимо будет рационально использовать специфические продукты интеллектуальной собственности, кооперируясь в высокотехнологических отраслях производства, что очень полезно и очень доступно для наших стран. Сказанное не означает отказ от участия в предлагаемых экономических интеграционных проектах. Наоборот, используя стратегически важное местоположение Армении, необходимо предложить странам, заинтересованным в эффективном использовании глобальной трансконтинентальной системы, как железнодорожных, так и автомагистралей, связывающих север-юг, запад с востоком, договориться о транзите грузов из Европы через Армению в иранские порты Персидского залива и через Тегеран на Ашхабад и далее на Индию, Китай. Обсуждаемые проекты МТК и другие уступают нашему предложению, поскольку усечены при охвате территорий. Я имею в виду то, что сегодня уже говорилось об этом предложении создать какие-то еще одни новые, так сказать, железнодорожные пути. И я считаю, что то, что уже сегодня имеется, достаточно для того, чтобы его реанимировать и восстановить. А для этого необходимо будет очень серьезные усилия с двух-трех сторон. Я думаю, что в этом будут заинтересованы все страны. И вот почему. Проект наш этот, о чем я сейчас говорю, проработан еще в 1998 году и был поддержан всеми странами, кроме известных вам завистников. Сегодня в рамках ЕАЭС реанимация данного проекта может быть актуальной и реализуемой, хотя бы поэтапно, учитывая обеспечение полноценной безопасности наших стран. Повторюсь, программа вынужденной милитаризации включает в себя комплекс мер, в том числе по модернизации государственной системы управления, а также коллективного воспитания новых поколений, имея в основе нарратив защиты Отечества. Разумеется, для восстановления доверительных, именно союзнических, российско-армянских отношений и для реализации обозначенных и других предложений мы в ближайшем будущем должны будем обновить договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о дружбе и сотрудничестве и взаимопомощи от 1997 года. Дело в том, что за 25 лет много чего изменилось. Очень много чего у нас сейчас заново надо осмыслить и дать ему соответствующую оценку. Поэтому первое условие – актуализировать параграфы договора сообразно новым геополитическим реалиям как в регионе, так и в мире, имея в виду максимальное обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и Республики Армения и стран, согласных с содержанием союзнических обязательств. Второе. На наш взгляд, за время 25-летнего действия договора при продолжающихся инверсиях стало очевидным, что в основополагающем документе следует прописать понятие «союзник». На сегодняшний день это очень актуальный вопрос. Мы должны на самом деле ответить на это, что такое, кто такой союзник. И это должно быть прописано, может быть, в приложениях к договору. Поскольку и конкретные обязательства сторон при возникновении форс-мажорных ситуаций, которые были в ближайшие с 2020 года начиная, угрожающих безопасности каждой страны подписанта. Третье. Помимо действующей интеграционной схемы в рамках ЕАЭС, крайне востребована кооперация между российскими и армянскими конкурентоспособными предприятиями и отраслями, и опять же по специфическим направлениям с упором на научно-технические и новаторские достижения. Я сознательно не пытаюсь детализировать то, что высказываю, поскольку совершенно очевидно, что, во-первых, надо это все обсуждать на высоком профессиональном уровне, во-вторых, надо будет не дать возможность нашим очень врагам, которые, так сказать, внимательно нас слушают. Завершая, уважаемые коллеги, излишне напоминать о стратегическом значении армяно-российских отношений, при срыве которых
в буквальном смысле рухнет 300-летний баланс сил в регионе, что приведет к дестабилизации и разрушениям на территории наших стран. Речь в первую очередь о потере Арцаха, потому что именно Арцах является тем замком, который сегодня удерживает вообще целостность Армении и целостность Союза Российско-Армянского Союза. Я абсолютно ничего не преувеличиваю, говорю совершенно так, как оно есть. Вот у нас в строительстве в армянском есть такое понятие «замковый камень». Вот его вынешь из этой общей рамы, и это все сооружение рухнет. Сегодня, если Арцах будет отдан вражеским, так сказать, по вражескому настоянию, у нас рухнет все. Это я немножечко в духе Сергея Кургиняна. И последнее. Уверен, здравый смысл, чувство самосохранения и историческая память станут основой для формирования обновленной системы взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Арам Гаспарович, Арташес Мамиконович. Я хотел предоставить слово Луси Карзуниковне Гукасян, вице-президенту Союза армян России. Спасибо, уважаемый Константин Федорович, уважаемые коллеги. Я, конечно, тоже хотела бы эмоционально, как и все, начать свое выступление, но воздержусь от этого и переведу тему дискуссии в плоскость обозначенного предмета, обозначенной темы, это историческое прошлое и настоящее российско-армянских отношений, ну и в некую практическую плоскость, поскольку я представляю не только себя, но и Союз армян России, первым вице-президентом которого являюсь, а Союз армян России во всех этих происходящих историях помогает то, что, несмотря ни на что и ни на какие запреты и происки, мы продолжаем, как, собственно, и Лазаревский клуб, делать свое дело. Что касается исторического прошлого, сегодня были интересные доклады, начиная с выступления уважаемого Станислава Тарасова, от присутствующих коллег Виктора Анатольевича. Союз армян имеет к прошлому историческому отношений России и Армении отношение такое, что мы издали несколько таких монументальных работ, начиная от двухтомника «Национальный вопрос в России со времен Петра I», об отношении Петра I к армянам нам тоже известно. Владимир Владимирович Путин, выступая на съезде нашей организации в колонном зале Дома Союзов, процитировал Петра I и сказал, что прошло всего ничего, 300 лет, сказано, сделано. Еще одна книга, которую мы издали, это трехтомник, из 3 томов он двухтомник, посвященный геноциду армян в Османской империи. Есть двухтомник «Нагорный Карабах», и недавно, к 20-летию нашей организации, выпущенная книга «Армяне России и сопредельных территорий». Книга была выпущена Академическим институтом этнографии. Что касается настоящего, вот на днях я вернулась из Армении, где проходил форум «Арадский альянс», инициатором которого является и президент Союза армян России Ара Абрамян, и итогом его проведения должно стать написание дорожной карты развития Армении и Арцаха. Форум, скажу, что прошел вполне успешно, и работы продолжаются. С чем мы столкнулись? То есть вот это помешать где можно, как можно, помешать Затулину там приехать в Армению, чтобы не провести там, возможно, Лазаревский клуб, помешать Союзу армян, помешать еще кому-то. То есть всем, чья деятельность нацелена на развитие российско-армянских отношений. То есть на протяжении почти 20 лет очень много мероприятий мы проводили в Национальной академии наук. И президент тогдашний, бывшей Академии наук Фадей Саркисян в одном из своих интервью даже говорил, что благодаря Абрамяну в свое время Академию наук удалось отстоять, потому что она там... ежегодно у нас проходили и конкурсы, в том числе и
с разными там союзом художников, журналистов и так далее, в том числе и с Академией наук. И у нас сейчас заявлен конкурс молодых ученых по 7 направлениям, там химия, физика, гуманитарные и так далее. На этом фоне за 2 дня до основного мероприятия, которое должно было пройти в Национальной академии наук, нам из Академии наук говорят, что вот извините, но мы не можем. Нам сверху сказали не проводить. То есть академия, которая, ну если, да, цитирую, сохранилась благодаря тому же Абрамяну говорят, что вы не проводите. Тем не менее, вот номинантов нам прислали, и мы считаем, что мы должны продолжить этот конкурс, и конкурс продолжается, и всем будет выплачен там и призовой фонд и так далее. Ну, это что касается вот мелких таких палок, которые будут вставлять в колеса как могут. Уважаемый генерал Сарян Уганян, выступая, упомянул диаспору. Да, то же самое происходит в отношении диаспоры. Сегодня делается абсолютно все, чтобы прервались отношения диаспоры с Арменией. То есть пытаются создать там организации, которые через полгода в лучшем случае куда-то исчезают. Но, тем не менее, это создает негативный фон и делается все. Кстати, вот сегодня там некий саммит диаспор проходит, который, по словам католикоса, по-моему, 2 даже католикосов, они отказались принять участие, сказав, что сомнительный состав участников, на их взгляд. Но, тем не менее, это все проводится, на это тратятся большие средства государством, бюджетные средства, и все это делается с целью максимально ослабить связи, которые связывают Армению в данном случае с Россией. Ну, есть, конечно, вопросы, сегодня даже у Андроника Мовсесовича были вопросы, что уж говорить про меня, у меня тоже, как у прошлого журналиста, очень много всегда вопросов, но, конечно, нужно обращать внимание, я не знаю, давайте какой-то механизм выработаем. Но вот вопрос, каким образом тот же Коротченко появляется на экранах федеральных телеканалов России. Он же не просто там пришел и зашел, кто-то ему позволяет, этому человеку с сомнительнейшей репутацией, даже если абстрагироваться от того, что он говорит про армян и Армению, это понятно, почему он это говорит, но даже с точки зрения вот российского зрителя, то, как он позиционирует себя, то, как он там рассказывает, начиная там от того, где какой завод что производит, и я считаю, что это вредительство, в том числе и в условиях специальной военной операции. Вот в этом контексте, то есть мы, конечно, обращаем внимание, мы пишем письма. Месяц назад мы написали письмо и президенту, мы писали письмо Константину Эрнсту, после чего вот упомянутые здесь уже ведущие этого информационного канала принесли свои извинения за то, что, за свой непрофессионализм, но тем не менее. Вот эти вопросы, я не знаю, Константин Федорович, как это сделать, но давайте какой-то механизм такой вот придумаем, чтобы... Надо закрыть финансирование со стороны Алиева всех проектов. Да, иноагент. Да. Ну и чтобы, завершая, я хочу сказать, что, конечно, мы все обеспокоены тем, что происходит, и есть чувство тревоги, и у меня в том числе от того, что происходит и в России, и в связи с тем, что вот, собственно, те же, наверное, центры, которые действуют против России, действуют и против Армении. И Армения, мне бы не хотелось, чтобы стала еще одной площадкой, да, в этом вопросе. Но, тем не менее, мы продолжаем работу и в России, и связанную со специальной операцией. Более 1000 тонн гуманитарного груза нами было отправлено на Донбасс. Около 10 000 детей в преддверии Нового года получают подарки. Часть из них мы привозим в Москву. То есть вся эта работа, она идет, продолжается и в Донбассе, и в Арцахе. Мы только что вернулись из Арцаха, большая делегация Союза армян, где открывался спортивный комплекс. Все это делается, но в отсутствии некой такой системы, которой нет. А системы нет, потому что происходит трансформация в умах, трансформация во власти. Эта трансформация приводит к изменению внешнеполитического вектора. Но и меня, конечно, больше всего волнует и трансформация в голове каждого отдельного армянина, потому что сегодня не только власть меняется, сегодня меняется облик армянина, проживающего в Армении или проживающего в диаспоре. Это тоже вызывает определенную, конечно, обеспокоенность. Ну и благодарю за внимание и за то, что все-таки Лазаревский клуб состоялся.
Спасибо, он уже состоялся. Я передаю слово Еревану, пожалуйста. Спасибо. Да, Да, спасибо. Тут так получилось, что сейчас я буду представлять Арташеса Герабяна, моего друга. И вы знаете председателя партии «Национальное единение», депутата многих созывов Национального собрания. Как он хочет, чтобы мы его отметили еще и как экс-мэра города Еревана. Прошу, пожалуйста. Уважаемый Константин Федорович, уважаемые коллеги и друзья, тема моего выступления: сегодня на Украине решается судьба армянской государственности. Прежде чем начать выступление, я бы попросил коллег, стоя минутой молчания, почтить память героев вооруженных сил Российской Федерации, которые сегодня на Украине борются против коллективного Запада, против НАТО, и сражаясь там, они защищают и армянскую государственность. Одновременно я хотел минутой молчания почтить память более 200 воинов армян, которые героически защищали 13-14 сентября текущего года государственную границу Армении, так как они при этом защищали одновременно и государственную границу России, южное подбрюшье России. Пожалуйста, почтите минутой молчания. Спасибо. Я далеко не случайно обо всем этом поговорил. Сейчас на западных рубежах России решается не только судьба бывшей Украинской ССР, решается не только судьба Донбасса, народа Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, решается судьба христианской, исламской, буддистской цивилизации, армянской, христианской цивилизации в том числе. И об этом со всей убедительностью уже во второй раз за последний месяц четко заявил президент Российской Федерации, глубоко уважаемый Владимир Владимирович Путин, в частности в выступлении после торжеств подписания договора о вхождении республик Донбасса, Херсонской и одновременно Запорожской областей в состав России и, конечно, вчера на заседании Валдайского клуба. Уважаемый Константин Федорович, наверное, специально армянским коллегам оставил возможность прочитать одно предложение, которое еще не было озвучено из вчерашнего выступления Владимира Владимировича Путина. Я позволю себе прочитать. Но Армения является нашим стратегическим партнером, союзником, и мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения. В этой архисложной ситуации, когда устами президента Российской Федерации заявляется столь однозначная только для тугодумов или предателей непонятная истина о политических пристрастиях Российской Федерации, мы должны именно следовать этому и сказать, что это ново для армяно-российских отношений, которые озвучиваются со стороны России, будет, по крайней мере, нечестно и несправедливо. Вспомним небезызвестное интервью Владимира Владимировича Путина от 15 ноября 2020 года Павлу Зарубину, когда он четко сказал, что для российской стороны было крайне неожиданным отказ Никола Пашиняна согласиться с условиями заключения перемирия между Азербайджаном и Арменией. Повторюсь, это было сказано
в официальном интервью Владимира Путина Павлу Зарубину. 19 октября Армения сама сорвала заключение перемирия. С 19 октября по 9 ноября 2020 года как минимум более 2000 наших доблестных воинов были убиты. Это на совести, это кровь на совести Пашиняна. И сегодня его вынужденное отступление и выражение согласия, что он согласен с российским вариантом документов, это стоило ожидать. Одно лишь непростительно, я думаю, для всех, для нас, что мы стараемся в выступлениях, заявлениях Пашиняна усматривать его личные мнения, его личную инициативу. Он говорит по спущенным из CIA, то бишь ЦРУ и MI6, то бишь Ми-6 Великобритании, все то, что сегодня исходит исключительно из интересов двух государств, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Увы, Евросоюз тоже сегодня является заложником гегемонистских устремлений Соединенных Штатов Америки. Чтобы убедиться в правильности слов и этих заключений, достаточно внимательно просмотреть хотя бы выступление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они заложники гегемонистской политики. Все, что делается в регионе Южного Кавказа, оно подчинено достижению одной единственной цели – открытию второго фронта в Южном Кавказе. Наши грузинские друзья, я специально употребляю этот термин, сейчас вроде бы осмысливают весь губительный для грузинского народа курс, который был навязан Саакашвили и стоящей за ним Кондолиза Райс, то бишь госсекретаря США, в результате чего была пролита кровь грузин, абхаз, осетин, армян. И вот сейчас, когда грузинское руководство, вернее большинство, не подчиненное, а пришедшее в национальное собрание, благодаря усилиям Иванишвили, оно, несмотря на колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов, Великобритании, НАТО, оно не присоединилось к антироссийским санкциям. И нам надо всеми своими заявлениями, всей нашей политикой показывать, что мы понимаем этот отважный шаг тех, кто принял решение не присоединиться к санкциям. Что касается определений, связанных с объявлением уважаемого Константина Федоровича Затулина персоной нон-грата, нежелательным для Армении, значит, гостем, это не глупость, это не политическое хулиганство, это тщательно продуманная технология не на площади Республики Армения и тем паче в президентской резиденции. Она продумана, опять-таки, в спецслужбах Великобритании и США и преследовала следующую цель. С одной стороны, своим западным кураторам показать, что он делает такие заявления, которые как гелей на душу для Ильхама Алиева. Ведь вспомним, что Константин Федорович Затулин является уже аж с 2010 года, если память не подводит, персоной нон-грата для Азербайджана. И то, что именно Константин Затулин, именно Маргарита Симоновна Симонян, именно Андроник Мовсесович Мигранян, именно Тигран Эдмондович Кеосаян также объявлены персонами нон-грата. Этим они, правда, показали власти Армении свою антироссийскую сущность, но одновременно нам дали знать, что в лице этих умнейших,
российских патриотов, державников армянского происхождения, а в лице Константина Федоровича это армянский патриот, российский патриот, державник русского происхождения, они видят опасность, они видят силу. И нам надо все наши политические действия подчинить тому, чтобы их голос был бы услышан. Что касается наших действий и столь востребованного пятого заседания клуба, я хотел бы, обратившись к российским друзьям, коллегам, многоуважаемому Константину Федоровичу, вот с чем. Уже с 1997 года, когда гнусная сатанинская нога соросовских структур вступила на благословенную священную землю Армении, все, что здесь сейчас происходит, это было ожидаемо и прогнозируемо. Против Армении воздействованы самые, что ни на есть, темные, но, к сожалению, умные сатанинские силы коллективного Запада, будь то Стратфор, будь то Джин Шарп со своим этим ставшим бестселлером трудом «От диктатуры к демократии», 198 методов ненасильственного свержения власти, будь то действующий директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, который в своей книги, кстати, на русском, в 2019 издана «Невидимая сила», они на научной основе делают все, чтобы стабилизировать по всему периметру государственных границ Российской Федерации ситуацию. А мы им противопоставляем, да, очень востребованные, да, очень нужные мероприятия, которые действительно наносят мощный удар по антироссийским глобалистским силам в Армении, но они абсолютно не могут остановить то тлетворное влияние, которое ведется против России, против Армении на технологической основе, на системной основе, чтобы преодолеть это негативное воздействие на армянскую государственность, чреватую потерей армянской государственности, надо этой системе противопоставить куда более совершенную систему. Благо в России сейчас идет осмысление того, что происходит по периметру российских границ. Вы извините за эмоциональность выступления, просто когда знаешь смертельную опасность и смертельные угрозы, нависшие над армянской государственностью, ты не можешь в спокойном академическом стиле излагать какие-то мысли. Спасибо за внимание. Спасибо. Если позволите, Рам Гаспарович, я хотел бы предоставить слово Виктору Эрнестовичу Сагаманяну, члену Совета Лазаревского клуба. Пожалуйста. Уважаемые друзья, рад всех приветствовать в этом беспрецедентном, но, как показывает жизнь, очень интересном и современном формате телемоста, где мы имеем возможность из двух столиц общаться и обсуждать столь важные актуальные темы. Я на самом деле... Благодаря правительству Пашиняна мы в двух столицах. В двух столицах, да, именно. Сегодня из двух извечных литературных вопросов на оба были даны очень много ответов. Мы узнали, я думаю, в полной мере, кто виноват в том, что происходит, и еще обсудили, что делать. Но мне кажется, что по вопросу вот второму, что делать, все-таки есть еще перспективы обсуждений, поэтому я хотел бы обратиться как бы к этому моменту. Сегодня мы, безусловно, переживаем, ну, так называемый вершинный момент, некий пик вот этой войны, такой гибридной, или, скажем так, мы являемся свидетелями и участниками некой битвы, назовем это геополитической, межнациональной, исторической, можно по-разному называть и обсуждать. Но понятно, что мы вносим каждый по-своему, каждый посильно вносит свой вклад в то, чтобы
значит, справедливость бы восторжествовала. Понятно, что Карабах это не просто кусок земли, где проживают армяне, он имеет огромнейшее историческое значение и для Армении, и не менее для России. И вчерашнее выступление президента Российской Федерации, по-моему, в лучшем смысле продемонстрировало вот это. Но все же, тем не менее, я хотел бы обратиться к тому, что будет после битвы. И известно, что противостояние и его успешность с той или другой стороны, демонстрируемая успешность предопределяет потом исход битвы. Я в этом смысле хочу обратиться к тому, что будет после. Я надеюсь, что все сейчас разрешится в лучшую сторону и в нашем понимании по справедливости. И я хотел бы обратиться к вопросам вот этого противостояния, в которых, на мой взгляд, есть огромный фронт работы. Есть такой, я не знаю, слышали или нет, очень специфический момент, ну, такая специфическая субстанция, это из кибернетики закон Эшби, который, ну, если его упростить, то он гласит о следующем, что если примитивным интерфейсом управлять сложной субстанцией, то эта сложная субстанция испортится и, ну, перестанет просто действовать. Армяно-российские отношения, они чрезвычайно сложная субстанция, чрезвычайно. На это накладываются условия современности, которые фактически привнесли еще большую сложность, потому что это новая система медиа, это новая система отношений, это новая система осуществления политических, то есть, скажем так, продуцирования политических дискурсов. Это новая система межличностных и общественных отношений. Все это сейчас наложилось, и на все это, на мой взгляд, мы пока, вот два общества или два государства, не даем адекватных ответов. Я хотел бы обратиться, я не военный эксперт, и не могу рассуждать о том, что могут сделать два государства в их военной сфере, но по части мягкой силы у меня есть 2-3 соображения, я хотел ими так вкратце поделиться. Первое, я думаю, что первое, что нам надо сделать, нам надо признать, что системы мягкой силы, которые работают как бы в плане двустороннего движения из Армении в Россию, из России в Армению, они значительным образом устарели. То есть у нас есть необходимость, во-первых, подвергнуть ревизии все то, что есть. Вы правильно поймите, если раньше вещающие в Армении российские телеканалы обеспечивали 100% результат, сейчас это очень хорошая, но только база. И на ней надо просто выстраивать всю остальную вот, механику, моторику мягкой силы. И вот уже вот один конкретный пример. То есть очень хорошо, что эти компании есть. Они должны продолжать свое вещание, безусловно, но надо нам расширяться в сторону социальных сетей, в сторону, значит, методов и способов, механизмов общения, которые сегодня более приняты в современном мире. Нам, я думаю, есть смысл провести такую работу, и это не только на государственном уровне. Я убежден, что и экспертное сообщество должно представлять свои предложения государству для того, чтобы вот эти механизмы были бы усовершенствованы. Второе, в плане присутствия как такового в двух странах. Вот я о чем хочу сказать. Это не только медиа, это вообще образ присутствия. Это, так сказать, модус операнди, в котором образ той или иной страны, того или иного народа находится в стране дружественной. Вот вы смотрите, сегодняшняя система медиа отличается избыточностью. То есть, если раньше можно было просто сделать заявление и сказать, что оно достаточно, все поняли, сейчас заявление должно сопровождаться видео, фото, потом оно должно комментироваться, потом оно должно уйти в мемы, потом оно должно появиться в ТикТоке, потом его должны там прокомментировать на 2-м, 3-м, 5-м уровне. Это огромная работа, и это серьезнейший механизм, который невозможно, я уверен в этом, я
могу, значит, если было бы регламент предполагал бы час или больше, я бы мог раскрыть в подробностях, но сейчас вот так просто вскользь. Второе, третье, я думаю, что имеет смысл, учитывая в том числе опыт Лазаревского клуба, имеет смысл подумать о некой площадке, общей площадке, вот какой является наш Лазаревский клуб, формирование и функционирование которого будет действительно в большей мере, чем это нам всем вместе удается, представлять два общества, их стыки в разных моментах, и чтобы функционирование этой площадки никоим образом не зависело бы от того, что там один человек в Армении может решить, что это нужно или не нужно. То есть я не предлагаю создавать альтернативное государство с двумя представителями двух обществ, но нечто, что может быть общее и может быть надгосударственное или может быть на общественном уровне, но такое глобальное, я думаю, имеет смысл подумать над функционированием такого института. Наконец, последнее. Вся история колониальных завоеваний в плане культурологическом имеет очень такую четко обособленную особенность. Люди, которые шли к чужим людям на чужие материки, всегда несли им ценности. Всегда любые завоевания, любые конгломераты, любые союзы, они всегда строились на общих ценностях. Всегда. Сегодня ряд... Некоторые, которые на чужие материки, они свои ценности меняли на их ценности. Например, сломанные ружья меняли на... Тоже. Ну, все равно тоже как бы были ценности, которые в хорошем, придется употребить английское слово value, да, то есть вот они приносили нечто более ценное, чем имелось у людей, которые вот про это ничего не знали. Вот сейчас у нас появилась ценность, которую можно транслировать дальше, которую можно, так сказать, экспортировать. Это сохранение традиционных, значит, устоев, которые существовали изначально в человеческом обществе. Вот это, на мой взгляд, один из ценностных ориентиров, на котором мы можем двинуться дальше. Вот эти предложения по мягкой силе, я думаю, их даже стоит, наверное, не только мои, я имею в виду вообще. Их стоит сформулировать и вынести на общественное обсуждение. Некоторые приносили такие ценности, после которого многие национальности исчезали просто. Потому что не смогли переварить эти ценности. Мы все поняли Виктора Эрнестовича. Я не о злонамерении. Он говорил о позитивных, о настоящих ценностях. Я хочу сказать, что мы в Государственной Думе пытаемся идти по этому пути. Вот вчера, например, в первом чтении приняли известный закон против пропаганды ЛГБТ и внесли соответствующие поправки в административный кодекс. Уважаемые коллеги, хочу процитировать. Президент Российской Федерации только что присоединился к участникам Совета коллективной безопасности УДКБ, который проходит в Москве. И вот то, что сообщают по средствам массовой информации, цитаты из его выступления. Мы заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом. Как отметил президент РФ, у России огромное количество связей с Ереваном и Баку, поэтому Москва будет стараться сделать все, чтобы в дальнейшем решить вопрос мирно. Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению, подчеркнул президент. Россия всегда поддерживала Армению в обеспечении безопасности, заявил Путин. РФ делает все возможное для комплексного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, отметил президент. Уважаемые коллеги в Ереване, мы, в принципе, движемся, конечно, к определенному завершению. Я хочу сказать, что здесь у нас в Москве, мы, конечно, наступаем на горло собственной песни. Еще 3 выступления. Я передаю вам слово. Так сказать, мы здесь под этими 3 выступлениями намерены подвести черту. Пожалуйста. Прежде чем дать слово уважаемому Гагику Арутюняну, 3-минутное заявление имеет наша Лилит Туманян. Пожалуйста. Благодарю вас. Я на самом деле... Слышно меня? Я на
самом деле не планировала никакого заявления, но не могу не сделать небольшую ремарку. Во-первых, большое спасибо Андранику Мовсесовичу, Константину Федоровичу и Виктору Эрнестовичу за поднятые вопросы, потому что прежде чем начать решать какие-то вопросы, нужно прежде всего честно поговорить друг с другом и задать необходимые вопросы. Честно говоря, я бы хотела отметить вот что. Безусловно, необходима инвентаризация существующего инструментария, люди, организации, медиа, коммуникативные каналы, быть честными, признать несостоятельность некоторых из них, потому что их продуктивность минимум под сомнением, и начать заново. Начать заново выстраивать тезисы, потому что старые больше не работают, никуда не денутся, вы сами выбрали и так далее, вашего примера. Это все старые тезисы, которые не приносят желаемого результата. Нужно выстраивать новые тезисы. И это только при условии, если Российская Федерация определится с целями и задачами своего присутствия. Похоже, меня было не совсем слышно. Я коротко повторю. Благодарю Константина Федоровича, Андраника Мовсесовича и Виктора Эрнестовича за поднятые вопросы, потому что прежде чем начать решать какие-то вопросы, нужно прежде всего сесть, честно поговорить и действительно вслух выразить те вопросы, которые накопились у армянской стороны и у российской стороны. Но прежде всего я считаю, что нужно определиться с целями и задачами. Каковы сегодня цели и задачи России? Присутствие на Южном Кавказе, потому что в общественном дискурсе существует вопрос, а желает ли Россия вообще оставаться на Южном Кавказе? Может быть, она собирается уходить, потому что действия и заявления иногда приводят общественность к таким вот вопросам. И, может быть, нарушения в коммуникативных каналах приводят именно к таким выводам. Поэтому, прежде чем артикулировать что-либо, нужно произвести инвентаризацию существующего инструментария. Это медиа, люди, организации, коммуникативные каналы, которые до сих пор брали на себя функцию донесения вот этой информации до общественности, например, армянской. Но, если быть честными, нужно признать их несостоятельность, потому что деятельность определенных каналов, организаций и личностей, она не приводит к необходимому результату. А каков должен быть необходимый результат? Это зависит от целей и задачи России. Например, Константин Федорович, вы нас настоятельно просите не обращаться к вот этому случаю объявления вас персоной нон-грата, но мы не можем к этому не обращаться, потому что это не частный случай, это тенденция, которая проявляется не только по отношению к российским спикерам. Очень много армянских представителей получили тот же самую персону нон-грату и не в состоянии выполнять, например, никаких функций вообще в Армении, кроме как, скажем, по видеосвязи. Потому что если эта тенденция сохранится, если мы будем считать, что это частный случай, в следующем году заседание Лазаревского клуба может состояться в подвале. А мы будем партизанить, потому что все, что сейчас делает Лазаревский клуб, и, может быть, мы все, это партизанство. Потому что существует определенное мнение, что это не востребовано ни в нашем государстве, ни в российском государстве. И, кстати, подобные тенденции, они были предрешены еще в 2018 году. Мы об этом часто говорили, мы об этом предупреждали. Однако заигрывание и спекуляции с псевдолибералами привели к нынешней ситуации. Потому что когда мы очень часто слышим от России о том, что мы не можем быть большими армянами, чем вы сами, то же самое позвольте вернуть в качестве алаверды. Мы тоже не можем быть большими русскими здесь, чем вы сами. Поэтому нам очень необходимо понимать цели и задачи России в армянском обществе и вообще присутствие в нашей стране и в этом регионе. Все, что касается четкой артикуляции задачи. Я вам приведу один частный случай. Именно на случай Константина Федоровича. Скажите, пожалуйста, где реакция государства Российской Федерации? Заявление председателя Госдумы. Была ли выслана нота, например, послу Армении в Москве?
Ничего не было сделано, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напомните, пожалуйста. Соответственно, Как могу раз я вы сделать... ошибаетесь, я сейчас вам отвечу, пожалуйста. Да, это очень важно, потому что у меня создается впечатление, что вот эта формулировка персоны нон грата, ну, по крайней мере, не встречает никакого отторжения со стороны Российской Федерации. Это необходимо, это не частный случай. Кроме того, когда мы говорим о попытках удержать влияние России в регионе, нужно понимать, что система равноудаленности, принцип равноудаленности между Арменией и Азербайджаном, он не может существовать вечно. Очень часто Армению обвиняли в том, что она пытается усидеть на двух стульях между Западом и Россией. Теперь, и очень часто, может быть, правильно нам говорили о том, что это невозможно долго выдерживать, потому что рано или поздно придется делать выбор. Сейчас этот выбор стоит перед Россией. Эта равноудаленность рано или поздно должна закончиться, потому что ее невозможно долго поддерживать. Либо это приведет к тому, что Россия будет вытеснена из Южного Кавказа, потому что сейчас наши нынешние власти работают по принципу «отморожу уши на зло бабушки». То есть они готовы отрезать себе руки и ноги в виде Арцаха, лишиться собственного суверенитета, лишь бы избавиться от России. Я думаю, вот эта тенденция, она уже заметна, и о ней мы должны говорить вслух. И должны понимать, а что делается в этом направлении, а кто является провайдером этих действий, которые необходимо совершить. Какие корпорации, какие медиа, какие каналы, какие люди занимаются продвижением российских интересов в Армении. Достаточно ли продуктивна эта работа? Например, сегодня здесь не присутствует никто из российского посольства. Я понимаю, что официальный повод для неприсутствия есть, но, видимо, если бы его не было, его бы... Был представитель, если не ошибаюсь, еще и есть. Так что До сих пор есть. Вице-посол. Прошу прощения. В лицо не знаю, потому что на самом деле все организации, которые работают в Армении, к сожалению, с моей стороны, я их не знаю в лицо, я не знаю об их деятельности, я не знаю о продуктивности их деятельности. Весь этот ряд вопросов необходимо, может быть, на специализированных комиссиях обсуждать и решать. Иначе этот формат, он будет просто декларативным. Спасибо. Я прошу еще прощения, уважаемый Арам Гаспарович, если можно, я сразу дам ответ, поскольку вопросы были поставлены к нам. По поводу целей России и того, желает ли она оставаться на Кавказе или она собирается оттуда уйти. Несколько лет назад я был участником встречи с президентом Путиным, президентом Сарксяном, которая проходила в рамках официального визита президента Российской Федерации в Армению. Встреча эта была в Гюмри, это был бизнес-форум, и там выступал вначале президент Армении, который, между прочим, заметил, что здесь, в бывшем городе Александрополе, когда-то служил в полку автор известной песни «Прощание славянки» поэт Агапкин. Он об этом сказал и пошел дальше рассказывать и говорить о том, о чем он хотел сказать. Я внимательно наблюдал за президентом Российской Федерации, никто к нему не подходил, никакого суфлера у него не было. Он сидел на сцене, как и президент Армении, вышел затем, выступал, и в ходе выступления, отвлекшись от заготовленного текста, сказал: кстати, вот уважаемый Серж Азатович только что сказал, что здесь служил Агапкин. Причем вот я лично не помню, как зовут Агапкина, а президент Путин помнил, как зовут Агапкина, и назвал его по имени. Он говорит, было сказано, что вот он здесь написал известную в России патриотический марш «Прощание славянки», но здесь, говорит, я хочу, чтобы не было недоразумения. Он написал это по другому поводу, а мы с Кавказа никуда не уходили и уходить не собираемся. Это встречено было аплодисментами. Я думаю, что легко ответить на вопрос, собирается ли Россия уходить с Кавказа и свертывать свое присутствие. Можно сослаться на решение о направлении наших миротворцев на Горный Карабах.
Но мне кажется несколько странным, что возникает вопрос, что мы собираемся уходить, в то же самое время направляя впервые за 30 лет в эту зону, конфликтную зону своих военнослужащих. Наверное, это о чем-то свидетельствует. Если все остальное не является аргументом, то в данном случае вот вам аргумент на практике. Теперь второй вопрос. В отношении равноудаленности. Я сам много и часто критикую здесь, в России, людей, которые отстаивают этот тезис. У нас, конечно, есть и те, кто отстаивает тезис, что на самом деле мы должны прежде всего с Азербайджаном поддерживать отношения. Несколько лет назад один очень патриотичный наш деятель, известный в России писатель, главный редактор, проводил в Баку конференцию, которая называлась «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе». Это был Проханов. Но вот у него такое было представление, но мне кажется, что даже он к настоящему времени уже отошел от такой односторонности. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что даже в том, что я процитировал сегодня, вот в выступлении только что состоявшемся, да, здесь отдано должное необходимости хороших отношений как с Арменией, так и с Азербайджаном, наличии связей там и тут, что трудно отрицать. И того факта, на самом деле, не указанного, что в России живут и армяне, и азербайджанцы примерно в равных количествах, армян несколько больше, азербайджанцев несколько меньше. Но даже в этих выступлениях президент Путин, как во вчерашнем, так и в сегодняшнем, все время выделяет тот факт, что отношения с Арменией имеют приоритетный характер, потому что они заданы фактом нашего военно-политического и экономического союза. Мы можем как угодно называть отношения с Турцией и Азербайджаном, из комплементарных соображений, говорить о партнерских отношениях, но ни Турция, ни Азербайджан не являются членами УДКБ, Евразийского экономического союза, ну и так далее, и так далее, и так далее, если рассмотреть весь пакет подписанных и ратифицированных договоров о наших взаимоотношениях. Наличие не в Азербайджане, откуда изгнали Габалинскую РЛС, а в Армении 102-й базы в Гюмри. И теперь и последнее из того, что было сказано. В отношении невнятной реакции, как вам кажется, в России на факт объявления, такой одиозный факт объявления персоны нон-грата. Ну, во-первых, хочу сказать, я несколько раз это повторил, тот же день, когда это письмо пришло, причем письмо, как вы знаете, подписано чиновником парламента, он бывший посол, я понимаю, но он все-таки чиновник, начальник управления, причем в парламенте. Я вам скажу, я тут старейшина в России среди политических и общественных деятелей в группе людей, когда-либо запрещенных въезду в другие страны. Мне в первый раз запретили въезд в 1996 году на Украину. С тех пор еще 6 раз запрещали. К настоящему времени не то, что запретили, так еще и осудили заочно, арестовали и подвергли санкциям. Я запрещен к въезду к Азербайджану, о чем сегодня вспоминали. Как только меня избрали депутатом от Сочинского округа, к нему приписаны граждане России, живущие в Нарве и Силамяе в Эстонии. Тут же Эстония запретила мне въезд на 5 лет в Эстонию. Так вот, я вам хочу сказать, ни в одном из этих случаев я не получал известия о запрете от чиновника парламента. Но это были или ноты МИД, или как в случае с Эстонией был на самом деле представление Министерства внутренних дел через Министерство иностранных дел Эстонии в наше посольство. В этом случае это нечто уникальное. Причем со словами «уважаемый», «с уважением» и так далее. Значит, что касается российской реакции, то официальная российская реакция ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации были вручены в тот же день Министерству иностранных дел России по моему поводу. Вчера на своем брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова достаточно долго говорила на эту тему и возмущалась тем, что вот такая практика возникает и в отношении Затулина, и в отношении Симонян. Так что вы не совсем правы. Я, конечно, не делал собственную судьбу темой, значит, чрезвычайного заседания Государственной Думы и не считаю это нужным. Но я проинформировал вчера полностью председателя Государственной Думы Российской Федерации по поводу всего происшедшего. Я нахожусь в контакте с нашими официальными структурами по этому поводу.
Вот то, что я должен был сказать, чтобы не было такого впечатления, что у нас на это не обращают внимания. И, конечно, я знаю о том, что мы не единственные, кому в правительстве Пашиняна запрещают въезд, в том числе и представителям партии Дашнак Цутюнес, там европейских стран, по-моему, или еще откуда-то. Из Франции запрещен был въезд. Но это понятно, в этом логика власти, которая, на мой взгляд, в Армении, проявляя как бы свои антинациональные черты, я должен это сказать прямо, она стремится к антинациональной диктатуре. Она идет по этому пути. Потому что иначе удержать власть, при том, что ты очевидно расходишься с интересами той страны, которую ты возглавляешь, очень трудно. И последнее. Мы, конечно, не из подвала с вами разговариваем. Мы разговариваем с вами в настоящий момент из президентского зала на Зубовском бульваре пресс-центра «Россия сегодня». Ну, просто, я не знаю, в какой мере вы с этим знакомы, но если вы просто с улицы попробуете зайти в «Россию сегодня» и попасть в президентский зал, то это у вас не получится. Поэтому я вам хочу сказать, что мы здесь спокойны, по крайней мере здесь, в отношении того, что мы из подвала с Арменией разговаривать не собираемся. Спасибо большое. Спасибо. Гаги Карутюнян, но я еще раз обращаюсь ко всем нашим участникам. Если в Москве осталось 3 участника выступающих, то у нас намного больше. Поэтому просьба, я вынужден буду, так сказать, прерывать вас. 5 минут и, пожалуйста, коротко высказать свою точку зрения. Прошу вас. Тема – это гибридные войны. Слышно? Похоже, что работает. Нормально. Гибридные войны и триады цивилизационной безопасности. Российско-армянские отношения основаны на духовно-цивилизационной близости. И так как сегодня в основном обсуждались вопросы прошлого и настоящего, я осмелюсь, так сказать, представить некоторые каноны, которые позволят нам в будущем избежать тех трудностей, которые мы испытываем сегодня. Известно, что межцивилизационные противоборства сопровождали человечество испокон веков. Сегодня эти противоборства настолько обострились, что все может завершиться ядерным апокалипсисом и тем самым концом всех цивилизаций. Поэтому вопрос, как избежать подобного сценария, актуален. Однако для этого необходимо понимание сути гибридных войн, которые еще в 2007 году ввел в оборот американец Хоффман, но мы не будем обострять сегодня, много об этом говорить, что, наверное, Хоффман исходил из того, что и в прошлых войнах правила особо не соблюдались, а современные войны тем паче должны протекать в режиме боев без правил. То есть сегодня мы наблюдаем такое. И вокруг определения гибридных войн идут дебаты до сих пор, однако при этом не отмечается очень важный элемент, что гибридный жанр предполагает перманентный характер противостояния. То есть предполагать, что в будущем, в ближайшее время что-то, так сказать, изменится и перемирия будут всякие, то это не совсем так. Во всех случаях ведение гибридных войн предполагает интеллектуальные ресурсы, и считается, что в подобных войнах главной задачей является борьба за информацию. Отметим, что концепция подобных войн создается в так называемых фабриках мысли, которые сегодня более уместно называть фабриками зла, не только для врагов, но и для собственной страны. Ведь фабрики зла и американская политика в целом попали в зависимость от транснациональных корпораций. Google, Apple, Facebook, для которых ареной деятельности является не отдельная страна, а весь мир. В этом контексте они даже устроили собственную цветную революцию, когда им удалось привести к власти находящегося в деменции Байдена. Теми же фабриками зла написаны концепции создания и распространения вируса ковида, приведших к массовой гибели самых американцев.
Поэтому в такой ситуации полезно подумать о возможных алгоритмах избавления от подобной мировой пандемии зла. Возможно, следует пробовать обратиться к некому сакральному понятию триады принципов, соблюдение которых позволит, если не избежать, то, по крайней мере, смягчить господство тоталитарного зла. Вот триады безопасности. Известно, что для обеспечения безопасности национальной, тем более, необходимо понимание как собственных, так и окружающих реалий. Вместе с тем, наиболее адекватное восприятие и отклик на возникшие проблемы возможно лишь при совмещении знаний как об истории этих проблем, так и представлений и последствиях принятых решений в будущем, чего у нас практически нет. Другими словами, эффективность управления во многом зависит от умения сочетать временную триаду, историю, современность и будущее. Четкие представления о последнем, конечно, трудный жанр, и не случайно, что императоров прошлого особыми привилегиями пользовались жрецы, и сегодня их заменяют крупные организации по прогнозированию. Относительно же истории вспомним, что у китайцев забвение истории является строго наказуемым предательством. И они умудряются за счет соблюдения этого принципа уже более 2000 лет, да, соблюдать, иметь свою страну, державу. И именно это один из причин, что они сумели в такое время держаться. Ну, для примера скажу, что до рождения Христа китайцев было порядка 7 миллионов, столько же, сколько и греков. И вот такая история, их сейчас 1,5 миллиарда. Но, У вас 1 минута. Да. Ну, кроме этого, мы должны соблюдать также триады идеологии, что очень важно, то есть наряду с социализмом, социалистической идеологией и либеральной надо соблюдать и консервативные идеологии, и духовно-политическая триада, им потому что в Риме своих врагов, которые уничтожали культурно-цивилизационные ценности, называли варварами. Сегодня эту роль выполняют англосаксы. И поэтому следует нам держаться 3 цивилизационных параметров религиозного характера. Это христианство, восточные религии и исламская религия, которые должны иметь своих лидеров, я их обозначиваю. Ну вот, в контексте же нашей конференции следует констатировать, что сегодня Россия стремится посредством, я заканчиваю, упомянутых выше принципов, укрепить свою цивилизационную безопасность, чего нельзя сказать об Армении. Здесь злостно нарушаются все эти принципы. В частности, предана забвению вся история российско-армянских отношений, что в комплексе с прочими идеологическими, политическими и разногласиями означает, что российско-армянские отношения находятся в критической фазе, и многое в этом плане решится уже в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо. Еще одно выступление из Еревана, если позволите. Пожалуйста. Тигран Кочарян, политолог, пожалуйста, 5 минут. Здравствуйте, приветствую всех участников. Слышно нормально? Да. Ну, пришлось по ходу укорачивать, и вообще то, что было написано для заседания Лазаревского клуба в связи с тем, что были определенные изменения, сейчас попытаюсь максимально сжато и максимально по цифрам, потому что мы часто говорим о теории и не смотрим на практику. Вот то, что происходит в Армении, особенно в плане медиаполя и нагнетания антироссийских соответствующих настроений и неправильная передача информации из Армении в Россию некоторыми официальными представителями здесь, а также некоторыми так называемыми экспертами, которые работали по Армении, привела приблизительно к той же ситуации, которая была и в начале специальной военной операции на Украине, когда вводные данные зачастую оказывались неправильными, устаревшими или, можно сказать, в некотором плане ангажированные. Я сейчас, например, хочу
обратиться, вот зачастую говорили, что в Армении нет никакой русофобии, что это маргинальные кучки, это 10 человек на улицах. А теперь давайте по факту посмотрим, что творится. Я специально выписал тех экспертов, которые приходят на общественно-армянское телевидение, и тех экспертов, которые приходят на телеканал Free News, который принадлежит супруге спикера Алены Симоняна. Ну, в течение этого месяца я Արծրուն Հովհաննիսյան, Էդուարդ Աղաջանյան, Ֆրենկ Պալոուն, Տիգրան Ավինյան, Արմեն Գրիգարյան, Դավիթ Սանասարյան, Լևոն Շիրինյան, Արման Եգոյան,Ովսեփ Խուրշուդյան, Гевондян, Армине Маркарян и Нелли Минасян. Есть еще один эфир, который называется «Разные мнения». За последние 4 эфира расскажу, с 19 октября, кто там был. Давид Степанян, Эдвард Антинян, Арцун Ованисян, Вова Вартанов, Степа Сафарян, Ара Папян, Армен Ованисян, Армине Маркарян. Многие имена здесь знакомы, многим не знакомы. Если на Free News посмотреть, кто приходил на Free News, значит, за последние 10 передач. Тигран Хазмалян, Левон Ширинян, Зарис Инанян, Арик Кочинян, Вилен Габрилян, Овсеп Хуршидян, Азат Аршакян, Эдвард Антинян, Араик Саркисян, Арам Завенович Саркисян, Степан Григорян, Арман Бабаджанян, Рубен Меграбян. Это значит каналы, так скажем, государственные или те каналы, куда точно людей со стороны не пустят. Чтобы получить определенную статистику, я здесь даже выписал. То есть в течение месяца на Первом канале побывало 14 экспертов антироссийской направленности, 10 представителей власти Пашиняна, 1 Хосров Арутюнян, да, который здесь был, 1 депутат от оппозиции и еще замминистра экономического развития России. Это по Петросу Казаряну на первом эфире. Общественное обсуждение – это когда в передаче участвуют, в дебатах участвует 4 человека, по идее 2 на 2 должно быть, значит, из 24 экспертов 19 придерживались антироссийских взглядов, был 1 оппозиционер и 1 Александр Искандарян, так скажем, то есть он не антироссийский, не пророссийский, то есть эксперт, да. Это что было на общественном. Значит, в передаче «Разные мнения». Из 18 человек, которые там участвовали, 11 имели антироссийскую направленность, да, было 3 юриста, 2 азербайджановеда и 1 психолог. И всего 1 нейтральный человек. То есть на Free News из 17 экспертов 14 антироссийские, так скажем, да, 1 иронист и 1 человек с пророссийским взглядом. Это только то, что было за последний месяц. И когда говорят, что в Армении нет русофобии или это никак не разгоняется, это очень неправильно, потому что эти люди, которые только появляются на официальных каналах. На Первом канале и на канале тоже аффилирован с властью. Очень хотелось бы узнать, кто последние 2, а может и 4 года давал наверх информацию и по официальной трубе, и по экспертной, что в Армении все хорошо, что Пашинян это самый пророссийский деятель, что никогда, как похорошела Армения в плане российских отношений при Пашиняне и так далее. Эти люди должны ответить за провал своей работы, эти люди должны быть отстранены от вообще курации армяно-российской повестки, и сюда должны быть направлены люди, которые будут спасать это все в авральном режиме, к сожалению. Поэтому я полностью согласен и с Виктором Соломоняном, и с Лилит Туманян, которые сказали, что самое главное, что делать, здесь должна быть
ревизия на всем этом. Но даже в этом, даже сейчас, я просто опять, так как все должно иметь свое имя, фамилию и так далее, я сейчас просто скажу два вопиющих для меня факта. Например, я не понимаю, как человек, который на канале Арачина 2 последних года клял Россию, на чем свет стоит, сейчас ведет передачи на Армрус.Инфо, да, и берет всякие интервью. Для меня это, честно говоря, непонятно. И еще тоже, как Зангизурский молибденовый комбинат сейчас спонсирует корреспондента Арачина тоже, который делает для них работу. То есть этого печального опыта не было достаточно, чтобы это делать. Теперь я просто Прошу для моих российских коллег просто скажу, вот я перечислял фамилии, но чтобы вы знали, я наугад взял 10 фамилий, которые и посмотрел, что они говорили в Фейсбуке за последнюю неделю. Значит, Арик Кочинян, бывший пресс-секретарь главы Совбеза. Выход из ОДКБ может иметь политическую цену, это может привести к определенной нестабильности, сгенерировать новые угрозы и новые проблемы со стороны России, но мы должны выйти из этой модели, которая только вредит нам и тянет в болото. Рубен Меграмян, заместитель председателя партии во имя республики, который участвует в выборах. После того, как мы пошлем подальше Костикова и Маргу и остальных так называемых фашизоидных друзей, следующим шагом будет выкидывание из эфира российских каналов, неизбежная диверсификация, главной в повестке дня. Этого человека приглашают на эфиры главных каналов телевидения. Тигран Хазмалян, председатель партии Европейская Армения, завсегдатай встреч в непарламентской оппозиции с Пашиняном. Окончательная деколонизация Армении произойдет в результате третьего глобального отступления России. Левон Ширюнян, председатель Христианской демократической партии, завсегдатай... А стоит их так цитировать вообще? Да, мы должны знать этих людей в лицо. Мы знаем, слава богу, а в Москве... Не, вы не знаете, а в Москве, например, знаете, в чем проблема? Вот говорят, что это, мол, какие-то левые люди и так далее. Я сейчас перечисляю людей, которые на еженедельной или двухнедельной основе встречаются с Николом Пашиняном. Вот что говорит Левон Ширюнян, которого несколько раз звали на различные эфиры на Первый канал и на Free News. Нельзя верить так называемому национал-шовинисту Путину и его многозначительным паузам в речи. Он новый талант в армянской новейшей эпохе. Главное дело этого чекиста – держать армян в постоянном хаосе. И на закуску Арам Саркисян, председатель партии, Арам Завенович Саркисян, извините, председатель партии Республики, также завсегдатай встреч непарламентской оппозиции с Пашиняном. Россия проигрывает и распадается. Мы не должны оставаться под развалинами. Я не буду продолжать про экспертов, я просто хочу заметить, что эти люди получают с этими выражениями в Фейсбуке, да, они потом получают эфир на государственном телевидении. Мне кажется, закрывать глаза на это не надо и говорить, что это не те люди, нет. Понимаете, если бы в России эксперты бы встречались с Владимиром Путиным, тот же Короченко или тот же Марков, да, и после этих передач нападали бы на Армению, мы бы сказали, что есть какой-то баланс. Здесь никакого баланса нет. Поэтому я призываю российскую сторону, особенно тем, кто ответственен за медиаповестку здесь и ответственный за правильные отчеты посылания суда, направить сюда соответствующих людей, которые бы в корне изменили бы вот эту армяно-российскую медиаповестку. Благодарю за внимание. Спасибо. Константин Федорович, пожалуйста. Спасибо большое, это очень интересное, информативное выступление. Я только хотел бы сказать, что ни разу за все эти годы, с 2018 года и до нынешнего, я хочу вас в этом убедить, у нас не было иллюзий по поводу той политической силы, политической гребницы, электората, который сделал возможным пребывание у власти нынешнего правительства. Что сдерживало всегда Россию? Сдерживала прежде всего российская власть, которая не хотела на этом основании, рушить создавшиеся отношения с Арменией, проявляла корректность, на мой взгляд, даже излишнюю, и сдерживала здесь, в том числе в самом государственном аппарате, в соответствующих министерствах и ведомствах, тех, кто настаивали на резкой реакции, когда дело касалось тенденций в развитии, которые стали проявляться с приходом правительства Никола Пашиняна. Исходя из, между прочим, желания, чтобы конфликт, который в 2020 году разразился, не разразился вновь. Не дать сорвать мирное урегулирование, не дать на самом деле вновь повода для возобновления военных действий. Вот в этом
если хотите, мы виноваты в том, что мы, желая как бы в данном случае всем добра, часто не называем вещи своими именами. Я говорю в данном случае об официальной власти, потому что, в том, что касается собравшихся здесь, то недостатка в их оценках за весь этот период не было, за что мы, собственно говоря, и страдаем. Если мы страдаем. Сейчас хотел бы предоставить слово, если возможно, уважаемые коллеги в Ереване, у нас 2 выступления, мы сократили на одно из тех 3, о которых я упоминал. Я хочу предоставить слово Валентине Вячеславовне Комлевой, заместителю директора Национального исследовательского института развития коммуникаций. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо Константину Федоровичу, большое спасибо Лазаревскому клубу, что пригласили наш институт к этой дискуссии. Благодарность не только от меня, но и от моего руководителя, директора Владислава Ивановича Гусумянова. Он не смог по определенным обстоятельствам сегодня здесь быть. Наш институт занимается, одно из направлений нашего института, мы занимаемся глубинным и сравнительным анализом динамики гуманитарных пространств и коммуникационных режимов в 26 странах вокруг Российской Федерации, в том числе, соответственно, и Армения. Поэтому я бы хотела поговорить о гуманитарном пространстве, о развитии общего гуманитарного пространства. Я уже теперь вижу свои 5 минут, поэтому я поговорю очень кратко. Для нас есть несколько, реально 4 основных показателя развития общего гуманитарного пространства, и это не столько наличие соглашения об общих документах, о признании документов об образовании и так далее. Нет, это для нас первое. Это политика исторической памяти. Второе – это русский язык. Третье – это возможность беспрепятственных диаспоральных связей. Здесь вот уже коллега об этом говорила. И 4. возможность цивилизационного диалога. Я очень благодарна тем коллегам, которые сегодня затронули тему христианства, тему межрелигиозного диалога, потому что это очень серьезная вещь. С чем по этим 4 показателям мы пришли к нынешней ситуации, о которой мы сегодня говорим? Надо сказать, что Армения по сравнению с большинством других стран выглядела достаточно благополучно. Там нет проблем с русским языком. Нет, мы, конечно, знаем, что его изучают как иностранный, что его может быть недостаточно, но, в принципе, если вы хотите открыть курсы русского языка, открыть русские школы, там нет этих проблем. И нет ущемления по русскому, по языковому признаку и так далее. В области исторической памяти, давайте согласимся, сохранены основные все даты, они празднуются, нет демонтажа памятников, как, например, в странах Прибалтики и в ряде стран Центральной Азии, кстати. Мы видим, что, в принципе, достаточно эффективен и религиозный диалог, цивилизационный. То есть пока оттуда никто не объявляет никаких демаршей, как недавно из стран тоже Прибалтики пришли некоторые пожелания в отношении взаимоотношений с РПЦ. То есть, в принципе, до настоящего момента мы можем говорить, что у нас достаточно эффективно развивалось общее гуманитарное пространство. Но есть некие маркеры, и для нас, когда мы исследуем эти истории, они для нас показательны и важны в отношении того, что, да, проблемы есть, и проблемы эти, они важны и для нас, не только для Армении, но и для Армении с точки зрения сохранения суверенитета этой страны. Я для себя выделяю 2 главных, даже 3 главных суверенитета, которые может потерять Армения, потеряв дружеские отношения с Российской Федерацией и начиная отдаляться, например, как сейчас говорят, в сторону коллективного Запада или другое. Первое. Это даже не политический, не экономический суверенитет, здесь всегда можно какую-то диверсификацию провести и так далее. Первое – это научный инновационный суверенитет. Армения самостоятельно, сегодня вы знаете, что наука и инновация – это основной двигатель и экономики, и других отношений, это и способ твоей конкурентоспособности на мировой арене. Сегодня, благодаря совместным российско-армянским предприятиям, совместно российско-армянским научным проектам, Армения держится на плаву и достаточно конкурентоспособна в этом плане. Только в прошлом году было соглашение между 2 академиями наук, и там 52
научных совместных проекта, которые планируют реализовать. И недавно была встреча, где продумано, что это все будет вместе. Второе, это, конечно, информационный суверенитет. Здесь много выступали коллеги-журналисты. Конечно, национальный контент очень важен, это хорошо, но давайте посмотрим на соседние страны и подумаем повнимательнее про Армению, сможет ли армянский национальный контент быть конкурентоспособным и вынести эту конкуренцию, но, например, с англосаксонским контентом или с другим, если оттуда уйдут российские СМИ. А некоторые тревожные моменты уже есть. Ну, вы знаете, что там в сетке вещания убрали СМИ, сославшись, проигнорировав наше соглашение о сотрудничестве, но сославшись на другой законодательный акт. То есть первые маркеры какие-то мы видим. Вот сегодня коллеги тоже говорили уже на эту тему. И третий вид суверенитета очень важный – это духовный суверенитет. То есть, если будет нарушен межцивилизационный диалог, и если реально начнут воспроизводиться те матрицы, о которых сегодня говорил Станислав Николаевич Тарасов, вот я очень внимательно слушала его выступление, потому что как раз идет, это очень важная вещь, вот в формировании гуманитарных пространств, воспроизведение исторически сложившихся матриц и возвращение к этим аспектам. К чему это приведет? Это приведет к серьезному расколу и борьбе идентичности на территории Армении и за территорию Армении. Это приведет к радикализации сил, которые каждый будет отстаивать свою идентичность, дестабилизации. И о чем уже здесь коллеги говорили, те страны, которые предлагают себя в друзья современной Армении, исторический опыт показывает, и современная жизнь показывает, они гарантами безопасности быть не смогут. То есть они не смогут. Мы получим очень длительное падение в яму нашей дружественной страны Армении. Поэтому, конечно, сотрудничество с Россией – это еще и обеспечение духовного суверенитета. Какие условия у нас для расширения нашего гуманитарного пространства? Ну, хотим мы этого или нет, это политическая воля. А политическая воля, она субъектна. А каждый субъект, носитель этой самой политической воли, человек, который принимает решения, он имеет свой опыт своей социализации, свое видение, свои там какие-то комплексы, которые накладывают отпечаток и на управление. Поэтому, понимаете, Россия, у нее тоже есть свои национальные интересы. Вот сегодня нас толкают, а вот вы должны сделать выбор, да, вот вы должны четко объявить, там, с Арменией или с Азербайджаном. Ну, коллеги, ну это же, согласитесь, это не разговор, да, мы же тоже Армении там не говорим, вот вы должны там то-то и то-то сделать. Никто никому ничего не должен уже в этом мире. Нужно находить какие-то дружеские отношения и понимать, если мы этого не сделаем, чем друг для друга это потом закончится. Поэтому политическая воля надо разговаривать и с нынешним руководством. Это моя сугубо, наверное, точка личного зрения. Надо говорить и с нынешним руководством. Нужно, конечно, говорить и с оппозицией, и стараться найти диалог. Второй фактор очень важный – это фактор экономической зависимости друг от друга. Он есть, здесь уже много об этом говорили. И третий – это формирование коммуникационного режима. Вот одна из моделей, с помощью которых мы анализируем и прогнозируем развитие межстрановых коммуникаций, в том числе дружественной, это модель так называемых коммуникационных режимов. В прошлом году мы делали первую оценку и сделали рейтинг дружественности коммуникационных режимов соседних стран. И у нас есть методика оценка и прогнозирования управляемости коммуникационных режимов в соседних странах. Ну, подробно я не буду сейчас рассказывать об этом, потому что времени нет, и там еще столько коллег. Спасибо, что дали слово и что за такую интересную дискуссию другим. Спасибо большое. Пожалуйста, Рам Гаспарович, вы Да, будете... спасибо. Маленькая ремарка, если можно. Речь не идет о том, что отсюда ставится вопрос, с кем вы, с Арменией или с Азербайджаном. Ситуация настолько, я думаю, взрывоопасная в плане геополитического, так сказать, изменения всей ситуации, поэтому мы сегодня должны будем определяться. Поэтому поймите нас правильно, речь идет о сохранении государства Армения. И вот вопрос стоит именно так. Мы можем его сохранить и, главное, развивать его. И, естественно, поскольку наш главный союзник и стратегический союзник и, так сказать, исторический союзник России, естественно, хочется более определенности. Такого не было лет 10 назад, не ставился подобный вопрос даже 5 лет назад, но сейчас мы пришли к такому состоянию,
что да, на самом деле необходимо определить все свои позиции. И в то же время точка зрения России очень важна, и интересы России тоже должны быть здесь защищены. Вот об этом идет речь. Просьба, еще раз я обращаюсь сейчас, да, я хочу вам сказать, Константин Федорович, все-таки армянским властям не удалось закрыть дорогу всем нашим российским коллегам. У нас давно уже здесь Карина Геворкян, наш политолог, и я прошу ее, так сказать, прошу прощения, Карина Александровна, придется уложиться в течение 5 минут, потому что у нас еще ряд других выступлений. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Выступление у него не Так, записано. слышно? Меня слышно? Нет, по-моему, наоборот, зеленая должна быть. Да? Все, теперь слышно. Ну, я заявила изначально тему Южный Кавказ в контексте отношений между Россией, Турцией и Ираном. Поскольку много чего выслушала и не хочу повторяться, разумеется, сейчас, то скажу следующее. Мое наблюдение и мой опыт определенный экспертный свидетельствует о том, что многие стороны рассматривают себя в современном мире как нечто динамичное и изменяющееся, а своих контрагентов как что-то более статичное. Но так не происходит на самом деле. В чем я вижу очень интересную коллизию, которая складывается на Южном Кавказе. Она заключается в том, что здесь действительно очень активно действует тандем Турция-Азербайджан. В конце концов, это народу Азербайджана решать, держать в руках свою судьбу, но по понятным причинам Турция является гораздо более мощной страной и совершенно очевидно имеет аппетит использования Азербайджана как инструмента, являясь сама при этом инструментом Запада. И вот тут самое для меня ценное наблюдение заключается в том, что мы видим, что современный мир в лице, по крайней мере, России, заявившей о том, что она будет укреплять национальную безопасность свою, а соответственно национальную суверенитет. И за последние 20 лет действительно Владимир Путин делом доказывал, что суверенитет России он укреплял. Я не хочу на этом сейчас останавливаться. То есть он придерживается концепции национального государства, готов взаимодействовать со всеми, но при этом отрицает возможность, и это вчера было сказано в валдайской речи, того навязывания ценностей условно транснациональных сил, которые действовали последние 30 лет, как иногда шутят, неистовым домкратом. Но они уходят в прошлое, это уходящая натура. Мы даже видим, что, вероятно, и многие прогнозы, что в Соединенные Штаты, которые тоже были главным инструментом этой глобализации транснациональных сил, и там национальная элита тоже есть страты, которые готовы выступить против этой концепции, используя лозунг «America First». То есть они готовы доминировать, но как национальное государство, а не как инструмент транснациональных сил. Это очень любопытно. Поэтому, когда в Армении некоторые силы заявляют, что мы уйдем от России и пойдем в Запад, я спрашиваю, а в какой Запад-то вы пойдете? Вы пойдете вот в этот транснациональный или, возможно, в приходящий сейчас новые какие-то группы или новые старые группы элитные и так далее. Вот на что опирается Турция? Это очень любопытно, что с одной стороны, и мы это видим, что спецслужбы разных стран, упоминавшаяся здесь британская спецслужба, известная, руководимая потомком ирландских террористов Ричардом Муром и личным другом Эрдоганом, не ставят в известность, это уже объективная реальность, в достаточной степени руководство собственной страны, то есть Великобритании, о том, чем эта спецслужба занимается, в том числе на постсоветском пространстве, включая и Армению, и Азербайджан, и Среднюю Азию. Занимается активно и давно. Вот. Это тоже очень любопытно. То есть есть определенная отвязанность якобы национальных спецслужб, вот этого доминирующего Запада, которые даже не подчиняются собственным национальным фронтменам своего государства, не ставя в известность.
Турция стала инструментом, собственно говоря, этих сил. По большому счету. Эрдоган необычайно талантливый политик, я всегда подчеркиваю свое уважение к этому человеку, как к политику. Чего он хочет? У него есть проект «Туран». Он использует инерцию вот этого старого проекта, который, по всей видимости, будет уходить в прошлое, и хочет создавать Туран как национальное государство. Вы понимаете, да, вот эту трансформацию, которая происходит. Вот что он делает, по большому счету. Об этом говорил Надеин Раевский, об этом говорили очень многие выступавшие. И это любопытно. Я напомню, что в свое время директор так называемого теневого ЦРУ Фридман, это речь идет о Стратфорде, он как раз лет 12 назад говорил, что самые главные, в высшую лигу войдет Турция. Вот. Я сейчас вообще безоценочно это все обсуждаю. Вот этот расклад, с моей точки зрения, хорошо понимает иранское руководство, которое наиболее резко выступило относительно последних событий сентября этого года. Более того, как я понимаю, сейчас иранское руководство даже не заморачивается внутренней ситуацией в Армении на эту тему. Они просто объявили, что это война против нас. Это нож к нашему горлу. Ирана. Что там будет и так далее. Мы этого не допустим, сказали иранцы. Поэтому они укрепляют, и вы знаете, огромный контингент находится на границе с Нахичеванской автономной республикой, Турцией и Арменией, где стоят дальнобойные орудия, ракетные установки иранские и так далее. Ну, это мое предположение. Я не исключаю, что именно поэтому 13 сентября был удар лишь с одной стороны. Если бы не было бы вот этого иранского контингента, то я не исключаю, что был бы удар и с другой стороны, и таким образом коридор был бы создан. Тоже не хочу на этом останавливаться, можно приводить и факты, потому что некоторые, даже турецкие, ну, в том числе и отставные генералы, они были уверены, что все так и произойдет. Вот, так что я не на пустом месте об этом говорю. То есть единственный сдерживающий фактор на сегодня вот такому негативному или катастрофическому для Армении развитию событий, с моей точки зрения, является как символ только лишь российская база, потому что, по большому счету, Россия очень скована сейчас. И я понимаю, почему российские политики, да, вот предыдущий оратор сказал, что мы не можем, там, Азербайджан, у нас тоже вроде союзнические обязательства, какие, не до конца понятно. Замечательный тюрколог Аватков дня 3 назад на программе «Большая игра» говорил, что Азербайджан уже полностью находится в орбите Турции и, соответственно, в орбите турецких проектов, а не российских. При всех хороших отношениях, личных, дипломатических расшаркиваниях и так далее. Это факт медицинский, как теперь принято говорить. Но наиболее вот конкретным таким сдерживающим фактором здесь вот для этого негативного сценария является Иран. Ну, надеюсь, что стратегическое развитие стратегических отношений между Москвой и Тегераном, безусловно, тоже к гадалке не ходи. Наверное, Москва и Тегеран на эту тему, безусловно, проводят консультации. Я не сомневаюсь в этом. Так что даже исключаю, что таких консультаций не может быть. Вот присутствие этих обеих стран. Теперь вот относительно коммуникаций. У меня всегда был большой вопрос, по большому счету, а что будут возить через коридор, вот если этот коридор будет создан? Я год назад, находясь в Алма-Ате, именно в Алма-Ате, обратил внимание на то, что, не спрашивайте меня откуда, но это верная информация, меня поразило, что Силкой, компания азербайджанская, осуществляет 3 грузовых рейса в Алма-Ату. Я спросила, а что, извините, они помидоры возят или там, не знаю, фрукты, овощи вообще, как это? 3 рейса в день. Что тут готовится? Я приехал в Москву и спросил, что будет происходить, что готовится. Вот, после этого, как вы видите, довольно в скорости развернулись вот эти события январские этого года и так далее. Я считаю, что они связаны.
Поэтому тут с этим коридором все значительно интереснее. Но дело не такое. Я не против коммуникации, я вообще за сотрудничество, за дружбу народов. И совершенно искренне это говорю, без всякого ерничества. Значит, вот вопрос. Значит, огромные средства Китай вложил в инфраструктуру, которая идет, условно говоря, по параллелям. Да? Пояс и путь, жемчужные нити и так далее. Но вопрос. Это же было связано с поставкой товаров в Европу. А после того, что в Европе сейчас в связи с украинским кризисом произошло, и на наших глазах досуха Соединенные Штаты выжимают эти европейские страны, и посмотрите на статистику, как идет резко деиндустриализация этой Европы. Извините, а на что они будут покупать эти товары вообще? То есть вообще будет ли актуальна эта коммуникация? С другой стороны, будучи гражданкой России, я всячески, ну не знаю, мне, например, симпатичен проект создания зоны экономического воспроизводства с технологически достаточно развитыми странами. Я имею в виду Россию, Иран, Египет, монархии Аравийского полуострова. И судя по тому, какую работу проводило российское руководство вот в этих регионах, огромную и эффективную, и судя по недавним решениям ОПЕК+, я убеждаюсь в том, что работа была вот, ну, хорошо проделана. То есть прекрасно эти монархии сейчас понимают, что их может ждать после всего того, что с санкциями сотворил Запад с Россией после начала спецоперации. Они тоже выводят свои активы. То есть Европа перебрасывает свои активы в Америку, а, между прочим, монархии Аравийского полуострова их выводят. Вот. Так что здесь намечается очень интересный контур сотрудничества. И в этом контуре сотрудничества может участвовать и Турецкая Республика, но как национальное государство, ибо если она эффективно будет разворачивать этот проект «Туран», то, по сути, она перерезает эти коммуникации частично и становится очень неудобным партнером, подвергая риску эти коммуникации. То есть напряжение, которое вызывают вот эти инициативы турецкого руководства, опять-таки при всей положительной дипломатической риторике, встречах разнообразных, Владимир Путин с Эрдоганом, все замечательно и так далее, но я вижу, какое напряжение это вызывает в Иране, в монархиях Аравийского полуострова, в Египте, замечу, и в Индии. Вот. И если говорить про эту зону, я заканчиваю. Если говорить про эту зону, то я все-таки отмечу, что технологически развитой страной, не без проблем, конечно, является Россия. Иран, шестое место по нанотехнологиям в мире, сам уже делает микрочипы и производит собственную электронику. То есть это технологически очень передовая страна. Так что это не сказки Шахерезады и не там... Карина, у меня большая просьба. Вы обратите внимание на регламент. Вы уже в третий... Спасибо, Константин Федорович. Я, по сути, закончила, так что я высказала все, что хотела. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Если позволите, вот у нас здесь, в Москве, последним решил выступить Виктор Владимирович Кривопусков, хорошо вам известный, президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, доктор социологических наук. Пожалуйста. С удовольствием будем слушать. Константин Федорович, я поздравляю Виктора Владимировича Кривопускова с днем рождения. Вчера был день рождения этого выдающегося армянина русского происхождения. Спасибо. Спасибо большое. Да. Уважаемые коллеги, друзья, если бы наше заседание проходило в Ереване, то я бы там выступил с таким вот сообщением, как Российская Федерация не даст отуречить Нагорный Карабах, а армянский народ не позволит Пашиняну заменить историческую миссию России в отношении Армении на провокационное посредничество США и Брюсселя. Ну, поскольку у нас проходит онлайн заседание, то я гарантирую, что в ближайшее время мое выступление вот под таким названием будет опубликовано в российских и армянских СМИ, а свое выступление я
актуализирую в сегодняшней ситуации. Более того, многие вещи или факты нашей исторической и современной отношений российско-армянских, они были озвучены очень здорово, и я присоединяюсь, поддерживаю. Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, наше правление Общества дружбы и сотрудничества с Арменией, которому в будущем году исполняется 30 лет, это первое общество, созданное на постсоветском пространстве, как общество дружбы, и является межрегиональной, единственной в России межрегиональной общественной организацией. Ну, надеюсь, на юбилее мы с вами встретимся, а решение нашего... Приглашайте. Обязательно, поэтому я уже загодя прошу вас готовиться к этому. А сегодня я хотел бы от имени нашего правления выразить колоссальную благодарность и вручить медаль Валерии Яковлевича Брюсова, это наша медаль, ей тоже столько же практически лет, за большой вклад в развитие русско-армянских гуманитарных и культурных связей Затулину Константину Федоровичу. Награда нашла героя. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое обществу. Спасибо. Я знаю, что у Виктора Владимировича это не единственная награда, но те номинанты, которые должны были получить эту награду, они вот в настоящий момент в этом зале не присутствуют, и мы решили отложить, вернее, он решил отложить это награждение. Так что я хочу сказать, я не один в поле воин, а я очень благодарен за такую высокую оценку моих усилий. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, теме, которую я назвал, имею самое непосредственное отношение. Мои взаимоотношения с армянским народом, это я родом из Ростова-на-Дону, и сразу становится ясно, что и почему. Первый раз я прилетел в Армению в 1975 году, а затем, самое, наверное, главное, 90-91 год я был начальником штаба оперативно-следственной группы МВД СССР по Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. На этот счет у меня написана книга «Мятежный Карабах», то есть в данном случае и историю, и события. А затем работал практически 5 лет советником посольства в Армении и руководителем представительства Россотрудничества с 9 по 2014 год. Ну и последние практически 20 лет возглавляю общество дружбы и сотрудничества с Арменией. Имею, что называется, не только отношение, но, наверное, какое-то право высказать и мнение, и позиции по всем этим вопросам. Среди тех, которые считаю наиболее актуальным, Константин Федорович, ну и членом правления, мне кажется, что вот такие встречи, как работа Лазаревского клуба в виде ежегодных заседаний, это очень важный такой и культурный, и гуманитарный фактор взаимоотношения между нашими странами. И Лазаревский клуб занимает здесь очень и очень важное место. Но, как мы теперь, наверное, видим, вопрос стоит, что делать. Вот Виктор Эрнестович говорил об этом. Что делать и кто будет делать? И если брать реализацию тех, а ведь мы поднимаем очень хорошие глубинные вопросы, как они могут быть реализованы не только в Армении, но и в России? А ведь в России проживает более 3,5 миллионов армян, больше, чем в самой Армении. А армянская общественность, ну, не только армянская, вообще и российская общественность, российское гражданское общество, оно должно быть в курсе, оно и интересуется. Я могу сказать, что наши отделения, они находятся в разных регионах, конечно, не во всех, в 80 теперь уже 9, по-моему, да? Да, конечно, нет. Но там, где они существуют, они нуждаются в том информационном обеспечении взаимодействия
с Республикой Армения и для обеспечения плодотворной деятельности армянской диаспоры в этих регионах. Самое главное, армянская диаспора в России потеряла ориентиры. Я вот обращаюсь к Люсе Лендрузенковой. Мы придерживаемся традиционных ориентиров. Не, я сейчас скажу по какому пункту. Вы посмотрите. Да, конечно, я не возражаю. Но посмотрите, сколько у нас депутатов в Государственной Думе армян. Где общественные, это приоритет, не только в Государственной Думе, это и в Совет Федерации, это в республиканских и региональных структурах избирательных органов власти. Мизер. А ведь 4 созыва назад в Государственной были 32 депутата армян. Кто? Когда это было такое? Ну, давайте вернемся, посмотрим, посчитаем. Посчитаем, да. Поэтому и не на всех уровнях. Если еще вместе с Суворовым, который имел армянский код. Ну, это хорошо, что вы так реагируете, это здорово. Но посмотрите, мы на уровне муниципальных органов, их нет практически. Поэтому мне кажется, что здесь мы должны все-таки мы должны ориентировать, что самые главные функции наших общественных организаций, я имею в виду диаспорных, это прежде всего формирование и воспитание общественно-политических лидеров. Нам, русским, без армян в этих структурах плохо, не хватает. Вам там делать нечего. Да, скорее всего так. Но это во-первых. Во-вторых, и в этой связи я полагал бы, может быть, и правильно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы Лазаревский клуб имел бы свои отделения в регионах и функционирование решение проблем в этом плане помогать и так далее. Ну, я ничего нового не скажу. Мы же хорошо знаем, что да, Союз армян России у нас флагман, да, но не во всех же регионах он есть. И не во всех регионах действует. По крайней мере, у Союза армян есть. Поэтому мы-то хорошо знаем это. И в этой связи я не к тому, чтобы там критиковать, а наоборот, для того, чтобы мы совместно развернули эту работу и информировали, и издавали книги. Посмотрите, что делают азербайджанцы. Они оккупировали сегодня, книжный рынок, да. Это, кстати, точно. Второе. Но диаспора азербайджанская к этому не имеет никакого отношения. Ну, понятно, нет. Потому что это все идет из Баку. И, кстати, вот, Андрей Николаевич, издание этих книг осуществляется на издательской базе правительства Москвы. Это раз. Второе. Мы хорошо знаем... Сказать, что они продажные? Зачем продажные? Как они там работают? Не. Я, во-первых, этих слов не произносил. Вот. Это во-первых. Все, спокойно. Это во-первых. А во-вторых, посмотрите, ГИМО. Вчера открыли еще одну лабораторию. Слушайте, мы все знаем, что Низами никогда в жизни не был ни одной ногой на территории Азербайджана. Или Физули. Считают своим кровным и родным поэтом и так далее, и так далее. Но это же не так. Потом, в России мало кто знает о том, что слово «азербайджанец» в каком году появилось. Это мы знаем. А ведь посмотрите, знает ли большинство российских? Не раз мне приходилось выступать, в том числе как ученый-экономист по экономике России в конференциях, и особенно в последнее время, в этом году только дважды это случилось. Не хочу останавливаться на том, что нынешние власти Армении в какой-то мере играют с огнем, потому что наиболее уязвимой стороной Армении является экономика, что будет с нами, если вдруг цену на газ поднимут до $1500 за кубометр. Но я хочу
обратить внимание присутствующих и российской стороны на следующий факт. Пару дней тому назад был проведен социологический опрос. Значит, 50% отказались высказаться насчет симпатии к той или другой стране. Вот. По отношению к остальным 50% голоса распределились таким образом. Россия 14%, США 12%, Иран 7%, но там хвосты были, про эти не говорю, Франция 6%. Ну, допустим, 5 лет тому назад такой же опрос показывал такие данные. Россия 60%, более 60%. Вот такая ситуация. Я часто общаюсь с молодежью. Действительно, здесь было уже сказано, что молодые люди вообще все это не помнят. Они не представляют. Во что может вылиться ухудшение этих отношений. В Армении вообще мало кто понимает, что наиболее трудно поддержать самые хорошие отношения с союзником. Кажется, что с Россией не было проблем. Да нет, как раз с союзником нужно работать плотнее всего. Как изменить эту ситуацию? Коротко скажу. Есть два вопроса в настоящий момент, и хотелось бы, чтобы это было понятно в России. Потому что армянское руководство это будет эксплуатировать, будет представлять, как это представлялось в недавних записях примера под заголовком «Достоверные источники». Что за вопросы, которые в настоящий момент являются наиболее важными для Армении? Это первое. Мы хотим понять, Россия за коридор или нет. В записи премьер-министра это было, стрелка была направлена на сторону России. В то же самое время Европа или США, они этот вопрос как бы умалчивают. Мы хотим понимать, что имеется в виду, когда говорится, что в документе от 9 ноября 2020 года был обещан коридор. Когда читаешь документ, такого пункта нет. Мы хотим понимать, это была договоренность между Пашиняном и Алиевым, и чем при этом попросили Россию без гарантов или что-то такое. Это очень важно. Это очень важно. Коридор означает оторваться от Армении Сюник и оставить Армении 20 тысяч квадратных километров. Интересно, что Запад, например, была напечатана статья Ричарда Бланка в журнале National Interest, а это очень серьезный журнал. Те, которые интересуются политической жизнью в США, понимают, что важность этого издания. Там они отмечали, что коридор нужен, ибо тем самым они закроют Ирану путь на север. Пашинян в своей газете сам написал, но было написано от достоверных источников, но сам написал, что якобы Россия заинтересована в коридоре, потому что в лице коридора Россия получает возможность контролировать какую-то часть Армении. Армения оказывается еще один рычаг, так сказать, контролировать Армению. Зачем нужно контролировать Армению? Неужели Армения собирается отказаться от своих союзнических отношений и обязательств перед Россией? Эти вопросы четко нужно объяснить нам. Другой вопрос, это, конечно, Карабах. Запад предлагает, что там будут какие-то представители, об этом было сказано здесь, и что они как-то договорятся с Карабахом. Я хочу напомнить Нахичеван, который опрометчиво был сдан Азербайджану, ну, конечно, при этом был присвоен региону статус автономии, потому что там были армяне. Кстати говоря, их было 28% в Нахичеване. Потому что судьбу Нахичевана определили после того, как в 18-19 годах там были армянские погромы. И
удельный вес населения снизилось менее 50%. Но автономию-то дали, чтобы там армяне себя как-то чувствовали хорошо. Через 3 года там осталось 3%, а через 15 лет 0,3% армян. То же самое в течение года случится с Карабахом, с Арцахом. Мы хотим понимать, даже то, что осталось от Арцаха, это 3000 квадратных километров, а автономия была в размерах 4600 квадратных километров, 5 районов, из них 2 сдали практически Гадрут и Шуши. Мы хотим понимать, что намерены там делать российские власти, какие у них планы. Здесь было сказано такое, что не ожидайте, что Россия ради Армении пожертвует своими теплыми, хорошими союзническими отношениями либо с Азербайджаном, либо с Турцией. Мы на это и не стремимся. Мы хотим понять, будет ли дальнейшее ухудшение суверенитета Армении. Это нужно нам объяснить. Если всего этого не делать, то я вижу, как стремительно падает рейтинг России в Армении. И я вижу, как тонко и умело существующий правящий режим будет пользоваться этим обстоятельством. Вот. Собственно говоря, я хотел бы озвучить эту тему. У меня в этом году было много выступлений и лекций по поводу экономического сотрудничества, по поводу экономики России, Армении и так далее. Но не хочется, значит, идти в этот огород. Хочу оставаться в этих рамках и хочу, чтобы было прояснено, какие существуют красные линии для Армении. Однозначно я воспринимаю наличие любого коридора как конец суверенитета Армении. Это неприемлемо. И давайте не путать коммуникацию, дорогу с коридором. Коридор – это экстерриториальное образование, куда азербайджанцы, турки со своими грузами входят и выходят как хотят, когда хотят. И мы должны получить разрешение, чтобы проехать через этот коридор на своей территории. Даже если будет написано, что этот коридор является суверенитетом, что суверенитет не меняется, не может быть коридора. Ибо кто-то мне должен объяснить, а если Россия уйдет из этого региона, если там что-то случится, сколько раз Россия уходила? И сколько раз этим пользовались турки и азербайджанцы? Это очень важно. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, мы сегодня завершаем работу. Спасибо всем, Да, кто наверное. принял участие. Да, сейчас. Если можно, я буквально 2 слова, да, Константин. отреагирую. А мы думали, что вы... Мы не могли покинуть аудиторию, когда вы объявили выступление господина Багратяна. Мы с большим уважением к нему относимся. Я хочу напомнить, Гран Багратян напомнил о нашем сотрудничестве в 90-е годы. Я напомню, что впервые мы с ним встретились в 91 году, когда я, возглавляя делегацию Межрегионального биржевого и торгового союза, еще при жизни Советского Союза, приезжал в Армению, и мы встречались с вице-премьером правительства Армении, который отвечал за экономическую реформу, Грантом Багратяном. Он считался отцом экономической реформы, видимо, и был им, насколько я понимаю, и остается, с большим уважением. Правда, в моей жизни Грант Багратян сыграл зловещую роль, потому что, когда в 95 году было принято решение в Государственной Думе о признании геноцида армян, это, конечно, вызвало большой подъем. Я получаю до сих пор благодарственные письма, даже из Лос-Анджелеса. Вот. Но на самом деле настоящей проблемой была ратификация государственного кредита Армении в том же году, которой тоже я занимался, потому что в отличие от документа, который всеми был поддержан, кредиту всегда в условиях тогдашней России было такое отношение подозрительное. Все хотели, чтобы деньги не уходили из страны, чтобы мы никому кредитов не давали. Но это обычная позиция депутатов, которые заботятся о своих регионах и не хотят, чтобы кто-либо
вообще какие-то деньги куда-то утекали. Тем не менее, мы объяснили, зачем этот кредит нужен, его ратифицировали. И вот тогда подчиненные господина Багратиана меня коррумпировали. Я был накормлен долмой. По итогам ратификации значит, договора о кредите в 150 миллионов рублей, но тогда это были другие миллионы, другие рубли. Вот, так что правы те авторы, блогеры Азербайджана, которые честно предупреждают о том, что вот я, конечно, не зря поддерживаю Армению и вообще очень зависим от вот такой вот поддержки. Но я извиняюсь, что я так вас задерживаю, хочу сказать о другом. На самом деле я взял слово для того, чтобы сказать следующее. В ответ на вот вполне резонные вопросы, которые поднял господин Багратян. Что касается коридора, уже говорил об этом. Да, существует у нас определенная мифология и, как мне кажется, разное понимание того, что понимается под этими коммуникациями, или, как вот здесь сказано в Вашингтонской декларации, наземным маршрутом транзита. Является это коридором или не является. Точка зрения моя личная, она была выражена. Я, безусловно, не сторонник никаких коридоров через территорию Армении. Я не могу сказать в том, что все так понимают в России этот вопрос. Я думаю, что здесь, прежде всего, точка зрения должна быть заявлена так же ясно, как сейчас точка зрения господина Багратяна, официальной армянской стороной. Она должна занять точку, объявить о своей позиции. Мы против, например, по таким-то, таким-то причинам. А исходя из позиции, которая была только что озвучена президентом Российской Федерации, если вы против, то в этом случае мы не можем настаивать. Потому что мы исходим из интересов нашего союзника. Если бы в правительстве Армении все понимали вопрос о коридоре через Ангизур или в каком-то ином месте, именно так, как гарантию безопасности и существования Армении, и именно так ставили вопрос на переговорах, я думаю, не было бы никакой неопределенности в вопросе о том, будет коридор, возможен он, невозможен, или речь просто идет о том, чтобы обеспечить обычный транзит грузов, который может без всякого коридора проходить по территориям разных стран, в случае, если они между собой развивают торговые связи. Вот это я хотел бы сказать, чтобы как бы внести свою лепту в обсуждение этого вопроса. Спасибо. Уважаемый Константин Федорович, я хотел бы выразить благодарность организатору армянской части нашей конференции, нашего заседания, уважаемому Андру Александровичу Маркарову, за блестящую организацию конференции на земле Армении, а вам выразить огромную благодарность, что вы и ваши друзья своим присутствием и, мало того, присутствием, а четким выражением своей политической позиции, вы не представляете, как поддерживаете здесь нас, в Армении, всех тех, которые убеждены, что альтернативой вхождения Армении в союзное государство России и Белоруссии является война. Спасибо большое. Спасибо всем. Я думаю, что... Мы в Ереване. Да, я думаю, что эта встреча была очень полезной для всех нас. Она дала очень много пищи для анализа. И, естественно, российская сторона тоже получила достаточную информацию о настроениях, которые сейчас имеются в Армении, в армянском обществе. Я полагаю, что нам надо продолжать эту дискуссию не только вот так в этом формате, может быть, еще более узком. Константин Федорович уже сказал, что до конца года мы обязательно встретимся в Москве. Мне кажется, что наступило время действий, и мы обязаны эти действия претворять, поскольку перед нами стоят очень глобальные вызовы, которые будут касаться всех нас. Спасибо всем, всего вам доброго. Да, շնորհակալություն բոլորին. Спасибо большое всем, բոլորին շնորհակալություն, ուղղակի ուզում եմ հայտարարել, որ հիմա մեր ոնց սպասվում է, երկար ժամանակ սպասվում էր արդեն ճաշը, այո, որը տեղի է ունենալու Best Western հյուրանոցում